Mas doğrular. Dayı öyle. Маша, ой. Так, حالتني يا بريم ريكورد. Dayı öyle. так تهان ليروي تحنقيت الجمع تاهو تثنير ويسالخن مارخ دوست داخل البانيا نوخش ديمقراطيسكي بارتينا تخنا لير ستريم دايولوريو ماسو بوسلشنيخ ما نش قوبل ديش شو ما نش دا قوبل دول حق دقة ميل يازيول تعيزر إيست بع شوز بولو شرع أبريل بيتن دينوشكا رسي اسكرو بيخ بوتش سيماشكا شباخشنا تعدين تعزر كرلا دوقش ديستا يشيوت سواي خلق انتيزت دقا لوتش دعوري ويتانا يول ستيم дальмова. Резня Самашка произошла с 7 на 8 апреля 1995 года. Это первая русско-чеченская война. Многочисленные мирные жители, это более 300, погибли в результате российской так называемой зачистки. Инцидент привлек широкое внимание всего мира из-за того, что в России тогда еще были относительно свободные СМИ. Ненаказанное зло крепнет, тучнеет, самоутверждается при мысли о своей безнаказанности. Все началось не с Грузии и не с Украины, как любят говорить соучастники этих преступлений. Становление русского нацизма началось с войной с Чеченской республикой Ичкерия в 1994 году. Местные жители Самашек свидетельствуют о преступлениях российских вооруженных сил. Случившееся в селении Самашки следует называть карательной акцией, а не спецоперацией, как российская власть любит называть свои злодеяния. Массовые убийства безоружных людей, уничтожение домов и имущества, иначе как геноцидом назвать нельзя. Цель у военных была одна – запугать население, чтобы оно перестало поддерживать своих защитников. Село окружили войсками. Потребовали сдать 264 автомата, 2 пулемета, то ли одну, то ли 2 бронемашины. Тогда еще шли разговоры о том, что, точнее, Временный совет во главе Авторхановым списал на Самашке именно столько единиц оружия, и военные, в свою очередь, требовали его вернуть. По понятным причинам, вернее, ввиду отсутствия такого арсенала, старейшины села не могли этого сделать. По рассказам местных, военные вошли в село лишь после того, как оттуда ушли бойцы сопротивления. Убийства и поджоги домов в Самашках, как тогда говорили, учинили военнослужащие внутренних войск МВД. Убивали всех без разбора, начиная со стариков и кончая женщинами и детьми. Операцией в Самашках командовал генерал Романов под псевдонимом Антонов. Тогда еще российские генералы старались не афишировать свое участие в таких акциях, в отличие от Второй войны, когда никто уже не скрывал своих имен и фамилий. Достаточно подробно о трагедии Самашек написал правозащитник Андрей Плинушев. Кадыровская власть, в свою очередь, о случившемся в Самашках не вспоминает, так же, как и о событиях в поселке Алды в начале 2000 года и других населенных пунктах Чеченской республики. Они действуют по строгой методичке сверху, где четко и ясно расписано, какую пропаганду им следует вести, а именно, в которой чеченский народ сам виноват во всех своих трагедиях, начиная от карательных акций царских войск в годы Кавказской войны, сталинской депортации 1944 года и последними 2 русско-чеченскими войнами. 06.04.1995 года в 18 часов поступила информация о предъявлении командованию МВД РФ ультиматума селу. Дорога на Самашке была перекрыта бронетранспортерами. Генерал-лейтенант Романов, заместитель командующего группировкой МВД РФ Чеченской Республики, выдвинул ультиматум до 7 часов утра 7 апреля
самашкинцы должны сдать 264 автомата, 2 пулемета и БМП, которые, по данной военной разведки, якобы находятся в селе. После сдачи оружия жители должны беспрепятственно впустить внутренние войска в Самашки. Члены чеченской делегации привезли и сдали на блокпост 7 автоматов Калашникова, пояснив, что больше в селе оружия нет, так как все ополченцы были удалены из Самашек по настоянию старейшин села. Членам чеченской делегации стоило больших трудов, по их словам, убедить генерала Антонова хотя бы на 2 часа продлить срок ультиматума для предоставления возможности выхода из села женщинам и детям. Соответственно, в 9 часов утра 7 апреля войска МВД начнут штурм села Самашки. По словам офицеров МВД блокпоста номер 13, вокруг Самашек уже установлены артиллерийские батареи, минометы и танки. Заза. Утром 7 апреля на собрании народ решил резать скот, продавать мясо и на вырученные деньги покупать автоматы у российских военных или менять на еду у вечно голодных солдат срочной службы, которые боевую гранату отдают за буханку хлеба. Но в тот день положение было безвыходным. Сельчане никак не могли так скоро достичь требуемое. Попросили неделю, но, очевидно, ультиматум был только предлогом, потому что никто не стал ждать даже обещанных 16 часов. Все началось на 2 часа раньше. Свидетели. Мы сидели, ожидая своей участи. Убежать не могли, боялись, что раненый ранее дядя истечет кровью. Слышим, как открываются ворота, как въезжает БТР, как бросают гранату в пустой подвал. Вошли в комнату. Их было около 18-20 человек. На вид трезвые, только глаза будто остекленевшие. Увидев дядю, когда ранила, где автомат, где духи? Раиса бросилась к пришедшим. Не убивайте, никого в доме нету. Автоматов нет, папа тяжело ранен. У вас же тоже есть отец. У нас приказ убивать всех от 14 и выше. Заорали пришедшие и стали опрокидывать ногами ведра с водой. А мы уже знали, что это значит. Теперь непременно сожгут дом, а воду вылили, чтобы нечем было тушить. ОМОНовцы вышли из комнаты, бросили в дверь гранату, Раису ранило, она стонала. Я слышала, как кто-то спросил, что? Рядом ответили, баба еще жива. Это про Раису. После этих слов 2 выстрела из огнемета. Я почему-то не могла заставить себя закрыть глаза. Знала, что сейчас убьют, и хотела только одного — умереть сразу, без боли. Но они ушли. Я оглянулась, Раиса мертва, дядя тоже, а Ася жива. Мы с ней лежали, боясь пошевелиться. Горел трильяж, занавес, линолеум, пластмассовые ведра. Нас оставили жить по ошибке, приняв за мертвых. Я подошла к школе, там женщины вынимали из петли нескольких повешавших мальчиков. На вид с 1 по 3 класс. Дети от ужаса выбежали из здания, их поймали и удушили на проволоке. Глаза вылезли из орбит. Лица опухли и стали неузнаваемыми. Рядом была куча сгоревших костей, останки еще примерно 30 школьников. По словам очевидцев, их тоже повесили, а потом сожгли из огнемета. На стене чем-то бурым было написано «Музейный экспонат. Будущее Чечни». И еще «Русский медведь проснулся». 6 по 7
апреля 1995 года Серноводск, район села Самашки, блокированный подразделением войск МВД в ночь с 6 на 7 апреля, обстрелял российскими войсками, несмотря на объявленное до 9 часов утра 7 апреля время ультиматума. Обстрел велся с 22:30 до 1:30 из артиллерийской орудий со стороны станицы Асиновская и из стрелкового оружия со стороны постов МВД номер 13. Дислоцированного в непосредственной близости от Самашек. С 5 до 5:40 утра 7 апреля район села Самашки бомбили российские самолеты. Причем, судя по звуку разрывов, заряд бомб был довольно внушительным. По мнению жителей Серноводска, во время бомбежки использовались глубинные бомбы. С 7 часов утра орудие боевых машин пехоты МВД подошел к Самашкам с севера. Открыли огонь по селу. Обстрел продолжался вплоть до 9 часов утра. Срок истечения ультиматума генерала Антонова с 10:30 до 11 зафиксировали интенсивный артиллерийский обстрел района Самашек со стороны станицы Асиновской, Ачхой-Мартана, и воинской части, дислоцировавшей в предгорье с севера от Самашек. В центре села наблюдались разрывы. Ответного огня со стороны села зафиксировано не было. Ибрагим. До истечения срока ультиматума, предъявленного жителям села Самашки, 7 апреля начался штурм села. В 7:38 утра российская бронетехника выдвинулась в район Самашек с севера и запада. В центре села наблюдались многочисленные разрывы и пожары. В 10:45 утра началось бегство населения из Самашек. Спасающиеся от обстрелов жители подъехали к блокпосту войск МВД на 12 легковых и грузовых автомобилях. К 5 часам вечера 7 апреля российская артиллерия или бронетехника выдвинулись в лес, расположенный на расстоянии километра от южной окраины Самашек, и оттуда вела обстрел окраин села. БМП с блокпоста номер 13 передислоцировались к самому въезду в село в районе мечети. На северной окраине села начался большой пожар. В 17:20 у блокпоста МВД приземлились 2 боевых вертолета, в которых находилось, по словам самашкинцев, задержанных на посту и затем отпущенных, группа спецназовцев и сотрудников ФСК. Предполагается, что вертолеты будут использованы для перевозки в фильтропункты задержанных жителей. 7 апреля 1995 года члены наблюдательной правозащитной группы «Мемориала» с 17:30 до 20 часов провели опрос беженцев, вышедших из занимаемых частями МВД Самашек. Был проведен экспресс-опрос около 30 человек, которые рассказали, что в ходе российских обстрелов, предваривших штурм села, или проводивших штурм села в Самашках, при разрыве артиллерийского снаряда погибли 2 ребенка. Байциев Руслан, 16 лет, и Амирханов Алви, 17 лет. Днем 7 апреля 1995 года у дома 36 по улице Шарипова, а при разрыве авиационной ракеты женщина в районе улицы Пролетарской. Ее труп, по словам беженцев,
опознать пока не удалось, так как тело получило сильные повреждения. По словам жителей, в 10 часов утра чеченская делегация направилась для переговоров на блокпост номер 13 российского МВД. Полковник внутренней службы, командовавший операцией по блокированию села и представившийся то Александром Владимировичем, то Александром Николаевичем, пояснил, что заместитель командующего группировкой генерал Антонов, в скобках он же Романов, якобы руководящий операцией по освобождению села от незаконных вооруженных формирований, отбыл в Моздок, не дождавшись чеченских парламентеров. Вышеупомянутый полковник, по словам беженцев, предложил организовать на окраине села встречу с населением. Для этого он рекомендовал парламентерам срочно отбыть в село и собрать в районе мечети жителей на сход. Колонна делегации, состоящая из 6 легковых автомобилей, по словам участников переговоров, развернулась и двинулась в сторону Самашек. Отъехав от блокпоста 500-600 метров, эти автомобили, по утверждению чеченских беженцев, попали под обстрел автоматического оружия. Причем стрельба велась, по их словам, со стороны поста, только что ими покинутого. 2 автомобиля были повреждены. Проявив выдержку и желая любой ценой предотвратить массовое кровопролитие в Самашках, сельские авторитеты, по их словам, собрали некоторую часть самашкинцев у мечети. Приехавший полковник вновь убеждал жителей сдать 264 автомата, пулеметы, БМП и пропустить мимо Самашек поезд на Грозный. Старейшины, по их словам, заверили полковника, что такое количество оружия в селе нет, что поезд может беспрепятственно двигаться по железной дороге мимо Самашек. Для убедительности старейшины тут же, по их словам, послали группу своих представителей для охраны железнодорожного полотна от каких-либо нападений. Вскоре после отъезда полковника северную часть села, как утверждают его жители, стали обстреливать снайперы со стороны войсковой части, расположенной в предгорье. Недалеко от мечети был ранен подросток. Около 14 часов сельским руководителям, по их словам, удалось встретиться на блокпосту номер 13 с генерал-лейтенантом Антоновым, в скобках он же Романов, который, кстати, в ходе разговора назвал себя Алексеевым. Он вновь потребовал у жителей села сдать 264 автомата. Антонов Алексеев, он же Романов, назначил новые сроки сдачи оружия до 16 часов 7 апреля. Нита. Над селом периодически появлялась авиация, но самолеты работали, видимо, на большой высоте. Появление самолетов совпадало по времени с разрывами, похожими на разрывы авиаракет, доносившимися со стороны Самашек. В селе наблюдались отдельные дымы, временами пламя пожаров. После начала нового обстрела число бегущих из села жителей заметно возросло. Наблюдатели зафиксировали выход нескольких групп численностью около 100 человек. Как свидетельствуют сельчане, вышедшие из села в упомянутых группах через несколько часов, события на блокпосту номер 13 развивались следующим образом. Спецназовцы, по словам очевидцев, отделили от вышедших групп мужчин приблизительно в 30 человек. Мужчин отвели в сторону от трассы до прибытия проверочных списков. Как пояснили военные родственникам задержанных, наблюдатели отметили, что в 17 часов на трассе у блокпоста приземлились 2 боевых вертолета. Очевидцы позднее показали, что на вертолетах прибыла группа офицеров ФСК, как они сами представлялись, в сопровождении солдат спецназа. Офицеры, по их словам, привезли обновленные списки людей, подлежащих фильтрации. Задержанных чеченцев заставили снять верхнюю одежду, подвергли личному досмотру и допросили. В ночь с 7 на 8 апреля российские самолеты сбрасывали над Самашками гирлянды осветительных ракет. По 3 гирлянды каждые 10 минут. Так что
Я извиняюсь. Сложно читать. Так что район Самашек был полностью освещен все темное время суток. Со стороны села была слышна стрельба из орудий БМП и стрелкового оружия. По южной стороне района Самашек, возможно, Самашкинскому лесу российские войска вели также огонь из установок залпового огня и тяжелых орудий, возможно, самоходных артиллерийских установок. Село горело. По оценкам вышедших из села чеченцев, там осталось около 6 тысяч человек гражданского населения. С 8 по 9 95 года апреля блокпост номер 3 у села Самашки. Утром 8 апреля российская бронетехника продолжала входить в Самашки в северной и западной стороны. В Самашках слышна непрерывная стрельба из танковых орудий БМП, стрелкового оружия. Во всех концах села видны пожары. Над районом Самашек стелится густой туман. На перекрестке дорог Самашки в Серноводск собралась толпа. Около 1000 человек. Слышны непрерывные крики и плач. Командование блокпоста в очередной раз категорически отказывается пропустить наблюдателей и местных жителей в Самашке, поясняя, что в селе идет операция, и до ее окончания никто в Самашке допущен не будет по приказу генерала-полковника Куликова. Несколько раз жительницы Самашек предпринимают попытки вывести из села раненых мирных жителей, спецназовцы возвращают их обратно. Удается добиться согласия на въезд бригад Международного Красного Креста в Самашке только 9 апреля. По прибытии на блокпост МВД у Самашек становится известно, что экипаж МКК доктора Ханну вернулся в Серноводск. Доктор публично принес свои извинения собравшимся беженцам и экипажам. Дважды попытался проехать в Самашке для вывоза раненых. Безрезультатно. Спецназ МВД категорически отказался пропустить представителей Международного Красного Креста, хотя военнослужащие были предупреждены об ответственности за подобные действия. Члены наблюдательной правозащитной группы «Мемориала» составили списки погибших в Самашках и задержанных МВД для фильтрации. Периодически наблюдатели информировали московский офис «Мемориал», радиостанции «Свобода» и «Эхо Москвы» о событиях вокруг Самашек. Продолжалась магнитофонная запись свидетельств самашкинцев, которым удалось вырваться из села. Ночью из Самашек доносились звуки стрельбы, было видно зарево пожаров. Утром 9 апреля экипажи МКК, французской гуманитарной организации «Врачи без границ» Российского Красного Креста несколько раз безрезультатно попытались через блокпост номер 13 МВД проехать в Самашки для вывоза раненых. Трижды столь же безрезультатные попытки предпринимали чеченские женщины из Серноводска. Сотрудники Российского Красного Креста развернули, несмотря на протесты со стороны военных, приемную площадку по оказанию первой помощи прямо у блокпоста МВД. Стоик. Члены наблюдательной правозащитной группы, организованной обществом «Мемориал», руководимой Сергеем Ковалевым, работали в районе блокированного российскими частями МВД села Самашки, где за 3 дня здесь было задержано более 200 человек. Члены правозащитной группы Ковалева Андрей Блинушев и Александр Гурьянов собрали сведения на 252 задержанных, но, вероятно, часть из этих людей была убита спецназовцами в селе и пока не найдена родственниками. Военнослужащими МВД задержали мужчин от 15 до 70 лет. С людей срывали одежду, обувь. В одном нижнем белье гнали, говоря языком МВД, на фильтрацию. Этих людей переправляли в вагон-заки Моздока и земляные ямы Зинданы станицы Асиновской. Некоторым самашкинцам удалось вырваться. Эти несовершеннолетние жители села свидетельствуют о полном беспределе, чинимом внутренними войсками России. Несколько раз в день задержанных подвергали избиениям и непрерывным допросам. По словам задержанных, их били ногами, дубинками, прикладами автоматов. Вскоре после задержания над ними учинили дичайшую расправу, натравив служебных собак. По словам бывших задержанных, спецназовцы на глазах у всех добили раненого,
которого несли на носилках схваченные чеченцы. По их словам, при расправе, происходившей в военном лагере в предгорье с севера Самашек, присутствовал некий генерал с рыжеватой бородой, чуть со скошенным носом. Рассказы этих людей были записаны членами наблюдательной группы на диктофон, частично на видеопленку. Уцелевшие жертвы этой карательной операции, сопровождавшиеся массовой гибелью людей, свидетельствуют. Показания Мариат Т. из села Самашки. Я живу на Выгонной улице. Мы сидели в соседнем подвале. Нас было много, женщины, дети и старики. И ребят было много. Мы их пытались спрятать. И как раз в первый день пришел один солдат с гранатометом, хотел выстрелить прямо у нас. Но один наш пожилой мужик закричал: «У нас женщины, дети, не стреляйте, ради Бога!» И он ушел, ничего не сказав. А на второй день пришли эти ФСК, что ли, я не знаю, такие здоровые, один в маске был. Они были пьяные, глаза сверкали. Они начали стрелять. Сожгли соседний дом. Мы от испуга начали кричать: «Пожалуйста, не стреляйте, тут женщины, тут дети». А в ответ только мерзкая ругань. Часть женщин они загнали в маленькую комнату, где не было стекол, заперли дверь. Других затолкали в подвал под навесом и начали стрелять туда, в женщин, которых они затолкали в комнату. Дети страшно кричали. Аслан Лорс. Показания Висаитовой Алины из Самашки. Я живу в Самашках по улице Выгодной. Они бросили нам в подвал гранату. 2 женщины были ранены. Дети плакали, они боялись выходить, хотя солдаты велели, когда услышали, что мы еще живы. Дети цеплялись за ноги матерей. Потом они бросили, ладно, выходите. Молите Бога, что вас там много. Не хотим делать братскую могилу. Это солдаты сказали. Их было человек 10-12. Одни сидели, курили, чем-то кололись прямо у нас на глазах. Таких человек 5-6 было, здоровые такие, старшие, наверное. А остальные работали. У меня очень сильно эхо отдается, может, кто-то должен выключить там. Остальные работали, стреляли, поджигали дома, брали проволоку железную и завязывали наших мужчин. Сначала раздели их, били очень. Мужчины прям все в крови были. Мы просили солдат: пожалуйста, не забирайте их, отпустите. Солдаты стали требовать за это золото, доллары, говоря: нам ваши шмотки не нужны, золото и доллары давайте. Проверяли женщин прямо на шее, золото искали. Не знаю, нашли у кого или нет. Нас много было, шум стоял, шум такой стоял. Все плакали, мужчин голых так и погнали. Показания Кармакаева из Самашки. Это не молодые солдаты были. По-моему, какие-то наемники, лет так под 30 или даже за 30. Одеты они были в такую перстную одежду, зеленую с белым. Они к нам ворвались в дом на улице Рабочей 54, схватили мальчишек, поставили их лицом к стенке и стали бить пинками под зад. Мальчик кричит: дядя, вы нас не убьете, не убьете. А солдат взял его за волосы и головой об стенку. А отец кричал: не бейте, он русский язык не понимает. Жалко ему стало сына. Солдат прямо как даст отцу подбородок. А я прошу по-чеченски: не говори им ни слова, они тебя убьют. Они схватили отца, а девочка моя кричит: отдайте папу. Не забирайте его, не забирайте. Они не слушали ничего. Показания Руслана Н. из Самашки. Я им говорил: ребята, здесь мирные люди, не стреляйте. Вы что делаете? Мы же вместе жили всю жизнь. Подходят и ногами по голове бьют. Ты гнида, вылазь. Вытащили меня. Раздевайся до пояса. Ботинки снимай. Я говорю: документы посмотрите, я казахстанский. Они взяли паспорт и тут же при мне изорвали.
Что бежать захочешь? Что бежать хочешь? Ты боевик, я говорю. Вы же документы порвали. Как я теперь? За боевика покатишь. У тебя рожа боевицкая. И погнали меня. Всех мужчин гнали колоннами. Мой братишка стоял в 89-м. А к нам еще 2 колонны примкнули. Мы шли голые к Самашинской пекарне. Впереди БТР. От него нельзя было отставать. Они прикладами сразу подгоняли. Значит, БТР идет. Мы босые, голые, бегаем за ним. Километров 4-5 до их лагеря в горах, где стрельбище у них раньше было. Отстающие очень били, однако раненого мы тащили на носилках. Его несли братья. Они отставать начали. Там, где поворот к лагерю, солдаты приказали поставить носилки на обочину. Братья поставили, а эти тут же раненого дострелили. Когда бежали, один уже лежал на дороге убитый. Из тех, кто впереди нас бежал. Они ему прямо в глаз выстрелили. Фамилия раненого, которого они добили, была Самшаев. Мы не знаем даже, сколько они людей по дороге убили. Когда пригнали нас, это стрельбище в горах, стали бить. Когда пригнали на это стрельбище в горах, стали бить. Каждые 5 метров стоял солдат и бил прикладом или ногами. Потом всех приказали лечь на землю лицом вниз. Если кто-то пытался поднять голову, подбегали и били. Потом пошли с собаками. Все время говорили овчаркам: чужой, чужой. Собаки рвут, стоны там, крики. Подняли через какое-то время и через строй погнали к машинам. Опять били. Если быстро идешь, ногами бьют. Если медленно, собаки хватают. Я начал ногу выдергивать. Когда собака вцепилась мне сразу подсечку под ногу, в живот 2-3 раза удара, и собака сзади укусила. Я сознание там потерял, не помню, как в машину забросили. У меня уже руки завязаны сзади. Нас навалили в 4 ряда друг на друга. Рядом со мной лежал 14-летний пацан, сын моего соседа Угазиева. У него была ключица сломана. Он мне кричит: дядя, дядя, мне плохо, пусть меня выпустят, пусть расстреляют, я не могу больше. Я начал кричать, тут пацану плохо. Залез солдат и как дал ему прикладом по голове, я больше ничего не мог сказать. Хана. Показания Сабидат М. из селения Самашки. Я живу в Самашках на Выгонной улице. Солдаты зашли 8-го прямо в дом, осматривали, что у нас хорошее есть. Потом забрали вещи, стали грузить в БТРы. Потом взяли и подожгли дом. У нас 2 соседей убили, у меня ноги, руки обожжены. У соседей сын больной, один дома остался. Он очень испугался, побежал по улице. И я сама видела, как в него выстрелили. Он упал, и танк прямо по нему проехал. Парень этот прямо головой, лицом в землю ушел. У нас на улице русский был, Лопатин, с женой жил. И я видела, как этот дом сожгли. Солдаты прямо туда такой огонь кинули. 2 человека, эти Лопатины, прямо сгорели там, в этом доме. Ансарова Азман, проживающая в Самашках на Выгонной улице, 7. В пятницу я узнала, что в 4 часа будут вводить войска. У меня 2 сына и муж. У нас нет оружия, и мы никогда не воевали. Взяли своих сыновей и спустились в бомбоубежище. И вдруг пришли солдаты. «Есть кто? Выходите». Я сказала: «Здесь женщины и наши дети». Мы вышли, они. Женщины в сторону. Нашим сыновьям: быстро раздевайтесь, босым и до пояса. Кто медлил, того автоматным прикладом били. Один из мужчин, Муртазалиев Усам, 2 детей у него, жена и отец, мертвые, лежали во дворе. Он показал солдату свой паспорт.
Тот взял на клочки, разорвал документ. Мне, говорит, ваши документы не нужны. Вы чеченцы, мы вас будем убивать. Мы просили, умоляли их. Они не брали за оружие, мы их берегли. Никто с оружием в селе не остался, не трогайте наших сыновей. Они сказали, еще слово скажете, мы вас пристрелим. Нецензурными словами нас обзывали. Потом наших сыновей забрали и увезли. Проживающие по улице Рабочая, дом 54, Карнукаева. Дома сожжены. Мне сейчас некуда идти. Я голодная, холодная, осталась на улице с 4 детьми. Детей избивали прямо передо мной. Это было позавчера, 8 числа. Как услышали шумы машин, танков, побежали к соседям. Спрятались у них в подвал. Они в соседский двор кричат деду. «Где, кто здесь?» Дед, наверное, испугался, подумал, что бросят в подвал что-то. Говорит, у меня там женщины и дети. Ну-ка пусть выходят. Стоит прямо автомат на нас. Как пацаны выходят, сразу ногами их бьют. На колени к стенке сразу ставят детей. Им 12-13 лет. Последний, когда говорит, есть еще кто, мы говорим нет. И он закидывает туда гранату. А потом начали избивать детей. Я плачу, и моя 5-летняя дочка плачет. Просит, отдайте. Просим, отдайте детей, отдайте. По рассказам жителей Самашек, в ходе зачистки села военнослужащие, не задумываясь, бросали гранаты в жилые помещения. Так, Кейпа Мамаева, проживающая по адресу улица не указана, дом 52, это рядом с перекрестком с Кооперативной улицей, рассказала, что в 7:30 утра 8 апреля она и члены ее семьи, муж, брат, сын и брат мужа увидели в окно, как из соседнего дома хозяева уехали из села. Военнослужащие выносили ковры, телевизоры и другие вещи. Награбленное грузили в стоящий на улице КамАЗ и БТР. Многие жители села считают, что военнослужащие в ряде случаев совершали преступления, находясь под наркотическим опьянением. В качестве доказательства они показывали журналистам, депутатам и членам правозащитных организаций, посещающим Самашки, одноразовые шприцы в большом количестве, валявшиеся на улицах села после ухода из него федеральных сил. Следует сказать, что по сложившейся практике перед операцией каждому из солдат в индивидуальную аптечку выдаются одноразовые шприцы с противошоковым препаратом промедолом. Этот препарат относится к классу наркотических анальгетиков. Его положено внутримышечно вводить при ранениях. Однако, естественно, если в ходе операции имелись раненые, то учесть, где и как была израсходована доза затруднительно. Члены миссии правозащитной организации Блинушев и Гурьянов лично слышали в апреле, как сотрудники МВД на 13-й заставе говорили о том, что после окончания их смены они уколются промедольчиком. Одна из причин гибели людей была в результате обстрела улиц из бронетранспортеров. Другая причина гибели жителей – пулеметный и автоматный обстрел с бронетранспортеров и танков, вошедших в село. Ватсон. О геноциде в Самашках есть очень много материалов в открытых источниках. Мы не сможем осветить за один вечер больше, чем мы подготовили сегодня. И я бы хотела в заключении сделать небольшой обзор прессы того времени и привести некоторые выдержки из публикаций средств массовой информации о весьма печальных событиях тех дней. Обзор прессы. Радио «Свобода». Перед штурмом блокировали все выходы из селения. Не было возможности передвигаться внутри села. Везде БМП, САУ. Рабочая, Пролетарская, Ленина, улицы совсем уничтожены были за считанные часы. БТРы, КамАЗы, БМП давили всех, убивали, добивали, не жалея раненых. Из подвалов людям не разрешали выходить, поджигая дома. Отец с сыном, раненые, бросили гранату, облили бензином и подожгли. Улица Степная, 3 трупа. У парня вырвали сердце и на труп положили.
Карбус, Франция. Лично видел 20 трупов на улицах Самашек. Погибло не менее 200 мирных жителей села. Бессмысленная жестокость. 12 апреля. Радио «Свобода». Самашки. Не пускают никого, ни медиков, ни Красный Крест, ни депутатов, ни журналистов. На блокпосту номер 13 депутатов Давыденко и Гурьянова посадили в БТР якобы для поездки в Самашки, а отвезли в обратную сторону в фильтрационный лагерь. По данным Красного Креста, в Самашках убили не менее 250 человек мирного населения. Елена Боннер, жена академика Сахарова, из письма президенту США Клинтону. Убито более 700 жителей села Самашки. Селение разрушено танками и огнеметами. Радио «Свобода». В Самашках сегодня похоронено 90 человек. Некоторые трупы нельзя узнать, так как обгорели. Задержанных из села жестоко избивали, травили собаками. 192 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Из газеты «Сегодня». В Самашке после восстановления конституционного порядка 4-й день. Могилы за могилой роют старики. Около 150 уже похоронено. Еще 100 ждут очереди. Обуглившиеся трупы 2 девушек. Рядом 2 трупа мужчин, завернутые в одеяло. У одного вспорот живот, у другого раскрошен череп. Москва. 16 апреля. Москва. Пресс-конференция. Группа Ковалева. В Самашках чеченцы поверили некому генералу Антонову и заставили уйти дудаевцев из села. 1,5 часа времени не только собрать всех, оружие сдать, но даже и оповестить всех не хватит. Следовательно, такое условие военные поставили намеренно, чтобы из села никто не сумел выйти. На пресс-конференции, состоявшейся 22 апреля в помещении правозащитного центра «Мемориал», Ковалев заявил, что в Самашках сожжено или полностью разрушены 363 дома. Около 200 жителей села были подвергнуты незаконному задержанию. По отношению к ним частями российского спецназа применялись избиения, издевательства и пытки. Сергей Ковалев представил журналистам также заявление на имя председателя Государственной Думы России Ивана Рыбкина. В нем председатель комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации в связи с выдвинутым против него обвинением, в том числе в клевете и измене Родине, обратился с просьбой принять постановление, лишающего его парламентского иммунитета от уголовного преследования. По мнению Сергея Ковалева, любое открытое и честное разбирательство будет способствовать установлению истины о событиях в Чеченской Республике. Никакой военной необходимости проведения в Самашках подобной акции устрашения не было, заявил он на своей пресс-конференции. Заявили на своей пресс-конференции депутаты Совета Федерации Игорь Гладков, Виктор Курочкин и Павел Штайн. Пресс-конференция посвящалась итогам поездки депутатов в чеченское село Самашки. Отвечая на вопрос корреспондента «Экспресс-хроники», участники пресс-конференции не подтвердили предположение председателя комиссии по правам человека при президенте России Сергея Ковалева о том, что при сожжении трупов и других в Самашках, возможно, применяли напалм. По мнению депутатов, для этого использовались только огнеметы. Разрушения возникли в результате обстрелов зданий из гранатометов и танковых орудий. Руководил операцией в Самашках, по сведению депутата, генерал-майор МВД Скрипник. 18 апреля. Говорухин, председатель комиссии Госдумы. Большое количество жертв в Самашках, сильное преувеличение. Призвал отдать под суд Ковалева, Шабада, Пономарева, по его мнению, распространяющих ложные преувеличенные слухи о жертвах в селении Самашки. Хамзат из Серноводска. Говорухин собрал жителей, говорил нам одно, что с вами делать, как помочь. Я поехал в Москву, совсем другое заговорил. О бандформированиях, большом сопротивлении и тому подобное. 19 апреля. Шабат, депутат Госдумы. Все мужчины в Самашках убиты и интернированы в фильтрационные лагеря. Шабат, Пономарев, депутат Госдумы. Готовы отказаться. Шабат и Пономарев, депутаты Госдумы, готовы отказаться от депутатской неприкосновенности и предстать перед любым судом, чтобы доказать жестокость русских солдат при захвате Самашки.
20 апреля, Радио Свобода. 211 могил на 16 апреля в селении Самашки. Влиятельная американская газета «Вашингтон-Пост», отражающая политику Госдепа США, в своей редакционной статье разразилась беспрецедентной критикой в адрес Путина. Газета, в частности, пишет: гражданин Путин любит сравнивать 4-летнюю российскую войну против бьющихся за независимость чеченцев с американскими операциями в Ираке и в Афганистане. Но это сравнение непристойно. В Чечне российские войска расправились с демократически избранными властями, убили десятки тысяч мирных жителей, погнали других в лагеря беженцев и обратно в зону боевых действий, превратили в руины столицу и все крупные города республики, без разбора захватывали всех мужчин в деревнях для пыток и массовых казней и довели гражданское общество до того состояния, что исламские экстремисты набирают силу. 26 сентября 2003 года. У меня все. Какие сегодня сложные тексты. Да, вот люди, которые не... Баду ивай чугайскишит синца столкнуться дазбол, значит, халку еще кел поколение ивай, цен просто что вахинцархум дүйч учва и исторические моменты зачитывать, я ж дик цакиет шун хинца что в этом кел штаты хуйшбеш молодежь там интересы. Тому эрдуца. Вот если взять какое-то государство, запачал, и вот спачал, вот военная операция величу, и подавление какого-то сопротивления, там, подавление, ну или нападение на другое государство, даже рассматривать садичи, да, просто подавление мятежа какого-то, что сигишь-то вторгнуться один военные силы, вот военные там армия хуились, что цель просто гражданское население, чтобы вот это гражданское население его в подвалах сжигать огнеметами, закидывать гранатами эти подвалы, чтобы с людьми, гражданским населением вот так вот жестоко обращаться. Значит, просто сейчас ой леньшин, сейчас хват леньш мете хорому, да, хотсан пача халқи салти ухаш саначугат нахо та приказ дел саметтик хаях сам мятеж сатье или там и нападение на государство цаюцвой просто раскошуючил формат изюцвой просто подавление вот этого мятежа там бандитского режима что и что чубан гражданское население да и сандул хум лил деш и что Då hade du ett så bärant jag till erst jag var dulch ett stanna på då så zudri besh bakhna matwuht bol ما بقدر تباش ما بيه أتشو يا هاي شو جرنا تبوش إخو أدمش خل ديزشت إشت إبوشون إغاس قبوي وات إغاس قتر как бы сущностью вот этого русского она вот такая вот и Йоузи еще из и Милу и Хинц وكيجنا أبوي هو Европа ориентишься إيها беш от русский офицер будет религиозный царь إيها беш هر كيفيش مسو تاتر بوشون باش ده باش مسو تاتر باش بيوخم شوشون باش هم نشدويتشه إغاسقي одни из беш буцер как бы إغاسقي что бат أتах Европа ориент вол халку шел келпа колени цена европейч из того ну любой территории тахуилш тигарна из того кифиш хуилш я тахи я таджахел хуилш шмахел хуилш да цен ist gewo матахиет ist потому что тига изал что го цен ist и вот и неправильно и подмена вот этого понятия подмена юқи хуша и делается вот такой вот образ, да, как будто бы что орша цатер рэски куобат
Короче, ирайска в реальности шмылшбо ишта. Усыпитен. Гнапкиет и чук, короче, да? Он и цадоузит. Ишти бол боен, там вещь. Ты слышу его. Ибрагим, угар хазник гудухающин. Вот это очень некрасиво генерализировать весь народ. А так как мы жили среди них, мы их знаем, вот гаска каждого по отдельности, они вот даже не большинство, они как один, они трусливые, они садисты, вот маленькие дети даже, вот, они мучают котят, из рогаток убивали этих воробьев, вот так, цаибш. Жестокость неимоверная у этого народа, если его можно назвать народом. И вот представляете, таким людям дать армию и дать оружие в руки. Их вообще надо лишить даже столовых приборов. Им нельзя давать колющие предметы. Они же... А у них в руках армия, у них в руках снаряжение. И вот таких вот отморозков, врожденных Чикатил, каждый второй Чикатил, маютер, и их пустить на войну. Это то, что мы озвучиваем, это еще и не все, наверное. Изолилин, хрюцар над маленькими детьми, если они над животными измываются. Это же народ, который, я даже не знаю, как их назвать, трусливые, жалкие. У них женщины, эти хуер и котом, вахаюли, диктуры, квартабахкар, вот так вот, прям наслаждаясь. Вот, бывает, вот, что за народ такой? И вот все мировое сообщество сидит так тихо, таких жестоких людей в мире нету. Таких трусливых и жестоких. Трусость – это же и есть жестокость. Храбрый человек, он же не может быть жестоким. Это просто ужас. Да, Сацбойл и Швизендейл. И после всех этой жести, которая произошла в Чечне, вот представляете, люди и не все это знают. А вот просто войдите в положение этих очевидцев. Мелочь, амдуквай, все-таки какие же мы сильные. Другие народы, мне кажется, уже и не выжили после такого. А над нами же это же не первый случай, это же не первая история войны. Просто 200 лет назад, наверное, было как-то легче, когда не было огнестрельного орудия, так как сегодня. И в рукопашной, наверное, они все-таки трусили, а агент, вот трусу дай в руки оружие. Ой, какой это ужас. Прям сердце кровью обливается. И все это зная, наше правительство, которое вот сидит там, у них на поводу, людей околпачивают. Сразу я тебя подправлю, ты оговорилась, когда сказала наше правительство. Но я имею в виду поставленные вот эти твари, предатели. Они же хуже этих русских мобуиш, бьюхумш. Да, просто со стороны, знаешь, это звучит как будто бы там, вот как Кавказ Реалии, как Дождь, как Кавказский узел, вот эти все русские пропагандисты говорят, да, просто, будет вот так вот со стороны звучать, что у нас там какое-то правительство, это, я твою оговорку просто поэтому подправил. Да, Дерисхал, спасибо за то, что подправил. Самые цахадиештега норчина сюкхерче и сурта кицалик цахирдоч цаугхал ибоглил бабиес үш хагуч ба беша беш when уж гуч было уж багаться уж муж буха уже карты раскрыты все. Инцалте что чора тоже должен знать, что расслабиться дина, хум дются. Инц наоборот, беш келарда гэч, цигма ула, кузма ула бос, а пейт бо чалки деш, душа деш беш. Да еще бо халкуш, несерьезно. А хумам чо диц деш, что сацаца деш. Без конца диц деш, что пока
اتسقى إجارسن يستلع ويقعدوا وانت يا أخي قزل يريل شير вообще страшно قزل شان إجارستو غيغو شدوعال страшно بيوغ جارستو ويتردوغو شان تажимал ициск шпирил а так нам в республику ша ел бандит от Россия ел самый отмороженный бандит чу якитан и террорист русский терроризм я духцуна чу якитан шек долуштек дирцар но беш отпор елар бахандолш жимала ициск узде лилар сигбал дидич безоч ойна но социацию худу элче от раскшин бух дина и раскш каларбагач веню калил шел хум шуй цадик бозер цадик бозу шаиш дуй жим да мугла церхан те хочерю тоже о дюнян чуа бикам хош г бематина цагарсон цагурид хо дюнян чуа цам бикам хел болш галиар خيربوتان دا مغلا تندل هم شويتا от иракский келарбош а смотри Америка ой бусал нах бой бош бой бусал нах России нюахке лил шолде мялю арбу шайл и Палестин шайл раской КГБ шиншин була юалшло Америка воюет от бю раск саны а шу используют я шу чернота дуй под религию а чего шушу дуй Америкин дуал шо вас ты бачу мостка а нет а вы против Америки ждешь кламел против Европы Запада когда напротив шугаска царил мостка это шо шугаска халга дела фанатично там беш буду дуй дуал шугаска шдуа бич деш ду шуца дел дуа деш дац это просто это что имеешь больше задачу дуй ашна ша идешь за чукую шушу и цаха арам дюйцер дацер 100% хахуш дюйцер сундела раска буа раска лет раска лат бог дацер инцам латар де делле раска лат деш дир и хан ёлшена удацер дуй инц поздно ду инц хотя бы ара дела масара долуштек да диез а где, чтобы такого геноцида больше не повторилось. Я говорю, дубех набил. Здесь тоже. Тут вот что еще произошло? Вот, в связи с вот этим геноцидом, вот этими войнами. Например, если Первую русско-чеченскую войну взять, вот вся как бы мировая общественность, да, вот эти организации какие-то, потом там журналисты и прочее, они работали, но все-таки вот на государственном уровне, на вот эти вот западные те же страны, арабские, вот эти вот ближневосточные, я вообще о них ничего не говорю. Это полная собственность русских. Ну вот это вот даже западный мир, он тоже очень лицемерно себя повел. И Европа, и западный мир все равно в этой ситуации. И вот то, что как бы этот мир закрыл глаза на это, да, и сейчас это в Украине как бы прозрели все, когда уже на Украину русские напали. Опять-таки же не все, но прозрели многие. И вот эти преступления, там, то, что в Буче было, там, Ирпень и так далее, это сейчас как бы признают все и говорят об этом. И вот, а в нашей ситуации, в нашем случае, это как бы на тот период, там, Билл Клинтон тоже соучастник, можно сказать, вот этого. Потом в последующем Джордж Буш младший, Тони Блэр, которые взрастили Путина, как бы вместе с ним
вот содействуя, там, заигрывая, тот же там Саркози, ну и ряд других каких-то вот этих западных лидеров полностью взращивали вот этого ублюдка. Ну, та же Украина, к сожалению, да, там, хоть она подрусская тогда была, но тем не менее она тоже содействовала. И многие другие Берлускони. Да, и Берлускони, и Шредер, и, короче, легкий список, по большому счету. Но вот эти люди, они содействовали, они в итоге, как бы вот сейчас мы пришли к тому, да, все равно вот эти вот все страны, которые на этот период закрыли глаза, они хотя бы какой-то жест, я не знаю, ну, признательности, сожаления, там, все-таки за то, что они молчали, вот это как-то мы должны вот к этому стремиться, да, чтобы все как бы вот эту свою ошибку, свою халатность, чтобы признали. Но здесь вот что получилось? Русские вот настолько переиграли вот эту ситуацию, и в итоге создали вот в чеченской среде, в чеченском обществе такую вот ситуацию, вот как будто бы мы вот оказались со временем какими-то виновными, какими-то ублюдками, какими-то там отрезателями голов во Франции, какими-то соучастниками в создании там террористических вот этих огромных массовых там глобальных образований в виде халифатов, шмалифатов. То есть настолько здесь сейчас это переиграли все, да, вот и наш образ настолько он, люди, которые вообще являются жертвами из-за вот этих вот дебилов, да, бабуинов всяких, которые не могут никак понять в 21 веке, вот что происходит, не могут с реальностью подружиться, да, и осознать вот свои чувства, вот эти вот, как-то их, я не знаю, эмоции, их притупить и трезво на вот эту ситуацию посмотреть и понять, что происходит на самом деле, вот что, куда, в чем их задействовать. Вот. Поэтому все эти деятели политические, исламисты, всякие вот эти, вот этот мусор, я так грубо выражусь, который в нашей среде сейчас вот это все создает, вот эту благоприятную эту среду для русских. Вот из-за этого всего как-то вот этот мир, который как бы содействовал, да, который в вот этих личностях, ну, не содействовал, но по меньшей мере он как бы закрывал на это глаза, и с молчаливого согласия вот это вот происходило. Он как бы уходит опять от всей этой ответственности, да, именно вот эти политики, о которых мы говорим, это все уходит от ответственности. И в этой ситуации получается, что мы, да, нас там мочканули как бы за то, что мы, оказывается, бабуины, дебилы, которые не умеем себя вести, и так надо было как бы нас по башке долбануть. И на самом деле, это же, вы же понимаете, да, полностью из Хиет-Махиеты, что на сегодняшний день чеченский народ это жертва по сей день является. Вот то же самое продолжение вот этого геноцида, насилия над нашим народом, оно сейчас, понимаете, вот эти же люди, они нас оккупировали, наше государство, и в качестве пушечного мяса куда-то Украину закидывают, понимаете? А потом вот эта вот западная пресса пишет, что там чеченцы что-то захватывают в Украине. Не то, что из-под ответственности уходят, а еще продолжается вот это, как бы вот эта коррупционная составляющая, русскими созданная во всем мире, она продолжает вот эту вот ублюдочную деятельность. И тот же вот этот ублюдок Папа Римский, да, который содействовал вот этому всему,
там, может, он на тот период не был сегодняшним папой, но он какой-то папа, он тогда тоже был в этой папских этих кругах там участвовал, да, когда вот это взращивали Путина, когда этот над нами совершался тоже геноцид. И вот это его молчаливое согласие взрастило этого Путина. Потом этот ублюдок стоит и, уйдя от ответственности, из вот это свое детище, свое то, что они одним словом взрастили, вот это вот эту среду еще нам пытается накинуть, понимаете? И это делает, и у него это делать, вот, заниматься вот этой вот лицемерием, подлостью, и для него вот эту вот площадку, этот плацдарм создали наши бабуины и сегодня создают, которым мы пытаемся и днем, и ночью, и как можем вот, донести для вот эту информацию, что вот смотрите, вы бабуины, которых бабуинизируют, да, вот именно русские делают из вас бабуинов. Из-за вот там, используя ваши чувства, религиозные приемы и так далее и тому подобное. И вместо того, чтобы это осознать, да, что вот происходит вообще в нашей среде, в мире в целом, вот на нашей ситуации, да, там со всем миром, если. Короче, одним словом, и вместо того, чтобы это осознать, наоборот, вот эти вот обратная такая реакция, там, противиться, противостоять, вот это кефиры, вот это гнядин, демократы, там, атеисты, все что угодно, вот это навешивается, ЛДПР, не ЛДПР, там, короче, противопоставление, там, демократии, там, каким-то этим религиозным их чувствам, и вместо того, чтобы чуть-чуть вот пораскинуть вот мыслями и хотя бы у себя там, я не знаю, как бы, айла, да, хочешь пораскинуть вот этими мыслями, где-нибудь там затаиться и подумать о реальном положении вот мировой политики вообще, о всем происходящем. Ищет, короче, и вот это продолжение, одним словом, бабуинизма и содействия с тем самым русскому миру, оно вот продолжается. Ну мы все-таки будем информировать нашу общественность, мы будем просвещать, мы будем работать над этим, да, молодец. Все равно вот эта ситуация, это неправильно то, что произошло в этом мире, и все-таки все, кто участвовал, и сейчас, видите, вот эта ситуация там в Иране, та же Турция, это же все звенья одной цепи, оно вон там началось все. И все вместе это зарождали с молчаливого согласия, вот породили преступление, оно только негатив, только еще большее преступление порождает. Поэтому мир к этому пришел. Ладно, ряхиас. Надеюсь, я Брат, как-то мысль смог донести. я еще знаю, что очень сильно давно эта мысль ношу в себе. Те, кто именно содействовал, да, те президенты, которые содействовали геноциду чеченцев, или там поддержать, или озабоченные были, да, те все, мы, как чеченцы, будем вносить вас в списки всех, исторические списки будем делать, и распространять по всему миру мы будем. Нам разницы нету со всего мира, кто бы это ни был, президентом, а об народе речь не идет. Именно те президенты, которые гнули политику, вот этот коварную, вот от этого подачки получить от России в ожидании. Те все будут, пусть их истории мы напишем хорошо очень. Пусть вы знаете, что все, чтобы вы знали, да и президенты мира, которые говорили, это внутреннее дело России, бомбите, значит, очень аккуратно, не так сильно. Вот это все мы записано у нас. И мы будем это вам под нос сувать и поколениями. Да, есть. Я, да, цановчи, хоть один волос чеченца, кто не относится серьезно
Вот так мы будем действовать тоже по своему интересу. И будем свою демократическую республику строить, где будут соблюдаться все права и со всего мира самый да, мула. Я так убежден в этом. Да. Просто нам надо сейчас поколение вырастет. Ардал Мегардац. Те зверства, которые они чинили, мы не должны себе психику ломать. Да, это жестоко. Потому порядочный человек это не выдержит и царинил геноцид. Но тем не менее мы в здравом смысле должны идти дальше, думать об этом и, конечно, не сдаваться. Так что психологически дуешь, да, сбуал дух бушин. Ну, войн мёд так бал дахчин нохчин, дуй, вой кацан ега. Порому хал, юпе уйчу далеч, моя хата скаю бага. И чуть-чуть дох-дох, наводнение, оли, залить. Так что олил гумдушин, шуаш на долгие времена нохчин. Так мы белош. Аслан, что самое страшное, мы даже не можем обвинять мировых правителей, то, что они закрыли на нас глаза. Дело в том, что мы народ, который отменяли свадьбы, если по соседству умер сосед. Вот месяц переносилась свадьба на другой день, на другой месяц, на другой год. А сегодня наш народ, забыв все это, даже откинем все остальные преступления. Одни вот эти самашки, резня в самашках, зверство в самашках, весь народ должен был держать траур, пока не будет сломлена Россия. Нам нету сейчас времени ни до религий, нам нету времени вообще ни до чего. Мы должны думать о том, как нас убивали, как наказать нашего врага, этого изверга Россию, как наказать. А народ как один, вот только мы, маленькая группа, которая об этом говорит. Почему Закаев, когда он выступает на европейском телевидении, когда он дает интервью, почему он не затрагивает кто он и кто мы? Мы – это маленькая группа. Не, пускай Газа, наоборот, пускай эти политические исламисты вообще это не затрагивают. Из Мадуева даются именно это доказывает то, что им нужна только власть, Ибрагим. Их не волнует горе народа. Ты вот знаешь, что вот это с точки зрения и Мадуева даются с позиции бабуинизма, нохчи абсолютно ценный, Амабахар, да, с точки зрения вот этих королевских свадьб, которые Лилу что, да, сам и Лоузар и Мадья Бог, да, ну, хайра цабуешь, да, с Лилу Мадьези, и хайра были их еще дюне бехтевой да дуалича из-за неистахули, точно так же с бабуинизмом. Любой представитель, который и волосняю, он шаздается, и чуяшую, через идеологию. Еще был один из этих соучастников, если ты содействуешь, являешься вот этим, как бы деталькой вот этой одной. И короче, идеологию, что ты хоушендов. Каждый вот из вас является соучастником и полностью оправдывает несправедливость, которую вот в отношении нас делали, считаю несправедливость оправдывать. Я как бы соучаствовать в этом, вот все эти люди являются. Поэтому с вот этих позиций выступать на бой жертву вот этой пропаганды, там, идеологии политического ислама и так далее, они наоборот, нам плохо, когда они вот это такие, для установления своих идеологий, там, для установления во всем мире, там, Корана, Сунны, Шариата, Халифата, короче, для как бы для вот этого, для осуществления вот этого плана используют, начинают говорить там, вот мне в личку сейчас часто пишут разные, Абахтинах и Бубохшпал, да, тоже из группы, там, Закаева, там, другие, которые вроде пишут сначала о правах человека, тут же пишут какие-то там маразматические, Гог-Магоги, Хунядинаги, Палестина и исламские Хунядинаг,
хуюсь там, разные бусудные, уничтожать бой Палестина, дой Боша, как бы и содействует вот этому, всяким вот этим идеологиям политического ислама. Так, из Сундел и Гушту ищет. Долдунен и Гушту, и вот это вот все, одним словом, вот это содействие вот этому делу, оно наоборот, эти люди, они лучше, если они не ассоциируются с чеченской проблемой, с чеченским горем. Потому что если они начинают ассоциироваться, получается то, что мы никогда никого не привлечем ни к ответственности, никого не заставим ни извиниться перед нами, ни хотя бы признать свои ошибки какие-то, да, что вот нас один на один оставили с вот этим делом. То есть и наоборот, цахилар воли душу сомкиет, а ему бы цербайл балари бог, да, цербайл боти, любой, опять-таки, повторяюсь, политический исламист, у него на первом месте стоит установление своей идеологии. И все остальное они начинают использовать для этого. Будь то горе Украины, будь то горе Ичкерии, будь то горе там, Палестины, будь то горе Сирии и так далее. Да? Сундел. И на этих людей как бы надеяться, деши, ну не то, что иллюзиями, питаться, как бы полностью и от них абстрагироваться до что общество ИТФУ, если мы хотим действительно, чтобы в этом мире справедливость восторжествовала, вот надо от всех вот этих жертв политического, русского, международного, исламского, политического ислама, от них надо четко абстрагироваться. И все их заявления какие-то вот эти, всякие их такие, там, то, что они ассоциируются там с чеченским народом, с Ичкерией для установления Корана и Сунны, своей идеологии, вот это надо опровергать и ломать их вот эти вот, как бы, их подлоги, их вот это лицемерие. Надо, у меня просто возмущение и гудок хлдез, Кира. Вот так вот забыть наших убитых, замученных, не просто убитых, а замученных. Да, сдохком цер, гудок до Кира. И шхудилах тешбу. Что у них за Бог? Это что за Бог, в которого они верят? Безбожник колилур, мадац и гумш. А мы должны оправдываться, что мы не атеисты, что мы не ЛГБТ, что мы переживаем за народ. Все же явно, все же слышно, все же видно. Это Палестина, мне-то их жалко, любого человека жалко, когда истребляют. Ну, оставив свое горе, как вы можете за кого-то говорить? И буду, да. Шакира, шиновча лордешо, тега зудела, тегола. Хорен шишин, о дика, хор новче келарвах туези. Чуна цазихир довч, цаши чузулам дохардовч. Это и бьехом шуева не укаешь. Это разные мичарьются ушел. Царне, да ты тух цамбо. Дуется, кызылый гойчиш ца. Чунахши, конах ечи. Гумщатинцы, цаешь. Власти эти подрусские. И вот эти сейчас ногчи бубош, да, ца ногчи барчинуш. Царял о дунянчу, а ёх дешевый, конченый, ой, нюка яхкан, да, и умш разные мичари и лыца уж. Вишам полса духай ногчи бубас. Ногчи чу дац бог дуса. Ногчи чу кызылы и рячи, ногчи чу интяду, и мелочь овала. Ца словесно кастал жиру. Кызыльяш беш уже билгалуюха. Церга наоборот ногчи вие арбольнах буй ногчи бей.
Sundela hortagin وين te gurk dogdoshin rasi atsalzi chahuicha te bodi da kelar waqar shiwolsun ish bu nochi shiena kelar waqarosh du وين te tush beshe وين munsh bu habis وين gaz diach besh munsh bu habis وين ويلس من داش دغاش besh munsh bu hajbiz Шахич, Варшам Бокш, бьется столпами, 100 вича, 200 тагвича, шахиды, иншаллах, Бокш, а сам бегает, и тешен бягш в сторону, Котмар сан лыча, дац политики учашу. Сундела, аж виес вулилду, Олшен ларди, Умадец, прекрасно, хорошо, ночь очень политик тому я есть. Vai bellers, da beka boch. Шейн вал качан, и шейн и елсмин яхкар дук-дуккум. Это просто необъяснимо. Такой эгоизм откуда? Хун, гуда ешь и елсмин. Истребленных детей, повешенных на проволоках. Это же ужас просто. Хо елсмин качах, кыгума дацк. Могойлшин и елсмин. Предатели. Талана спрос гантимировой, Цюнгера автурханца, тяхи, полностью, дуй, тяги еще, ногчиц и они раски усили чукек, сатис наш арболь, яш наш, хаиди наш ушбу, всех мы их знаем, дуй, до единого. Полностью тяга ходил, что спрос. Интил и говоришь, царишь, дуй, путинский. Все эти будут рано или поздно отвечать, дуй. Он дельча. Нахбай, он келар вялла, дать. Вера мо келар ца, ожо текач. Но уже, тяхин, ук дикрит дютер даца. Цундел, не позавидуешь, потихоньку, да, мулаш, ук тишдеш, дуй. Тиштеш да урдол, что массана, что уже бекам текач. Украине, что уже казах было, худи идут уже раской. Казах было. Сегодня Украина, завтра там есть там Калининград, чувак будешь, Литва, коридор, чего, яхкиш будешь по-любому с Калининград кач. Чтобы там Калининград, это обозначает Германия, все остальное. Цундела и казах было, шайкегер буцари туам. Но то есть бьё я охерел, что потихоньку шайн гулился, что дюнян дуал были, проиграли они полностью окончательно. И что он дующий куёч. Очевидцы или имеющие информацию от Семашка, царинул, изолщать, что была дистрельч, что южтарказа. У меня вопрос по теме. А есть какой-нибудь архив каких-то видео, свидетельств? Понятно, что тогда таких технологий не было, как сейчас там каждая минута войны задокументирована. Там, по примеру Украины, например. Все снимается и дронами, и мобильными телефонами. Сейчас каждый сам себе оператор. Тогда, конечно, этого не было. А вот какие-то действительно архив какой-то, может быть, собран, не только по Самашкам, вообще по событиям. Где-то можно этот архив посмотреть, получить? Огромный архив Елшуа. И это заслуга наших, еще в истории. Они будут, их имена все-таки звучать, да? Ой, Зудребуй с камерами, там, Болбин на этот период. Сега позднеяхсан yok архив, я просто, я не знаю, наверное, не буду их пока называть, но изам считаю. Нет, будешь, наверное. Если они сами где-то это будут озвучивать. Хорошо, в случае, допустим, возникновения работы над документальным фильмом
по этим событиям, и не только. Как к этому архиву можно обратиться, чтобы использовать эти видео и потом делать уже комментарии современные, там, время спустя? То есть сделать какой-то фильм действительно удобоваримый, потому что это гораздо более серьезная иллюстрация для того, чтобы показывать, как было. Тем более сейчас тема актуальна, и на фоне происходящего и наша проблема, это действия против нашего народа, они сейчас могут быть подняты. Документальный фильм, он может быть хорошим подспорьем для этого. Ну, и материал вел Шув, не только даже озвучка Пашву, там у них огромные там гигабайты материала в цифровой формат переведено, это и уже Тегаханна Ухила и как бы Чунбух Болшбух, вот, когда это все начнется, расследование там и так далее, вот это вот на тот период можно будет полностью. Я надеюсь, что галерея, потому что в европейских странах это все. Так, и помимо этого еще есть там кое-какие тоже правозащитные организации, ну или работающие наши соотечественники в свое время в правозащитных организациях, там тоже у них огромный материал. И что насчет этого. То есть архив есть, хорошо, я понял, это уже кое-что. Артур, что не Боа, это очень правильно ты подчеркнул. Это очень важно для чеченцев. О, важно Гумдуи, это и печь глубину его, суть этого проблемы. И низ Бог. Үша и Саймашка, что и Саймашка, алды несколько юкуш сказал массовые инцары. Но фактически это в каждом селе казал иню, инсо ашвал, который я живу в селе, вот в Старой Сунже. Вот там очень тоже это был геноцид, дуй, хочу бяхкан. И в первую, и вторую, да, очень много ребят убило, молодых пацанов. Жестоко, главное, убили. Это, да и вообще в городе очень жестоко. Вот я, например, видел Хуметкери за инсамсон ушиц Березк ол Иванова ери хуерисун и меткш тига айнвацу. Название шухце так. Вот там целую семью Ялбе Редюш Раскш убили дуй целую семью. Вот духлю казал шиин дуй. Зафиксировать. Цели, он дяча, я зафиксировать. Мы все время должны, 100 лет, если потребуется, мы должны об этом говорить, добиваться, стучать в дверь, мукить мегардаться. Никаких этих президентов, которые поддерживали в Россию в то время, когда нас так сильно геноцидили, это обозначает, что и другой народ может свободно уничтожить можно, молчаливо. Тогда зачем существует ООН, зачем существует по правам человека все это? Зачем это? Сундела, дитмегардац. И что если мы промолчим, значит мы согласны. Значит, нам можно над нами завтра такое повторить. Никаких проблем нету. Бог дуй. Это обозначает. Сундела уже хватит, уже дуак ил дуй. Тör ду, уже хиллак дахир духнал дуй. Уже Беллаше тоже хотели жить дуй, существовать, радоваться. Сундел харбешин дяшло шадик. Хармялдо хуюк штол хармокшала шаек ваюшеге. Харбешин хряцерт ябокш, да, чтобы бешин, это цахачиткой. Хинство беш, цакет, но бахка хачкет, рву хайкалик хажан духум. Но есть у нас люди, бахты больше ацахиеч беш. И дух духак шадига. Что он до?
Да, имидж нации очень грамотно испорчен, конечно, очень сильно. Бороться с этим, боюсь, уже такая донкихотская история, как с ветряной мельницей. Один раз и с нулевым КПД. Вот настолько сильно испорчен имидж нации, как это реабилитировать, как это очернять, разгребать все это. Не знаю, титанический труд уйдет на это дело. Ну, вот взвешивать надо, что правильно, что нужно этого делать, не нужно, хватит ли нам мокшау, хватит ли нам финансовый, все это. Это кропотливо, конечно. Ундиача вас просто так не влаживали миллиарды и своих людей, чтобы результат якач мадиница. Значит, о завтрашнем не думает, о своих детях думает, и поросенках. Думает им жить, благоустроить их. Сейчас, вот видишь, как потихоньку заполняют этого ишака, цаюл, ишак, ашца гастачин, гостчин, гумала, могитер датчин бор, запугивают здесь, политик моюется, алиляшек, запугивает. Если человек кирвини, все, он блокирован, этот человек, раз навсегда. Все, над ним можно что угодно вытворять. Ну, представьте, ногчик, раньше это позор считалось, сейчас это как бы в моде. Это можно и желтые штаны одевать, брюки одевать. Вот все это в моде. Вот Цундела уже Керин, так с ним бесполезно какую-то полемику вести или там какие-то планы строить. Он уже блокирован. И халдуй, он что Цундела надо начать с этого надо. Все эти стереотипы, которые нам мешают развиваться, убрать надо к чертовой матери. Ничего, какой-то 1000 лет назад кто-то стереотип придумать, внедрить, говорит, дасли или насли, или дубош, это ничего не даст. Если он развитию мешает, да. А если хастагил долгум долше, пожалуйста, лил ди, молил ди Бог, наоборот, чах ди. Ну, некоторые вещи надо убрать, которые тормозят нас развитию. Иначе ген урдать свой. Садовнак урдать, а никуда и не пошли. Дante на связь. Ага, и бол шахшуар, елам цаелгар, цаумам цаелкан бол, что ворк яш. Милугар, дура, угар, милугар, ек. Тана, тема саймашка, хиллага боқалян, қизалю, иза цадик, бекам боч, совети кенш, дуй, романов бол, бекам. Тюш кюахичуна, воячун, пожелать яштега, хаз долгожительствую в таком состоянии, пусть он долго, вечно живет, дуй, бекам кенш садик тадикарчун, дуй. Из-за самашка, тагана, что любое время кичванюка ашбу, соцятвила пудуя, че ногчи газна штеля, цахин стадиалла, ински хирдац бог, что хундуй кверчу, что ошибаться дош. Хирду хар ца ногчи, ца единый доллар. Алджоу гору элэр мялил варианте, афганский варианте, ногчу, кажем, халвадуй, балдич, афганский варианте. Ну вот, ощу, что писанило, исламищ. Тоже, мама, тацадуется, что ук. Не так идет, но сами. Есть здравомыслящие люди, противостоят лишь. Ук. Маматра, ну, что дага власти, тоже дечкдах, бог ночь. Как они захотят, так и будут диктовать. Это религия будет диктоваться. Все это по-своему будет выносить судебные уж. Да, приемлемые ятиш. Ногчи равноправияти ничего не получится.
Все эти единоличники, которые к власти стремятся, все это тоже каждый день бить будешь. Он уже и старый, уже обжеванный, дойшум шдуешься, ни к чему это не приведет, кроме разговоров и нех дуагдилар. Или елдеш бохшбу. Прикать долж бац. Цундела надо начать с нуля, это все заново. Не так, дуагдил, а начинать заново надо. Вот и все. Так мы, человек, в соревнованиях вот идут, падают, снова встают и дальше бегут. Вот и такое положение. Где, чтоб массу кепать. Дешит, только учеба, только знание. Вот это, что убежденный усуд сумтя. Мой писамашка, веш алдышца, веш грозница, веш шейлаца, веш умаца, веш и пизалшма, веш яц. Лардал дезвать умше, беш ларда. Шалдымас ярга asla хватит хони юрцевиш. Мы освободим Кавказ бош, льюш бо. Ну, они точно такие же людей, Мурат, я что мега идус попросту. Но я считаю, что инахе уже даялей кучка, мы далу дацек дальше. Им будут противостоять. Обязательно Хирил Шуй против Хундиача, там уже как-то чеченцы поняли уже сейчас лоздя, что просто это дом цагалар наш был. Каждый чеченец сидит и пока тому 20-30 лет, сегодня даже продолжается ситуация. Холча обалдел, а прекрасно уже понимает. Это кучка всего лишь. Это просто сейчас очень галабил, разбегутся. А если не разбегутся, то полиция быстро разберется с ними уже. Мировая полиция им не даст места спрятаться. Цеялла, лахьялла, Осман. Он делал Путин из возможность лахьялла халалечун хаш дунян чва. Шей связь, агентур, пропаганда, лахьялла цундел, кайра лахьялла. Иду Путине даял чултия, дадиалду, и боду 100%. Заметьте, днеш Украина и Туамбул бел чултия и пропаганда лахил. До этого мелчоер воинтия ери массуметтия бусулбдин шариат кафир مرتج منافق شمسين تكرفت واش دا ديز هردا ديز باش مصو ارغول حبيكش اتانا аккуратно бистхульш бу пондельч цер криши положение дикец цер ищацин сокашт заниматься да цер якой проблем шо иду шадик эценек дадоли дадельду А пока элбел бу, но болуш бу. А уж та киетам боч, та шалилош де куду цау шедага. Та цен даггар далил шолш беш ушам киетар бу. Канлам шей в любом случае шейн хум объяснить мадиня. Но пока там и пропаганду вести ешил лумши. Шей бешелумш. Оцер мел держать беш могуешь дан. Динчур эрмовали шиекун шмагли херма хли бош. Иш даю шей хозяин шей деградерч. И мацхив до того. Что он букар бьет дан. Шей ногтищи, квартхабах, дик, хорошо заскакивают, как они, несмотря на прошлое, пытаются
донести, что отрежут голову своим же. Шон цатуй агаскаш вайд абях кортош. Бьюхум шаш майол. Сейчас у них Sen шаги bağdaki потекли. şey düğütük вообще kıyıtan boş düğüt şumuşmada tarif son say kol ya düğüt daloman ya kıyıtan bat ya znani şatun ya otuman buh bu ya bat imiçer hadudat tun tudaj ويلت يوتو حاجة تعوج نأي خلق هايش دوت ريليجيوزنا والنا دي عقلش نأي خلق بيزغرامتنم ها 100% خلق ميرك او عدك بيانگوش دوش تو نرمال ادم خير دادا حديتا تدوت عدون يعني شواليوش دل هو موبشي هودو خاتا اختغى ارسونا إيمنا أتهم نو حاجة تعجيتنج إيوتن موشنست حواب شيء ديلا هودو تيا دنيا جوا هودا ديستيا موخلو يستيا هوليلو ديستيا أصلا وقول دنيا جوا دوتوك أصليلش волкы дуйтиясы, чакдер дуйтиясы, ялыш ца логически ца ойлю из-за вообще цею хуёйчаяцы, потому что дин тяуцук шавы кафир удел маста ухара юважаю бош, да чуеч маюни сацаяш, так, а вообще белбац, вот религия касается деш дош долондуй, а вообще белбац. Sundel hon tsa liels de gudachis religi te dal غدي دال إيمان دي خلشان أردي دوجدي دوبوش إشت أهل سندل حقيقة وتسولها سون سي خو خائس وسو بو إشت خلو سي أيس ليلي نب سي خلو وايلا يبس أتي ساعتي يا شيء Мощное оружие религии. О, деля, теш, бух, шеку, мшавигу, теш. Просто оцара на уровне цыган уже опустить тенцу религии толдуй. Вен херсискал хейчан, цажим кал хум хейчан, альхамдулиллах бош. Адеш, мадуэ бош. И каждый заливак беш. Вот это, юзан и нахчухош бой. Юрий Халвелок, Велшсан, Дагой Тряхчи, это собака, сум махаешь, бойс мобойс. Получает, по ладонь, с бумажку. Ишь, и тебя не грозно шлёхш, дебилизировать, я ж на. Никакая религия, и религия, елаха, в цыган не будут людей превращать, Бог не говорит, чтобы их превращали в нищету, бедствовали они, ради этого жертвовали Бог чего-то. Так Бог не говорит. И шейгер, ты думаешь, людские факторы без конца, А дал Бог, Бог, он дал Бог, он милу дал Бог, он мочу. И что, бред носит вот это чурбан, сам не верит, да главное, ша тешь молодец. И цундела, не поддавайтесь на это, ша деля тешь, цаня яма ет, тешвик, ца тешвик, хилы, сосерил, ша на духи лыш. Ламас дяшца целый народ, это, хиламыла ламас дяшвик, ша. Но остальное такое я не помню, Цундела, ногчи бош, хады яхкан кой, Дящу ламас ди. Сейчас от безграмотные ослыши, а их модет кдуй, а ты что, чуали кдуй, чувствую помя. Маркел. Ах, душ, деньги, Мурат, собор дела, сажима. Ах, душ, вешек. Каждый чего стремитесь к деньгам, все стремитесь к деньгам. Ахштя, и Бог даться, Бог. Стремитесь к деньгам, И еще, алшу, дик, цель. Еще он был ахш специально бизнес монетера
ناعية باش هو مسلمان مودان باش شغل تاش ما باش أشلوقش. Пеку я читал. Я это знаю. Дела. Şey daynan ol yoksa. Ну, от ша düzlü ol yok. Şa miç üçü. Şa miç kaçı kaç bu. Tağma da tan akçı hoş dal diyor alabo. İduk adayna ni singata bok. İduk hoş liyo diye işte kadin. Umma da işa yol kalodiç yok. Iyo şey зарплатç dol. Şey akş neş dol. Şuart. Çot ya. Şey законно ашна бушun. Нохче. Шей полностью, шей бизнес интюнал, дуй, налог платиться яш, дуй. Кафеши, боба, мегадас бош, кафеши, территории, что бяхкан, шей бизнес яш. Ума лыш бачу, курал бат бахч, дуй. Так что, хабаришим, дел дюа, ума дачу. Шей ух ди ногчи, шей дей, шей ла маз ди, шей дин лил ди, дех ямах ет. Цалил дящу, малил ди, да, ну, шей ух ди. Гергалану шхиединаш үш бушин в первую очередь. Дел возлур бух үш бух именно ой гергалану шхиедяш беш, дуй. И блевчу и под религию ял, дуй. Сундела и вой пока избавиться от цадовой полностью и метастач распускать ирилш на будешь. Ну уже дик хани алош яш, а дик уже потихоньку вахта ирилш уж. Надо работать, в общем. Тешма, тешь. Самое главное, не верьте никому. Себе верьте. Только себе доверяйте. Хаска мелочи, дельши, дюахибош. Инах вообще близко не подпускать. Таняма тешь. Инцер халбо ногчи цити, а разбогатеть не наш будет. Инцер охтана от уахушен тига. И дахка мелочь дяш был. Все это им сейчас придется Исан копеек спасать, дуй. Мечах корутся уж, дуй. Спасать придется, или балбезон или спасаться. Раз что хали еще орел, шушун шеш. Все они раз к мобитер должна батюш. Их цель больше мобитер должна батюш. Все, они обречены. Их покоя русские не оставят больше. Хала, чукуйсер больше кумасана. Вот попомните. Веком галакан самашки штол, дуй. Это бумеранг называется, русские вы. Это бумеранг. Полностью сейчас самашки, алды, грозные. Сейчас вам боком это все оборачивается. Но это только начинается у вас дело. Сейчас прибудете вы все свиножилые. Дистхел, что ж, дистхел. Свои проблемы людям неинтересно обсуждать. И до Палестины, Яйти, Тер, Байракш, Эйби, это они гораздо. Ногчи, Кортош, Дабахи. А тут все в рот воды набрали. Да, цел, просто нах, полчаса. Бюстегельша Массери, собак пока моячен листал, поэтому я больше вас слушаю. Тунде бехмобилиш, особенно спала, тунде на рабочем месте я. Поэтому не могу разговаривать, извините. Ишь там проблема, почему как бы тем вписаться до цагуша духна, был так. Зайзам просто в целом имела в виду вообще инстаграм элчи орди немножко тем,
церковь, Кызылшин. По этой теме вообще никаких инициатив, чтобы провести что-то, да, вот, мероприятие или тащи комат был Кызылшин, да, дехкан долдечка, вот как, когда это в Палестине вот это вот происходит, да, или там в Африке с колодцами. Вот как по этой теме, вы тема, да, сыграешь, вы кома, монах, цахилар, и просто... И потом, когда мы еще миру начинаем говорить, какие-то эти ставить, да, там, претензии, шунцадой, со всеми нашими королевскими свадьбами, со всеми нашими хайрбуйлари, да, что как речерга, هم دوش ال как бы юахиоч, ситуация не слопла в итоге. И Романов бошел, боюхами Антонов, Романов. Из-за их катин дагдосу, я этот взрыв, помню, когда он произошел. Их от туннель чуа еще дайстуан, короче. Чем еще дилла штайситен. И мехтички нерстон сидел, воду лилш. Из бадыдыч. Бихан чуахалаш. Шуна хвана хухила уже елла и боюху. Елла целяш, что да, наоборот, я хельч диквойл через. إبراهيم إنت Minut دين ya mawasku Ibrahim. Ibata eri شوازكي بتايرم سون وبشيك جأت جرتجا تنتها هما تان اوازكي رام يرتجا يتا اوازكي بتايري وبشي يا ترتجا تا يقتن جوزري يري راسك شيش دلي تندم Sadina, kudit češ mundo askšisan dohun. Ugač o askšin ušo tegin i dješ. Udinčundi, sadina de. Vajčar bāit nak dojte, tejerit nak. Dadik nak doj araboy nak. Uma sadin. اصلا سون عايز ده انتنا انفورماتي شي شاشين يو بريستوبلين شي قايله ليكويديروتي نتربو شوزي Ну, hok dünyen ço ha ugač o teječ Ukrainia masu dünyen dagoy čraska yahieta golšu. Han halga qelia просто noch qyş и зулан там да царяч ол шерду вайчар да теjerit nam законно. Вот юг и наклюй. А ума дать. Ребята наши поработали и правильно сделали. Есть наша иштхалюч. Таевать еще шаешь. دابيرش كراس دابيرز يربان خان ما يري بتاعي переговорщи лебед юклилщи ишцахан ما يري سودل не знаю сунам тратуна лег يحدنا نفا что сун خلقش شش تجارين البيع بعد يديش يسمعش مهم يالو تشنيخ آلا مجردو تشنيخ ينيرتر يسمعش كده تجا أسوأ بنجوق إذا ينيرتر تون ليلي в любом случае приказ моделить тураману и идея элтига хиегар идин мадатиту ишшаирш маиш бьемш приказ дельчи ша бьем талш ко идир мадатер ша идир дат ша приказ выполнить дир дат эрдер ша бьем елдельш яне приказ хама делля дина Ну, Просто нам все равно от этого не легче, от того, что даже он остался инвалидом.
Для нас было бы легче, если бы его судили бы, его и всех остальных массовых убийц, преступников. Вот они получили бы свое наказание, не надо их расстреливать там или, я не знаю, четвертовать, или их оставлять этими инвалидами там. Для нас важно, чтобы вот ублюдок, который совершает преступление, чтобы этот ублюдок, он впредь знал, что следующий очередной такой же ублюдок, что он не уйдет от ответственности. И выполнять преступные приказы, что ему лучше их не выполнять. Ибрагим, что самое интересное, вот эти русские офицеры, солдаты, которые возвращались с войны в мирное время, они все сходили с ума от этих зверств, что они вытворяли в Чечне. Мастухир был, я прошел Чечню, богш. Можно подумать, над ним зверство это самое вытворяли. Сейчас Ленин, Гумшдуй, вот настолько жестокие вещи, которые не придут в голову человеку, они вытворяли, что потом сходят с ума, они становятся неуравновешенными. Вот это вот объяснение, это вообще что-то. Ой, да то yok apçağıyla azaz. Dandar goloç. Beş masu uglier dandar kişitten sen duy. Der боялись. Духуа это, потому что Чечня это жим территорию, танк развернуться до метки очень. Беш массу углер газдяч, мукца биталюш. Куза якки арен шо дауга хиеч канмештан я отход граничёш. Чуёбю чохдяш. Это совсем туама муба иш туама ечам нохчи такой жизнью айрбол шбардац васксан еталич. Куза во метк боч, дует улкши, далач метк боч. Так что гястриляр, они вообще кыйчик кюдербар. По шляпе получили хорошенько. Просто вопрос удухающий, вот что за вопрос у меня будет. Да, понятно, хилде Аллах уже. Вот. И вообще, и долдар, мугду, отсюнага, тяхки, и уж дардацер долда изначально. Сюна конец ухырю, к чему мы пришли ночи, дуй. Все это дать, потому что идеи подкидываются людьми. Их надо же обсуждать, их надо же до логические состояния. А тогда дадешь мадуй лук. Вот нам это народу стоило вот такое движение поднять. Или, ну он-то поднятый был уже. Это что особо. Вот. И Самуэль, вот и тухар дуй махиня от адеш дервой бах. И уже все эту штухари, а вот показать, что мы недовольны, вот, ну, эту штуку, я же от адеш дарял. И что я лосю. Так вот, дела, силы-то неравны. Термин моя, распри, ночи, ниц, это небо и земля, сан модерцова. Из-за чего каста дезер дуя вахия на дальнейшее поколение, на и болба без туами лица без. Лат дез духал или цадез, ищет ситуация. Худа деза, дадилан, хил лат дез дуя. Как показывает наша практика, в каждом вот этом конфликте с русской вот этой ордой, с Русской Федерацией, когда мы сопротивляемся, то у нас как бы потери меньше бывает, чем когда мы не сопротивляемся. Там просто вопрос в другом. Вы эрбехкен был, не будет сутя вы чак долж или цадолж. Потому что вы эрбехкен был, не кат сугайс каши.
Ушаве кочер бям. Цер от куакелар меш доллар. Сути надулган. Мадул إشاء دول أدم سوت عريزة خو مهتك بي لقوين سير скук кило бола шо коча ба. А потом это уже на определенном этапе перелилось вообще в формат Иерусалим, мы тебя освободим, может. Так, из тига, штел модела, еще Tavan supozīcijas tā lēt šķakdoldieš madoj, vai atbjolinam. Supozīcijas šūt, sutē čakdol, vai šēl žērtuš ērnheli tišoš mējāts. Ибрам, это сейчас понятно, с вопроса, чтобы для обсуждения, да, чтобы нам потихоньку, чтобы люди, мы все люди понимали его картотек, его херил, вот с картотек, чтобы нам целыми годами это не обсуждать уже, готово. Уэнху уешься, а ты качи, все, горца уеш уэн. И нести политику. А цаницал уже чугач дала шаду, целечится ол, уже явно, это другой вопрос. Это политический, тогда кома, изола, что-то, а секундуется. Да, понятно, свобода, я секундуется. Просто чтобы люди понимали, чтобы мы понимали, народ понимал, чтобы разрулить давнейшие споры. Ема языка обсуждать лишь. Чтобы нам понятно надо было. Например, вы куртба без чуаха, куртба без. Вы чугахца уж, например, вы хухилахина и бош. Халана чугахца без, сун удал дуал вохчана, умаца уж бош. Вот это все разрулить тогда, что ж, объяснить народу, чтобы понимали, что чуаха, гундуются. Ну, духа, это гигантский труд, бесконечно гигантский труд. Определенно лил бы бишь. Кахи гамбук. Сюредеке у масери марша мукшлил да. Марна школ был хай колонеле язер. Хинс самашка хиллерга более-менее так худо-бедно освещено, особенно яркая картина, повешенные на проволоке дети. Это в современном мире это вообще неординарный случай считается. А фактически русские это в Чечне по всей территории этих самашки у нас были на протяжении обеих войн. Ну там всплески этой дикости и жестокости проявлялись во всех населенных пунктах. Но дело в том, что журналисты зафиксировали вот эти организации, вот, даже российские организации по правам человека, кое-какие официально зафиксировали какие-то факты. Вот Цундел, Арде Алдуи, как тут уже упомянули, по всей Чечне Хылгум Шдуиш, но жестокость там неимоверная, конечно. Что касается, там вот термин такой, мы пользуемся, вот те, кто в Грозном особенно был под бомбежками, вот эти громадные бомбы, которые с самолетов там, значит, бомбили Грозный, в частности, и другие населенные пункты. Мы называем их глубинные бомбы. Ну, у военных вообще, я просто это объясняю для того, чтобы слушатель понимал, что это просто использование этого термина для того, чтобы обозначить вот эти большие бомбы, которые пробивают здания до подвала там, и все такое.
в связи с этим мы их называем глубинные, потому что они в глубину уходят. А фактически термин у военных глубинная бомба – это вообще-то морские вот эти бомбы бывают. В морском бою используется вот этот термин. Это понятно, да? Вот для слушателей я это говорю. Да. Грозинцы, ну там вообще чеченцы, они глубинными бомбами называют вот эти вот бомбы большие, громадные, которые там, это дикие вот эти вот, наносят ущерб страшный зданиям, сооружениям и вообще там ямы такие громадные бывают после них. Теперь, что касается вот Аслана, то, что говорит, надо, не надо, для того, чтобы агрессии не было, опять и бесконечно мы будем говорить, мы не можем решить, вот если варвар, вот этот вот тиран, террорист нападает на тебя, он и сильнее, и громаднее тебя, и нападает на тебя, то ты, ну, что ты должен? Уступить ему, что ли? Или там дать ему, чтобы он тебя убивал, терроризировал? Ты пытаешься как-то там спастись. А что предварительно делать? Нужно, во-первых, у нас суверенное государство. Нужно обращаться, сплотиться вокруг своей конституции, отстаивать на международном уровне, сплотившись на законных основаниях, требовать помощи у международного сообщества. Надо вливаться в официальные структуры международные, нужно стучаться. Надо, наверное, нужно вот в этом направлении. Вот мы начали немножко, ничего такого сдвигов у нас особых нету, мы ничего еще не достигли, но хотя бы мы начинаем пробуждать наш народ, сплачиваться вокруг нашей Конституции и, в смысле, привлекать внимание международного сообщества к тому, что у нас есть государство, которое оккупировано. В этом государстве были под эгидой этого Евросоюза, вот этого Европарламента, точнее, были выборы закона. Все уже было в рамках нормального. Потом, даже после Первой войны, вот эти вот подписанные мирный договор там, с Россией, это же констатация факта суверенности нашего государства. Что бы они там ни пели, что бы там ни мошенничали, как бы они ни терроризировали, ни переврали, там, действия эти были. Но на сегодняшний день просто ситуация наша изменилась в результате вот, действий вот этих вот информационное поле было захвачено, ну, оккупировано, то есть территория информационная в Чеченской республике и даже за границей от нашего имени говорят какие-то эмиссары русские, вот там прорусские, если хотите даже точнее. Даже если они там носят чеченские фамилии, но они, в общем-то, интересы, получается, отстаивают не чеченские, когда говорят о государстве, когда говорят о каких-то вообще о чем угодно, но не о том, чтобы там, что Конституция есть законные основания у нас, возвращение к закону, порядку на основании этой Конституции. Вот в это русло
мы хотим, попытаемся, да, так вернуть общество. И обращаемся к международному сообществу вот в этом направлении. Вот это вот нужно будет вот Аслану, когда затрагивать, и в начале, и в конце, и в середине. Все время нужно, когда на тебя нападают или пытаются нарушать твои границы, нужно сразу кричать на весь мир, бить в колокола, чтобы мир обратил внимание на то, что происходит. Так, в результате вот этих сигналов, возможно, ты избежишь, или во всяком случае какие-то попытки твои внимание привлекут и так далее. А так действовать все равно нужно противодействовать и внутри, и должна быть, конечно, там, она будет меньше всегда, армия, но как бы там ни было, нужна, чтобы своя и армия была, и сильная она должна быть. Конечно, нужно войти в союз, желательно, в блок, в НАТО, если со временем, для того, чтобы навсегда избавиться от страха нападения России. Потому что это сколько существует вот эта вот страна, она всегда будет угрозой для нас. Всегда. Это никогда не изменится. Даже если мы восстановим государство, войдем в союзы другие и так далее, мы останемся на этой границе. Нам нужно будет обязательно вступить в этот блок, военный блок, который бы все время как-то сдерживал вот эти вот агрессию, вот эти вот попытки, значит, России распоряжаться чужими территориями, чужими странами там, и претендовать на то, что это часть России и так далее. Чеченская республика – это не часть России, это суверенное государство. Оно оккупировано. Вот по этой теме у меня есть вопрос. Давайте я смоделирую ситуацию и потом задам вопрос. Может быть, он не очень комфортный, но мне он кажется крайне актуальным. Рано или поздно Чечня свободной будет. Я в это даже не верю, я в этом убежден. Потому что это для Российской Федерации тело инородное. Это как пересаженный орган, который не приживается. Потому что по всем своим составляющим, по менталитету, по истории, по всему это, как только что было сказано, не Россия, это насильно присоединенная территория, порабощенная, по сути, государство и народ. Рано или поздно она станет свободной. Я не знаю, какими способами, какими причинами. Давайте предположим прям совсем что-то бредовое. Просто Россия сказала: все, всех на волю, все на свободу. И все. Там что-то там изменилось, другой политический курс, пришли другие люди, решили все изменить. И вот мы свободны. Чечня создает государство, становится свободной. Где брать ресурсы и умственные, и экономические, технологические, какие угодно, чтобы предложить своему народу правильный, какой-то понятный, удобоваримый курс, чтобы идти, развивать свою демократию, свои институты, принимать участие в мировой жизни, соревноваться в спорте, не знаю, там участвовать в экономике, в науке и так далее. Потому что если мы возьмем сегодня Чечню, как бы это печально ни звучало, она не самодостаточна, ну, наверное, ну, если не во всех, то в очень большом количестве пунктов там. А народ захочет
жить, есть, питаться сразу в моменте. То есть это же нужно будет поднимать сельское хозяйство, все на свете. Огромный титанический труд. И не факт, что даже нефть в этом поможет. Ведь есть примеры, когда, та же Венесуэла там тонет в своей нефти, а продавать ее не может. То есть ли здесь хоть один человек, который примерно понимает механизмы, которые вот можно будет предложить и по ним развиваться правильно? Потому что сказать, что нам надо лететь в космос, это одно, но по делу до этого это красиво звучит, здорово, да, мы летим в космос, зашибись. Но ракету построить надо, на это нужны средства, на это нужны знания, технологии, умы и прочее. И это вот по всем пунктам. Понятное дело, что про космос это я так образно. Начиная там от сельского хозяйства, чтобы себя кормить, заканчивая дипломатией, заканчивая, это же нужны люди, умы, знающие языки, умеющие общаться. Где брать вот это, зная ту ситуацию, которая с нами творится? Ребята, я не знаю, наверное, слишком маргинально прозвучит, но у нас кроме сильных бойцов ММА даже, не знаю, вообще ничего нету, ни спорта, ни ничего. Мы нигде не блеснули в умственном спорте, ни в культуре, ни в искусстве. Что делать? Есть кто-нибудь, хоть кто знает, что предложить народу и развиваться? Вопрос, ты повторяешься. В общем, вопрос ясен. Дело в том, что сегодня юноши и девушки нашей нации по всему миру получают образование. Конечно, не все, кто может, получают образование, но для государства, для нашего маленького, в общем-то, кадров хватит на первых порах, если они сразу подключатся в жизнь, во все сферы. Вот этот вопрос. Вот для того, чтобы их привлечь, как их привлечь? Существует такой момент, первый этап. В общем-то, нам нужно будет восстанавливать наше государство поэтапно. Первое. Если война России закончится поражением России, а это будет обязательно именно так будет, мы только так видим это. Может быть, это затянется, может, это будет долго, но в любом случае поражение России неизбежно. И этот момент, в результате этого поражения потом должен быть международный трибунал. В этом трибунале необходимо, чтобы участвовали и использовались материалы того, что они творили, как в Самашках, точно так они творили по всей территории. У нас есть материалы, есть архивы, есть очень много свидетельских показаний международных, наблюдателей, экспертов, заключения и просто свидетельства, записи журналистов и так далее. Отдельных комиссий есть заключения. В общем-то, этот момент нужно использовать. На первых порах нужно будет добиться введения, международных сил, миротворческих, на нашу территорию, пока мы будем восстанавливаться. Хотя бы первые выборы нужно будет провести предварительно, подготовка к этим выборам и так далее. Первичные экономические вливания будут нам необходим протекторат. Обязательно нужен протекторат.
А вот этот вот судебный процесс, который будет над Россией, конечно, он будет не буквально сразу после войны, там, к нему тоже будут готовиться, может быть, и год, может и больше даже. Но в любом случае этот процесс будет. И в этом процессе фактически по Первой войне есть заключения, которые подписали русские, в частности президент Ельцин, что они должны нам после Первой войны 160 миллиардов долларов. Этот долг существует, что бы они там ни говорили, как бы там это там, то, что они сегодня творят, там строят, не строят, рушат, это все ихние оккупационные дела, и это совершенно не в интересах Чеченской Республики. Ни одно предприятие, ни один завод не восстановлен. А там была, значит, инфраструктура, значит, такая, что на Северном Кавказе Грозный являлся промышленным центром. Это известно, это никуда невозможно скрыть. Сегодня там нету ни одного предприятия. Эти предприятия, даже после войны, которые остатки там этих предприятий были, Россия вывезла все эти остатки, и они там установили заводы там, и в Краснодарском крае, и еще где-то там. Но это их дела. В любом случае долги нужно будет выплачивать. Пересчитать нужно будет расходы, в смысле их долги нужно будет по поводу Второй войны, по поводу поствоенного вот этого периода. Вот эти компенсации за убийство, за замученных и так далее. Там много-много статей, по которым они должны. Для того, чтобы на это тоже, конечно, рассчитывать. Но наши вот эти вот молодые специалисты, которые получают сегодня образование в Европе и уже получившие, есть уже работающие люди, есть. Теоретически мы рассчитываем, конечно, все, кто там думает о будущем. Но конкретно вот сказать, что все они будут работать там в промышленности, там, в политике и в других там отраслях народного хозяйства и в сельском в том числе, которое ты упомянул. В этом у нас нет никаких гарантий. Но есть такая, как сказать, рассчитываем мы на это. Потому что сегодня говорить о том, что вот этот там Сидоров или Петров там вот будет вот этим, мы же так не можем распоряжаться кадрами. Мы просто предположительно знаем, что у нас энное количество кибернетиков, ну, в смысле, вот этих инженеров, программистов, энное количество уже здесь образования гуманитарные получили. Есть даже по образованию люди искусства, там, режиссеры уже фактически есть это. Есть, фактически мы можем все отрасли народного хозяйства потихонечку восстанавливать. Но вот эта вот Россия должна, обязана будет, ее нужно обязать этим судом, в результате этого суда нужно установить все разрушенные заводы, там, фабрики, все это нужно восстанавливать. И это должно быть за счет России, которая разрушила, уничтожила. Я уже не говорю о человеческих ресурсах, я говорю чисто о производственных делах. Вот эти производства нужно восстанавливать за счет России. Но в любом случае все равно нам нужна
помощь международного сообщества. И, ну, как бы там ни было, выливается это слово, термин протекторат. Конечно, мы на это будем рассчитывать, но для этого нужно привлекать международное сообщество. Сегодня нужно думать об этом. Махать шашкой там и беспокоиться об там, Палестине и прочих Иерусалимах и так далее. Можно я тоже выскажусь по этому вопросу? Артур с Белдохестером. И вот мы как партия, да, которая там на стадии формирования и так далее, ну вот у нас есть какие-то видения, но как бы Дестагома Эллар, какой-то панацеи, какого-то зелья и гарантий, что вот так, как бы поэтапно, пошаговое какое-то это. То есть вот такого какого-то плана, его не существует. И то, чем мы занимаемся, вот создав эту площадку, это именно для того, чтобы мы совместно, наше общество, чеченцы, именно попытались создать вот эту вот, то есть всю вот эту вот платформу и вообще сгенерировать там какие-то идеи, мысли, как это правильно поставить, скажем так, на рельсы. Но то, что такая возможность есть, вот этот потенциал есть, и вот если мы параллель проведем, да, сегодня в существующем оккупационном режиме, который в нашей республике орудует, русский оккупационный режим, если мы посмотрим, как он может работать, там полоумный какой-то падишах, которого поставили с дубинкой в руках, там его отца сами посадили на бочку с порохом, вот это передали, это все, эту дубинку его сыну, и вроде там как-то вот работает какое-то вот это устройство. Понятно, что там бандитская среда, понятно, что там как бы чеченцы не имеют никаких прав и так далее, но как механизм какой-то это работает. То есть это говорит о том, что с какой-то поддержки, да, вот с подачи чьей там, то есть это возможно как бы закрепиться, укрепиться и так далее. И, например, вот этот мир, да, у него есть четкий интерес. В первую очередь это стабильность. У цивилизованных европейских стран есть огромный интерес стабильность в регионе, то есть на территории вот этой, на европейской территории континента. И в нашем случае у нас интересы совпадают, потому что наш чеченский народ просто, я не знаю, у нас там нету, короче, другого вообще ни шанса, ни выбора, ничего, кроме как вот выдавить, вычленить из своей среды вот эту идеологию, я его как есть называю, русского политического ислама, он же русский международный исламский терроризм, он же ИГИЛ во всех его проявлениях, будь там Аль-Каида, короче, любые вот эти названия. Вот это вычленить из нашей среды нам надо. Кровь из носу, чтобы чеченский народ, он имел будущее какое-то. И вот наши вот эти вот планы по, скажем так, процветанию, короче, общим интересам, по там, созиданию, по стремлению к светлому будущему, они полностью совпадают. То есть и как бы, ну, вот это вычленению из вот этого
из нашей среды вот этого движения, вот этой вот идеологии вот этих. Сундела – это в интересах цивилизованного мира полностью интерес помочь, чтобы, короче, вообще в регионе, в целом мире не происходили вот эти вещи, которые мы на Ближнем Востоке, которые вот во Франции с нашими, с этими соотечественниками, как бы замешанными в это дело происходит. И что тут, как бы вот такие видения там есть, потом, ну сейчас в данный момент буду выявиться именно чеченский вопрос на повестку дня выдвигать, считается. Потому что в мире происходят более опасные вещи, да, потому что там с Украины одни ломятся, варвары вот эти русские. Потом они же там инициируют на Ближнем Востоке, в Иране, там, не в Иране, там мир стоит как бы на грани вот этих вот. Ну, вай дад язык, худу вай ваш национальный интерес, национальное самосознание, национальный самобыт, национальная идея выработать. И мы как бы в этом направлении должны работать. И вот Узаха, самое последнее слово дать. Мы такие же миллион первые, как и весь остальной миллионный чеченский народ. Вот можно вместе участвовать и искать выход из сложившейся ситуации. Короче, такие мысли. Можно я тоже добавлю коротко, что я думаю по этому поводу. У нас 100% не будет сразу такого эйфорического взлета, и сразу мы не заживем, как в сказке. Это всем понятно. Вообще тема, что мы сами не сможем прожить, если не будет России, которая будет нас постоянно кормить такими подачками, как они говорят. Она специально, она не новая, это не только в России так будет. Империя всегда вот это распространяет. У нас, если отбросить даже туризм и нефть и другие недра, которые даже еще до конца неизвестно какие еще драгоценные металлы у нас есть. Если мы вот эти два очень больших как бы момента пока замораживаем, потому что нам сначала надо на ноги стать, есть много примеров маленьких государств, которые за счет правильной экономической реформы из государств, которые были просто, в основном состояли из необразованного населения, да, буквально за 10-20 лет сделали огромный скачок и выросли в большие такие экономически сильные страны. Это, например, Сингапур. В нашем случае у нас нету такого повально необразованного населения. Да, у нас отсутствует у многих, скажем так, там тут какие-то нюансы есть, там относительно сильно, если сравнивать с западными странами, сильно, хромает образование, если смотреть на общую статистику. Но у нас нету такого, чтобы людей нельзя было построить куда-то и быстро направить там, на какие-то... если придет инвестор построить какой-то завод, у нас очень много людей, которые быстро там разберутся и быстро скопируют этот завод, даже лучше сделают завод. Там. Я имею в виду очень хваткое такое и думающее население у нас. Отсутствие образования – это одно, но в целом способные до вас. Плюс есть у нас прослойка достаточно образованная. Просто эти люди сейчас на Западе очень сильно разбросаны. Молодежь, я сейчас даже говорю, да, которые сюда приехали 10, 15, 20 лет назад, отучились. И у них нету пока такого, даже не сказать стремления, у них осторожка в этом направлении, в политическом направлении, независимости Чечни стремится, все такое. Они не видят себя тоже в будущем, вот в нынешнем варианте Чечни, не видят себя возвращающимися туда и устраивающими эту политику, эту страну для этих правящих тиранов. Они себя там не видят, поэтому они особо не рыпаются, мы не видим. Есть у нас довольно-таки неплохая такая подушка образованных людей уже. Дальше это число будет только расти.
Так, помимо этого, для вот стран, которые пытаются стать на ноги и строить демократическое правовое государство, Запада можно ожидать много инвестиций и помощи даже. Те же там банковские системы, которые мы будем у себя строить, потому что без экономики, там, без биржи, без вливаний, без правильной, скажем так, регулированной системы банков, там, у нас это все, конечно, это неизбежно, у нас это не получится. Банк это не обязательно зло, как любит его всегда представлять. То есть, если этот банк у каких-то личностей, приватных персон находится, и они как хотят им крутят, тогда, конечно, любая вещь может стать и плохим инструментом, и против народа работать. Но в основном, скажем так, задача банка оживлять экономику государства. То есть, если у человека есть идея, у него есть хороший прописан бизнес-план, он идет в банк и берет там займ. То есть, и на эти деньги пытается построить завод, создать рабочие места, и под хороший процент, если он получает в банке деньги и кредит, у него есть возможность эту свою затею реализовать. Если у него нет возможности в банке эти деньги брать, эта идея не реализовывается. То есть, конечно, сейчас сумбурно туда-сюда прыгаю, но, конечно же, есть очень много, над чем нам надо будет работать. У нас на готово мы не придем. Я сейчас говорю также о том, что у нас нет... Я сейчас не говорю, что мы получим репарации. Давай представим, что мы никакие репарации не получим, что мы пока поначалу не обращаемся к нашим ресурсам, и туризма у нас нету. В первую очередь нам нужно гарантировать безопасность иностранных инвестиций. Население готовое работать, умеющее работать, довольно-таки грамотное у нас есть. То есть это уже привлекает иностранных инвесторов. Такие вещи, как коррупция, они, конечно, будут любого отпугивать, и даже людей, хотящих заниматься бизнесом из Чечни, они будут, наоборот, из страны выталкивать. Поэтому коррупция – это чуть ли не главный противник, враг государства. Да? То есть, если навести порядок в государстве, то вообще у меня нет сомнений, что мы, скажем, за 10-15 лет станем таким серьезным государством, которое очень, скажем так, на уровне, да, с другими западными государствами сможет конкурировать и вольется в эту общую семью цивилизованных этих стран. Я сейчас говорю без каких-то там фантазий, преувеличений, что вот нам придут с неба, попадают, мы такие, мы сякие. Реально вот у нас есть территория, а вот у нас уже когда заработает туризм, и когда мы начнем нефть, которую мы добываем, которые говорят, что у нас почти нету, но я в это не верю, например. Эту нефть мы начнем на месте перерабатывать, если это чуть ли не 2 раза повышает наш потенциал и заработок от продажи. И у нас есть уже опыт нефтеперерабатывающих заводов, и специалисты есть, которые все еще живы. То есть это мы тоже быстро сможем поставить на ноги. То есть потенциал в любом случае есть. Причем хороший, такой серьезный. Все дальше. Ну вот у нас тут комментируют по самашкинской ситуации. Идеология нацизма осуждена на Нюрнбергском трибунале. И это факт никогда не должен быть забыт. То есть этот факт никогда не должен быть забыт, как никогда не должны быть прощены преступления нацистов.
Теперь предстоит осудить русизм, крайнюю форму человеконенавистнической идеологии, смеси фашизма и нацизма. И Нюрнберг, вот он, кто-то поспособствовал, то есть люди усердствовали и как бы привлекли к ответственности. Ну, не кто-то, ну вот, не то, что кто-то именно. Все-таки надо отдать должное, евреи, они сумели наказать всех военных преступников, всех вот этих массовых убийц. Даже вот если по их методу, ну и вообще по их там опыту, практике, если его следовать, вообще-то наш геноцид 44 года, усиление так называемое, вот за это тоже все-таки все убийцы, все массовые убийцы, все, кто вот эти как бы осуществлял эти геноциды, все-таки должны быть осуждены эти люди. Но это вообще-то этот вопрос и другие народы, подвергнутые на тот период вот этому усилению, хотя не как нас там других как бы усиляли, но тем не менее там огромное количество жертв у других народов тоже было. Нас они там умышленно голодом морили и так далее. И вот эти вот все преступления, они должны быть хотя бы задним числом, им должна быть дана оценка наконец-таки. То есть вот этот факт того, что фашизм был там побежден, и в связи с этим там еврейская нация добилась вот этого признания своего Холокоста, он не должен как бы идти, я не знаю, или противостоять другим параллельным геноцидам, которые были совершены такими же, не менее, я не знаю, массовыми убийцами, как Сталин, там, всякие Берия. И им тоже должна быть дана оценка хотя бы четкая. Вот. И уже после этого как бы любой памятник, любое какое-то воспоминание там, в таком формате, в позитивном формате вот этих вот ублюдков, оно, как и в случае с Гитлером, с нацистами, оно должно быть сразу как бы пресечено, должно это пресекаться. Это для чего делается? Это делается для того, чтобы не повторялось впредь то, что происходило. Так как этому не дана была дана оценка, как бы это дело, оно осталось на самотеке, в связи с этим, поэтому эти русисты, они повторили вот это вот, то, что сейчас продолжается, как они любят говорить, можем повторить. Вот они это повторяют и повторяют, и сейчас они это на Украине повторяют, и собираются там и до Польши дойти, до Варшавы. Варшаву они говорят наша, Берлин наш, русский город, Париж русский город, там всех скинем в океан. Вот эти аппетиты, они поэтому присутствуют у вот этих вот ублюдков. Так, оккупация микрофона с моей стороны как бы больше не будет продолжаться. 6 дистро микрофон. Мог по теме, да, канал, по теме, где дается.
Любая другая тема актуальная тоже приветствуется. Еще хотелось бы затронуть вопрос, допустим, если всемирным признанием будут осуждены преступления России, то вопрос должен стоять в плане того, что если Россия переходит, отказывается от своих империалистических вот этих всяких амбиций, взглядов, то вопрос должен стоять ребром. Они должны доказывать свою демократическую направленность тем, чтобы признавая, что они оккупировали нашу страну, захватили ее, то, что у них был договор с нами междугосударственный. И вот мир должен тоже на этом стоять, иначе это бы огромная несправедливость по отношению к нам. Баркалшу. Один раз доказал демократию в России. Поехал в США, там лапшу на уши повесил американцам, что империя зла разрушилась, больше она не вернется. Потом напал на Чечню. То же самое сейчас повторяется. Все хорошие русские мы видим. Ни один хороший русский не говорит и не говорил до сегодняшнего дня, что насчет Чечни мы не правы, что мы там совершили преступление, что мы незаконно оккупировали. Ни один не говорит. То же самое. Поэтому в любом случае мир должен знать об этом, если сейчас дүйцуг лилуаш дег ценду бош была, и умш учитывать да диез. И ухолишь допустить да цедиез. Хороший бубош был русскиш, гуш воин тандан. Цирк амилш цаны, как будто Чечня часть России уж сан амилш деш. Даже этот, как его, Цезарь, он Мезер, не знаю, этот из свободной российской легион, как у них это называется в Украине. Он тоже сидит, разговаривает, что Чечня регион России, что если чеченцы захотят свободы, как будто мы не хотели и не хотим этого. И что наша главная проблема это Кадыров. Ишь ты болтаешь, да, лилш борщ, герой, в кавычках правительство, отцу сразу заявление дадишь, даже насчет этого разговора, этого Цезаря, Цюнцани, Белгороде балан болош, да, Цани. И цадин дон, шайл, и гибнюк, шайл, любители якутские, алмазов, шайл, хагулин дон. И что дюнен дон, душун то россиян, душун бош, дагойшлил, шоршбу, окана, и чуяш вагет, моссу метя, тхобабуин, душун бош, гойч вишбу, Хабелин, Дагитин был, Нахма Будан, Грузини, Униади, Нарши, Окул, Арбуайсан, Докум, Дат, Отцул, Йок, Грузи, Отцул, Дук был Грузин, Шнюк, Ир, Арбуасан, Окул, Ваян, Меши, Мажил, Шул, Стаг, Каруар, Дат, Докум, и Дагайт, Дюнян, Шейнюха, и совпадениш, Маятиш, Шаберш, Мажуашин, Букуш, Карлилуаш, Дегдуй, Цунде дюнян вей лилуаш дегта несерьезных, это вей хайк алдерш дан
قيتم بيرش قمه بامبوش واش دلاتا قوش بات حقوش بيرشورش بو واسقش تاني جيرجر ولي واش بيرش بو وي نچالي توام بولوش هنا اوكراينشكا دوقما بيروي ما مقل يواسقي اوكرايني مقل تيرت قميلش مديه اش يوم ليلواشلش دنيا اقار ليلواشلش او هونت ليلواش دوال اشياش نيقبلش بو تواسقش زابد تا يوروب تا قميل دا هو دا دون اش دعجيتينو بريمير خيوشن قدع بولشان تيرجل تصدير هينستان قوش دو تار هر ميلياريا تا ريجيو شوقي ويرتي تا جبنو كيوك تا زود واسقي Латынина. ها Латынина. لاتينينا هينت اتنت اقاميال ديشلو وطيتت كاكي وزوت постоянно тун интервью шлуш ашоркой украинский та журналисту имел. Вот он сейчас говорит, что все больше я с ней вообще разговаривать не буду. Она показала на этом теракте в Крокосе, что Россия там не виновата там. И что шей цахуш дыч мадуя румш тергал цадир хинц шейн хагуч дыш лушадик اعوز ديحقنا نشال خلوشن عايش هشت واسقي и пропаганди агентуры чою цер интаван Америк конкретно Американ да понятно Америка шавиг хирват Россиец гергер водиш берш бу Россиян бохт белыш бу قيدو цера шей та политически та борьба ютига юечдон ю выборш ю инстеош шей интерес ю قيدو понятно ну واسقي هنستطيع Американ дуал пропаганды шбуш это даже этот Рогозин يقمع دوي إذا гуча дел дайскуш дар цер короче шеш полный инстиарч на полный короче деш дуқи течади душеш Американ дуалил пропаганд и нах буй украинч буйш цер настрой реали решеш бош камел деш уиз видео хикерца ирсунца случайно теот ирсуцун украинцу чуквесин короче украинчи настроюют дух там настрой там хитцел зласкиш цами та более-менее другой хилбол украин шавик та дуалу лукуш цами цалило шо харцу изал хагуча ел итер ила и итер ваю жуиз у них надежда на запад бош хамелде шуицунде طبعا царец американ шлич далом шлей герз целой ахч хацелой сатини там ласкши от важный объект ши маяти бош иш дарстадеш дарстадеш видеош яржош пропаганд قاعد دو цар оксайч шва яқитна ласк буй يومش تيرجل ده مجردات إنفرماتي عديك يجيش فابر شواسقي قوحق دل بو إناخ إقاميلش ديش برش نشاط أمريكي يوروبي شي مولدان أوكراينش نوقع بيتن دا غيرش لين بوحكش بوش خاتان وين دينك دو تارين سليلواش دك أوكراين أنا وي دي حرنا بيرو روسكا تشيچенسكا وينه
90% чеченский народ, да, он за независимость боролся, и шашкиет, шайтуна улкирдоцих, шадал, кам за одно, в любом случае, да, он невозможно выиграть. Dünya çadol nizam işte alach boş uygra dalurdoci xuş arabla iştwaynu qa ipitandin ton way diqa diqa no wayn şey meta dirtser religiyozny işte umş duqa liloş tundel vasqa haqlushul ta propaganda ta qamel ta tergale üyşet в любом случае. В данный момент россиец, Путин, россиец, Дунин, Тахум, Дирду, я не верю вообще. И да, Тахум наладит, да. Для меня это весь мир Путин будет, если Иштхила. Поэтому это невозможно. Тут разные вещи. Ядерной державью России, да, от России квартия угур опасный биомшил мафию, самый опасный мафию церга квартия, да, церга и герзду церкера, сундел, да, dünya был политик, что нормально, адекватный был политик, шейх амниш, но dünya çadıl adam yok ответственностью церкера. Путин сам şey амбиции, шалаял шбат, нормально был политик. Поэтому они думают о народе, о людях, дон. Еще это аккуратно. Да, украинч. Халк беш бу изолют он бутига. Но тем не менее лучше ужасный конец ждали, чем догадывался он из Молдор. Чем ужас без конца. Чем ужас без конца, дадерзди. Идол чула, да, солоница сих джебил, дадерздон, суах белиса. Да, от Украины халаваха и дуол дел хилж ираск чуаштин цар дуолин мадуис дон. Цундел лучше цига, ишче маулдан исташени йоч. Ираск цар военный, экономический, шел ресурс на исташени йоч, ишче аккуратно. военный хитрость юэл хитсун лило шейта игра мухол само бартхил без ол шуку о оди дат ол шукар о иди ду ол шишт та провоцировать беш шую шайнёузер этериш дайса кушишт ишт хитаксун ну не знаю. Hoch sagezig halcha örtümataц санагосту сайла калыч это ученые если освободимся мы друг от Российской империи удирдовой эльда тогда с момента это это базис вишхлатакс язык смогает что мы что ладу что мелуч тогда инса не то что противоречит а наоборот и то очень да дикомш очень мелвицем да беда думаю что вахтовушка sagezig erdera совместим более свободного затем хаджибраем свободно такого аппарата такой именно маршрут такого он имеет свойство развиваться независимо от внешних обстоятельств Бога обязательно завязанных хильвиш обязательно настроить систему хильвиш еще и интенсивную систему еще инструмент доклад мелгушпол состоятельно Ашпола, Европа, Хикибол, мягкий континент, что это все прошло именно благодаря тому, что что возможность быть свободным. Свободному человеку свойственно развиваться как в хорошую,
к сожалению, так и в плохую сторону, но он может развиваться. И от Хайтандовой до Ашин Судирдовой, Расхигеловой, Радовича регион Хаяк, Спарадовой, Мохке, Чудирдовой, Мечахрибовой, Бога, более драматичный вопрос. То есть на самом деле вот этот вопрос очень многих держит в страхе. Естественно, это за этим стоит целая пропаганда, целая история, которая сотни лет и веками работали над осознанием людей. Он автоматически становится зависимым, не хочу сказать рабом, но он становится зависимым, у него складывается вокруг все так, что его мировоззрение складывается так, что он не может самостоятельно быть так же успешным, иметь такие же права, иметь такой же успех, как есть, например, в других странах или у других людей. Потому что он вырастал, он был под этим давлением, что он постоянно должен быть кем-то зависим. В наглую Духай Сомбович передачу, это яркая передача, история чеченцев. От Вохтагу настолько напрямую, по всей видимости, и это нормально. В обход Хамелдин Волдер извал, то все равно дает, и настолько разжевать, настолько ногчень, успех государства, единственное, но он настолько детально его просили это передать, что он сказал лампе, мы даже лампочку не умеем прикручивать без России отсюда. И штаб постоянно это все сформировалось, это все в этом народу вырастало, это была целая пропаганда. Но на самом деле дело это ночи также благодаря истории мы это можем сегодня узнать. Много раз показывали, что внутри человека, как и во многих других странах, я не люблю просто, когда одну национальность поднимает или ставит выше, именно ногчи, я имею в виду, так же, как и многие другие народы, ногчи показали о том, что у нас есть эта тяга к свободе. Мы просто хотели свободу независимо. Успешного будем мы успешными, не будем, будет это большая влиятельная страна, потому что свобода собой предполагает, еще раз, повторяюсь, наверное, ты сам идешь, ты сам развиваешься. Сегодня, если немного взять историю, есть очень много стран, которые показали без учености, без инженеров, без архитекторов, без нужды полететь на космос, что они могут жить в изобилии, что они могут иметь свою независимость, что они могут иметь свои страны. Много есть. Сегодня нет необходимости обязательно в космос лететь. А чертов этот космос? Кого он волнует? У кого есть возможность, кто настолько развит, он может полететь, если ему настолько скучно на этой земле. Но даже Олича Хальвайт, сон, по крайней мере, так долго, что когда тому ара захвастаться дефиничнати, что от махкана от камеры кархавайса моего, так вот шарик модуль нюклер хадал автоматически передаваться молодой доходу, что я помню, то первоначально надо точнее бьют он был до сих пор так долго. Между 9-10 лет примерно думаю отсюда. Бьют он был вокруг просвет хрилча, сой тогда это аж юртам на освошлан. И пекара из хаюса от хенда. Так бизнес еле что-то дотар тогда сидак отсвоидащий хена томбали халхаши дикчо тасвалвалша мастохена хилдут семья ищда шей дамадез роклилошда. Так я запомнил этот момент в тем, что бьет он больше вообще оказалась бы критичная ситуация, вообще не до бизнеса, не до желания иметь свое, але он настолько эмоционально показывал тройщины стройки, по-моему, лило формацию за недавно хайлинил Сажим контори, от контори халхат миллионов ремонт и тяп-ляпши махалини взя. Настолько он эмоционально это рассказывал. Я видел вот эту любовь к жизни. К жизни. Именно свобода порождает эту любовь жить. Так, я как ребенок, мне это запомнилось. И она была в фильме «Халха» от Джим Контори. «Халха» горд, бокка боча, Джим горд хребта. То есть настолько у него внутри это было, и что духа ногчи борьба. Духа больше, то есть вот это на уровне самосознания народа.
мировоззрение, да, говорит, но что это именно стремление все даха, все ваха, независимо от внешних обстоятельств. Я не знаю, какое будет правительство, что будет, я не знаю, за что люди проголосуют, оценивая, намеренно, второй президент государства Мухири. Я не знаю, кто за кого проголосует, но все общие, и даже в Европе опять-таки, семья, я убедут хочу, да, первый день разрешение на работу ельшот, я лагерь, радуют, я забол карина 12-14 часов. Забол да его респонсахари, мичлелер и болда. Хотя ты должен пособие дал состояние еронтхая, возможности юга так в конечном итоге 12 часов санаталилок из болба дойона. Ишти кахюек, что и кирыч хадель шот, я ялбата, по-моему, дарсан, ял вор будет бормочен за кейс дегдёна, от правительства на гоисро, и от момента я кугватен шот, я с такими же эмоциями, с таким же желанием, что вахла радош, да, это ан болбе шаша махил юм лило, я шин пейтхел дхерча, независимо, чтобы быть от других, да. Много есть сегодня очень стран, даже Мельтёва, YouTube, Америка, конечно, его нельзя в сравнении вставлять, да. Но на самом деле, если просто перекрутить их 200-летнюю историю, вообще маленький срок, казалось бы, несколько кораблей, люди даже не знали, куда они плывут, они даже не знали, что их там ожидает. Но все, что у них было, это желание свободы и стремление жить. Сами до сих пор, я вот недавно читал историю, первый раз, когда они встретились с индейцами, когда индейцы пол корабля их него перерезали, уж половина, точнее, они умерли по пути, пока они дошли до самой вот этих стран американских в то время, до индейчего. Первый год, буквально в смысле, первый год, он День благодарения Божьего, праздник идет до Керкузада. Этот праздник имеет с собой такую историю, что первоначально, когда они выселились с этих кораблей, и индейцы их встретили, кого-то помиловали, кто-то дружелюбно остался, получилось, когда у них отношения наладят. Первый год, оказывается, от индейч Аминош. Вы можете представить себе? Царь Аминош, как делать, как развивать свою землю, как иметь свой урожай, как иметь свой скот. Ну так, в благодарности того, что индейцы их вот за это вот время позволили вместе с ними жить и также человечно к ним отнеслись и позволили им развиваться, они устроили как день благодарности Шамелдол, делт воша, для царь. Определенная часть имеется в виду. Да. И казалось бы, вот этот настолько он развился, что он сегодня является национальным праздником. Поэтому у Нохчи просто парагато ельча, освободиться, просто парагато ельч, что это амдо, отношения в махлитах пока, связи в махлитах пока, практиковать в махлитах пока. Просто свобода эль адбич буйба. Я вот уверяю, что история показывает, любой мохкер бар возможности эти есть, я уже до дехтица здесь рисую. Ташидош, Эдерас, Пурбла. Если оценивать политическую ситуацию именно касательно нашей истории, да, допустим, если ситуация начнет меняться, что Россию поставят перед фактом того, что или она отказывается от своих имперских амбиций, или она меняет свой курс на демократический и так далее, процессы вполне естественные, вполне нормальные процессы, если в любом нормальном понимании политики из его же дючхуч. Даже и ситуация, допустим, встал такой вопрос о нас, да, допустим, встал вопрос, и тут выходят на арену вот эти наши вот любители алмазов со своими, значками, любители там, я не знаю, еще чего-то со своими там шапками, там, мономаха, да, и там в парламент залазить, туда заскакивать, сюда заскакивать. А по ходу этого где-то случайно как будто проходит там при каких-то пока небольших терактов, опять кого-то запугают, и опять к России, давайте
там, короче говоря, сейчас сядем, туда-сюда, тип-топ сделаем, сюда одежда, Украина отойдет к Европе, там, туда-сюда, вы там, короче, у себя порядок наведите, а это, я не знаю, как это назвать, чтобы нормально, там, моет, за масунах, блюч, маттансани, моет, или кук, или что там, стель, коцунах, там, мотор, подклад, коцунах, и аж лил шоршбу. И это не сегодня, это на протяжении многих лет. У них и вид, короче говоря, соответствующий, у них и выражение соответствующее, и поведение, и глаза бегают соответствующие. Вей проблема на сегодняшний день, и момент, какая чахошбук, актерш, бац, арбол, юшбо. Окей, цанец, короче, вей овну массара хаус, аж яйцуют, аж не замдуются. Аж у кавказуются вообще, обещаю, Кавказ. Зачем к нам приписывать Кавказ тянуть? Закаев садится какой-то горский, я не знаю, какая-то горская республика. Садится там какой-то еще любитель алмазов, какой-то Уотсонов, и так далее, и так далее. Это вообще какой-то, я не знаю, как это назвать. Полный щит этой России, короче, да, чтобы она не развалилась ни при каких обстоятельствах. Баркалшон, да, я сказал. Окей, Так, Тесла, микрофон мокрый. Он хай хума по самашкам. Була тындак да магиум. Сухайна. Це ринки залучена інформація, це озвучте вечер. Я, кстати, несколько раз слышал вот за эти 2 года, что идет война с Украиной, упоминание о сравнении Бучи с Самашками, то есть разные какие-то журналисты нет-нет, да вспоминают наши трагедии, упоминают об этом. Это хорошо, по-моему, это хорошо, что упоминают. Ты закончил или прервался? Да, я просто отметил, что неоднократно я слышал, когда журналисты говорят о Буче, упоминают о том, что до Бучи такие же преступления эта же армия делала и, допустим, в Чечне, и в частности вот Самашки, еще какое-то село упоминалось, Алды, по-моему, или что-то еще. Несколько раз я слышал это от журналистов, которые не чеченцы, не просто там, или русские оппозиционные, тот же «Дождь» телеканал и так далее. То есть упоминают. Это неплохо, мне кажется, хорошо, что не забывают. То есть одно дело, когда мы об этом говорим, понятно, что мы предвзяты, у нас сердце болит. И совсем другое дело, когда об этом говорят люди, которые к этому, так сказать, не причастны. Это как точка со стороны, это тоже хорошо. Да, совершенно верно. Что когда это со стороны уже звучало, тем более там журналисты в каких-то этих передачах, изду уже важно. Нам надо просвещать общественность, надо просвещать и все-таки, что не истади, что инстан, опять мы упираемся в то, что вот и политический ислам лил сполна образ. Там вот недавно, на днях я там съемку смотрю, там музей Джохару Украины,
Чучубан, бэшак собешься, приходишь, шлешь наху, на джахаре музей юабош. То есть им это вообще как бы неинтересно. Украинцы твои, но музей вид, как бы, ой герой, там, ой президент, он сидишь. Люди, которые, вот политический ислам, рельс, ритен был, это вообще был, бацап, что-то у них там свои какие-то ценности, свои идеологии там. И вот просто как бы чеченскую трагедию пытаются использовать, что я и трагедия, сейчас я машка там, нахал, вот шука, вот идеология шука. Но до того вот этой пропаганды подвергнуты был, что и гумца, до цумдени, да, да, более какие-то эти ценности важные хватит души на первый план. И вот что мы пытаемся постоянно донести люди, тем более, которые уже побывали вот в этих идеологиях, в этих кругах, там четко выстроены, что механизм, ну что, который, ну, вообще идеология которого, что установить вот это вот там во всем мире вот это всякие там свои религиозные какие-то вот этот политический ислам упомянул двух, что и бурда и установить как бы и цели швейкен Аллах там халифат, халиф, шариат, о чем эти люди абсолютно не знают сами. И все остальное уже притянуть к этому. То есть, чтобы осуществить вот эту вот свою идеологическую вот эту мечту, привести ее в жизнь, как бы важно, это есть важное самое, это есть смысл жизни, это цель, а вот остальное все, это уже надо как бы использовать, и чтобы прийти к этому, к своей вот этой цели, из этой области духа. Вообще надо, конечно, отдать должное их спецслужбам. Нашли они у нас эту ахиллесову пяту. Ничем не смогли сломить, согнуть, что только не делали. Одних геноцидов, там, по-моему, где-то 3, наверное, да, на нашей планете, может, даже больше, таких больших прям, да больше, наверное. Ничто не сломило. Именно вот нашли они это на религиозной почве, залезть в головы. Физически не сломали, а вот взяли и вот так вот ментально, поразительно, конечно, работают они колоссально, это надо отдать им должное. Нашли ахиллесову пяту у нас, это правда. Так не столько они, сколько на эти игры, на эти как бы всякие махинации или системы готовы, как бы сказать, вот якобы наши, да, вот они полностью готовы это все поддерживать. Вот как Аслан тут повторяет часто, вот это вот вся вот это вот собравшееся якобы у нас правительство и с самого начала это была прямая оппозиция Дудаеву. Когда они проиграли Дудаеву, когда Дудаев и с Масхадовым их остановили в Рус-Мартане, они решили пойти по другому пути. Конечно же, совместно со своими кураторами, как это можно наиболее продуктивно сделать. И те им предложили этот вариант. Вот так вот, короче, вы там исторически испытывали там всякие тягости жизни, 5-10. Вот эта линия будет подхвачена в вашем народе, короче. Может, вот так вот. А программа «Хачумаина». Даже в том случае, несмотря и на это, при выборах мы, как бы, это был индикатором религиозности нашего народа. Мы опять очередной раз при Масхадове выбрали опять демократа. Все равно наш народ все равно оставался демократом и не был как бы радикален. Но все равно вот эта вот группа, которая ходит, как я говорил, стелькой между мировым сообществом и нами, защищая границы, то есть целостность России, вот она вот стоит и запирает нас своей черной бородой.
наши проблемы, наши геноциды, наш статус, наше будущее, прошлое и все остальное. Вот это вот, они своей широкой, отпущенной черной бородой нас затмевают. Сун иштгок бяхмабилаш эмоционально это. Все правильно ты сказал, так и есть, да. Это вот политическое айкидо, которое они к нам применили, последний их был бросок, и он у них получился. Это использовать против чеченцев, самих же чеченцев. Это, конечно, они сделали умно. И получилось у них. Ну, я надеюсь, временно, но получилось. Да, духчуан есть выразиться, да, именно политически айкидо юкце, конечно. Вся наша энергия, вся активность нашего народа, весь ее там, потенциал сделать так, чтобы повернуть это во вред нам самим. И использована в этом вот эта вот платформа политического ислама. Ну, если примитивно просто выразиться, конкретно национально-освободительному движению дали характеристику религиозного движения. Как будто бы это на религиозной почве у нас вся наша борьба, все наше, значит, государство строилось, все наши стремления к независимости и свободе, якобы это тут религия и не пахла. В смысле, религиозный фактор, он вообще не в этом деле. Просто он присутствует как где-то сбоку. А они его вывели на чуть ли шапка любого нашего действа, значит, это религиозное там, движение. Бисмиллахи рахмани рахим. И пошло дело. Конституция, там, это, то, другое, там, все менять исламское государство. Никакого исламского государства чеченцы не собираются строить и не намерены. Это все это происки Лубянки целенаправленно. Кто по глупости, кто, значит, на службе у них. Все, кто в этом, значит, в этом направлении работает и озвучивает, что это Конституция и так далее, что мы строим, это противники и враги нашего государства. Это деструктивные силы, которые делают все, чтобы не восстановилось это государство, чтобы народ не был свободным, там, о каких-то алмазах, мы останемся в это, мы в руководство России пойдем и так далее. Кто тебя пустит в руководство России? Там тебя как относились к чурке, так и будут относиться. Просто на сегодняшний день дают тебе там какие-то деньги, возможности, чтобы ты голосил, чтобы ты обманывал народ. Алмазы. Yok, цахмум новое общество, юка, вот под-русски, вот в неволе там, вообще в русской неволе, без наших, цабол, в интернет, чё, в телеграм, что, рудовать вешал, под-русски арбат. Пытаются вот сейчас тоже как бы общие какие-то интересы выстроить в борьбе как бы с вахабней, да? Под русским флагом борьба с вахабней. Просто и
как бы информировать подъезд из нас, потому что там есть, которые действительно не знают, что вообще вот это вот политический ислам, что вот это все именно русские его создали, вот этот вот в нашей среде, как козырную карту, как вот этот фокусник из рукава вытащили, и сейчас используют вот это дело. И вот если вы помните, случай был, Гакаев, там, Хусейн, туда-сюда, когда их где-то окружили, там перестрелка была, и, ну, бои ирпаштига, там, бинцен, спецоперация. И там вот этот мелкий Темишев был. Это хуярся, однофамилец Кучуошного, Муса Темишеву, но он к нему никакого отношения не имеет. Темишев, я сейчас имя не помню, пацанчик, короче, который эти его окружили, и вот эти подростки, которые там пришли и в этой операции участвуют, спецоперации, а у них, по всей видимости, и близких там замочили, там, и которые, ну, тоже в таких операциях аналогичных участвовали где-то там, бои, там, махули, да, они, короче, злые, вообще обостренные, и каждый хочет там до этого дотянуться, до этого, как бы этот у них в плену якобы, этот Темишев, этот пацан. И эти, короче, на него готовы его съесть. А к нему не подпускают, там этот пацан сам стоит, датвуга рэцэ бош, датвуга, типа, позвони своему начальству, скажи, я свой бахцу. То есть он участвует здесь, среди этих, как бы, запущенных вот в это движение. И там говорит по рации, передай, я свой. То есть вот это все, что у нас происходит, да, вот эти русские отряды, русские, кадыровские, так называемые русские, вот эти вот военизированные отряды, там, батальоны и всякие банд-структуры, они как бы тоже думают, многие думают, что они реально какое-то там ваххабистское какое-то движение, которое Европа, там, Запад им якобы там создали, им это, ну, против матушки России используют вот эту вот карту. Цахьетакуш, действительно. Там что происходит? Сега русский создатель. Четко Дугин, царь Хамадуица, это идеология, созданная, чтобы победить чеченцев. Потому что в противном случае чеченцев невозможно было бы победить. Этот народ, он отдает нам должное, там объясняет, этот народ, он бы дрался до конца. То есть вот это вот создали ваххабист, суфист, вот эти вот какие-то противостояния. И мы сейчас должны как бы стать под русский флаг, и та логика, да, вот этих вот не понимающих ситуацию людей, как и бабуинов, также и под русских вот этих, что там надо стать против, на одну сторону против другой. А русские это как бы рефери, да, которые примеряет бабуинов. У нас, оказывается, проблема у чеченцев была, что мы друг с другом там боремся за разные исламы. А русские, оказывается, все это время, короче, нас пытались спасти. А и все равно информировать в объезде. Вот русские, например, вот системы Элаболнаха, они тоже действительно там, как я понял, они думают, что есть какой-то Тумсо Абдурахманов, как будто бы сам якобы самостоятельно. Замдиректор электросвязи, брат Шмакова, во время так называемой контртеррористической операции в такой период становится замдиректором, замначальником вот этого всего огромного отдела, да, который за всю связь, электросвязь отвечает. И его шеф, наш брат мусульманин, который простой парень, простой русский парень. Понимаете, что?
Иштбол Мацабацу гумно. И этот брат Шмакова, вот этот Узик, он сюда приезжает, его потом Даудов популяризирует, ему чир провозглашает, то есть потихоньку из него делают звезду, чтобы чеченцев политисламизировать. И вот это вот какие-то рядовые подростки, там, не такие, как Даудов, Кадыров, там, а рядовые подростки, они действительно думают, что существует какое-то автономное, на автопилоте какие-то там ваххабистские какие-то дела, там, политисламистские, которые с русскими абсолютно не связаны и им не подконтрольны, с которыми надо бороться, их надо выдавить из чеченской среды, и все будут жить мирно и счастливо. Это неправда, это не соответствует действительности. Это все является русским проектом. И вот это надо доносить тоже до всех. Да, и на Ютубе смотришь, когда эти ролики, их приглашает кто? Их приглашает в первую очередь хорошие русские. Я не знаю, там Боровой какой-то с Ломаевым там стрим проводит. Ну, Хакшуна Садычи, Цейчол Гергалу, Ходорковский лайф, Ибн Муса и так далее, и так далее. Вот, явно ушмануюсь. То есть они хотят опять использовать вот эту вот бороду в защите своей целостности империи. И опять это должно сработать по их планам. И Ханна Дуязну я Суикхэч. Саалсам ногче Питер Чубякон, тажим дистхушан, самодуре, свободе, нахэ, что-то маршу еза. Ты так где ногче студич. Тому кадоль, да, со стороны Запада, Барель, Лавиан, Байден, Лавиан, свободе, что ищ декан моду, что ищ дин дючбеш, Гаскиш на пользу Лешмову, что демократию учбеш, Гаскиш выгодно мудать. Мудать, Байден, седас, Трамп, седас, мудать свой. Вяш кетом читать от луках именно, да. А ош дискушн ток лукар вама хошини тикток халюзен цар от мажуаш шочарах кебеш ока партишу цар позахвита масана гар милуар закай уца халху алирш юхе для поддержки вахаем кутаю вяш ом идея вяш танцовщица голосун ца абсолютно короче вы мертен ца уору я сун цегокцига ца хомот. Но все-таки справедливости ради надо учитывать еще тот факт, что у нас на самом деле общественных спикеров, которых можно там спросить, привлечь куда-то в эфир, дефицит. Ну, вот реально дефицит. Вот просто представь, что ты сегодня СМИ, оппозиционные или еще какой-то, неважно, ты СМИ, ты хочешь поговорить с кем-то, с каким-то представителем нашего народа. Реально дефицит. То есть вот он вот такой вот он сядет, он не в теме, и у него есть какие-то имена на слуху, вот он их и зовет. Дефицит спикеров, которые могли бы вещать правильную точку зрения от нашего народа. Он есть, я его вижу просто. Артур, ты прав, у нас дефицит есть, но у нас полное их отсутствие, нет такого. Я не говорю, что их нету вообще. Я не обошто, как бы двоошто, как бы дополняю. Я имею в виду, у нас его полное отсутствие, их нет. И у меня просто лично опыт, например, есть, да, когда меня там пытались интервьюировать, вот эти вот русские там всякие радио, Свобода, там, Реалии и так далее, ну и другие, кроме этого, там, Кавказский узел, потом еще какой-то ряд вот этих. И дело в том, что им нужен такой формат, что чеченское руководство, критики Кадырова, понимаешь? То есть они хотят именно такого формата. Когда ты им такой формат не даешь, они тебя игнорируют. Из докузадек.
Так, у Да, меня думаю, ты прав, да, им нужен контент, скорее всего, ты прав, да, они гонятся за скандальным контентом, да. Ну, ты это знаешь, как бы их как-то не это самое, ну, оправдал, да, неумышленно. Там такой скандальный контент, ты им можешь дать более скандальный контент, но им он не нужен. Их скандальный контент – это именно вот то, что им дает вот эта семья Янгулбаевых, вот этот замдиректора электросвязи и прочие лица, которые дают им интервью в формате Кадыров, я лично враг Кадырова, чеченское руководство. В Чечне нет никаких законов, там действуют чисто по-чеченски, чеченские законы. Понимаешь, вот русская оккупационная вот эта администрация, русский мир, русская культура, которую туда привнесли, вот это, включая бутылки и всякие остальные вот эти методы русские, они их хотят перевести в формат чеченское. И до сега. Это не просто, не совпадение какое-то, абсолютно вот эти сидят, если вы понаблюдаете, они... И что интересно, мы здесь публиковали, я личную переписку там с Кавказ Реалии, когда они пытались используя наш контент, наши мероприятия, которые мы в Австрии провели здесь, связать их с мероприятием политических исламистов из Франции, вот это Бартмаша, со всякими Шахмурзаевым, Кадыровским, который там у Кадырки шастает, ходит. То есть вот эти вот люди какие-то собрались, политисламисты и подрусские. И вот Кавказ Реалии пишет, что вот эта вот среда, да, она осуществила, она собрала впервые всех в Европе. Вообще мы знать не знаем, что это за короче, кто это такие. У нас здесь четкое культурное мероприятие, мы огромный контингент пригласили вот этих вот местных там людей, которые вообще о нашем геноциде 44-го не знали, это на 23 февраля было. У нас идет четкая программа, мы абсолютно с этими политическими исламистами ничего общего иметь не хотим. Но нас взяли, записали, как будто бы эти политисламисты впервые им удалось объединить чеченцев. Понимаешь? И потом туда я им личку пишу, уберите наш контент и свою ложь оттуда. Там жалобы им писал. Я там другие. Им в ответ пишут: хасбун Аллах, какие вы злые. Понимаете, что здесь происходит? То есть вот этот политический ислам, он на уровне, даже им удается на госдеповские распространять среди чеченцев вот этот политисламизм. Вот так вот русские работают. И надо отдать должное, они очень молодцы в этом плане. Допустим, если на протяжении многих лет вещает тот же этот Абдурахманов, на протяжении многих лет вещает этот Ламаев и тому подобное, их тысячи, никто им никакие препятствия не создает. А почему демократов нет, или же там хотя бы непосредственных каких-то таких обычных ногчей, которые ведут блог, какую-то разъяснительную работу, их нету. Почему? Потому что просекают на корню, потому что их не родственники, заложники в дома. Потому что воздействовать на них просто через своих родственников. А эти, пожалуйста, десятками лет вещают, никаких проблем. Даже поощряют, приглашают их хорошие русские на свои каналы, там еще 5-10. Это явно бушмаду из что против нас, как преграду, установили вот этих вот зомбированных или зомбированных, или там добровольных, не поймешь, когда ты видишь, что депутат Государственной Рады Гончаренко проводит с ними какие-то конференции, с этим, как его там, Кутаевым, с этим Закаевым проводит с ними какие-то конференции, уже я не знаю, что об этом думать вообще. Или им, тут у нас некоторые коллеги высказывают мнение, что это из-за того, что им нужны какие-то бойцы Газаза, там туда-сюда вместе, мы сила, 5-10, но это бессмысленно. Если этих людей не поддерживает их народ, какие бойцы Газаза, какая от них польза? То есть, если Гончаренко с ними связывается
и там и кто там еще, какие-то нацисты украинские, нацистская партия с ними связана, проводят вместе стримы, то тут уже я не знаю, неужели прям вот они все, короче говоря, против нашей и независимости, и демократии, и нашей цивилизованности. Я не знаю, что и думать об этом. Потому что понятно, что автоматически, как они, допустим, да, гипотетически представим такую картину, там непорядок в России, да, там какой-то, короче, хаос, пришли сюда вот эти вот наши бородатые братья, пришли к власти, потихонечку там поменяли 1, 2, 3 статьи, там установили шариатские суды. Куда это приведет? Уже же были же эти грабли. Понятно, куда это приведет. Там опять какой-то спектакль с терактами в Москве, и давайте вместе против терроризма опять загнуть нас под этот сапог. Цыгак, ты сценарий сунул, цыгак, элементарных нет, сунешь, цаки это на те цыгак, думают, сунул, цыгак, ой, основной проблем, но чуком основной проблем сунешь, бэм, кагам, цыгак, уж бац, харигас, на международном уровне, на правах человека, на ООН, цыгак решает, мадолоция, баку мою ваш независимый почал, прям в декларации ООН прописаны наши права. Мы, как национальная единица, там, я не знаю, 5-й исторический, там, языковой, земля, все, мы имеем это полное право. Но если вот тут такая ситуация, которая без 5 минут террористы, то, извините, ребята, лучше вот как бы оставайтесь там, где вы сейчас находитесь и до сих пор находились. Это понятная логика. Европа хочет безопасность, там, я не знаю, и Прибалтика хочет безопасность. Не связываться лишний раз с какими-то непонятными личностями. А кто мне объяснит, какая основная угроза, боязнь России в свободной Чечне? Что не так бояться? Это что? Это принцип домино, что если вот у чеченцев получится, то и другие республики Кавказа, тоже захваченные в свое время также, они тоже захотят отделиться. Что? Чего они так боятся? Почему вот прям любыми силами нас не отпускают? Мое мнение, что они боятся в основном, держатся за нас, это потерять величие. То есть, да, и принцип домино автоматически пойдет, и так далее, там много, короче, составляющих. Основное это потерять величие. Если они потеряют нас, они теряют свое величие автоматически. Да, но много же ушло республик, там Грузия, Армения, Азербайджан, потом 3 страны Балтики. Вот как-то тут немножко не совпадает у меня. Эти остальные республики, если мы у них как бы как инструмент в будущем, да, там рассадник боевиков, торпед всяких, да, создавая всякие условия, там типа мечети, типа там, я не знаю, спортклубов, они не проблема для них, ни Грузия не проблема. Да, там, да, не знаю, недалеко ушли, другими словами. Вестхолой, бля. Не, я просто дополнить хотел. Мы свой это было. Вы карахач, когда есть проблем, царит даже узгас, пишет хамага из. Вот я вы там вы торпед, сам вот там мы дальше дой, чем копять кваса там вот noch вот убеждение дальше дальше вот на чем бля раката там дуавы, они это знают и используют нас тоже как инструмент. Потому что я себе это интуитивно объяснял тем, что потеря Чечни – это, может быть, даже в краткосрочной перспективе, это потеря всего Северного Кавказа. Но я это интуитивно, то есть у меня четких пониманий, это белое, это черное, в этом вопросе нет. Я поэтому спросил. Это в перспективе, конечно, естественно, в перспективе. Видя наше развитие, видя наше, как бы если автоматически, естественно, как мы уже показывали в истории, мы агойтры маду, и бизнес лилуха, и международные отношения лилуха, и вот агойтры ду, тогда, конечно, цепная реакция пойдет в перспективе, конечно. Это одна только составляющая. Не только Северный Кавказ. Все остальное уже пойдет там автоматом, там, да, цепной реакции. Там факторов. Там, вот это один из факторов насчет принципа домино. Это присутствует, конечно. Но там есть вот это вот имперское отношение к оккупированным территориям.
и которые уже за последние 200 лет, ну 150-то точно, уже они чувствуют, ну, как свое родное, как они говорят, что Грозный мы построили. Они совершенно не придают значения тому, что там снесено несколько населенных пунктов, уничтожено население, которое там жило. А об этом вообще речи даже нет. Вот Знаете, крепость. я когда слышу о том, как они датируют Чечню и как они там все отстроили, мне так как-то даже с грустью смешно становится, такая улыбка со скалом. За уже больше сотни лет только одной нефти, которую они нас там накачали, по-моему, эту Москву можно было уже 10 раз перестроить заново и каждый раз в 2 раза круче. Так что все эти дотации, это, наверное, просто крошечка от целого каравая, который у нас забрали. Так что ерунду они несут, конечно, в этом смысле. Вот когда речь о репарациях, о судах, об этих, это, наверное, будет не короткий там поствоенный трибунал. Нам нужно будет с ними долго и томительно судиться и в первое время, и во второе. И вот эти поэтапные дела с Россией очень долго и последовательно нужно будет все точки над «и» поставить. А потом, через 100-200 лет, когда они все это рассчитаются с нами, может быть, у нас будут нормальные отношения. Ну, во что они превратятся, мы не знаем, но мы должны к этому времени быть крепкими и влиться в международное сообщество полноценным и полноправным членом. Да, Да, было правильно сказано, нужно быть в союзе, в каком-то цивилизованном, нормальном союзе, в контакте с цивилизованными государствами, у которых есть демократический строй. Понятное дело, что рая на земле нет вообще, где есть человек, это невозможно, наверное, но стремиться к правильному, к равноправному обществу нужно, и вот с такими государствами надо дружить, это факт, да, совершенно верно. С Грузией той же в первую очередь наладить отношения, все шероховатости обсудить, за что надо извиниться. С ней, мне кажется, в первую очередь важно наладить отношения. Абсолютно, потому что это вообще не то, что там исторически там близкий наш сосед, это еще и единственное государство, с которым мы граничим, помимо Руси. И там, по-моему, много чеченцев находятся. Тоже факт. Да, у нас там Кистинч, да, Майсто Олцер. К сожалению, их тоже сейчас обработали с начала нулевых. Значит, радикализировать бешишься, радикализм, что я же на тебя. Но все же, смотри, вот в последние события у них громкие были, когда хотели ввести закон, там что-то, аналог инагентов и так далее. Все же народ показал свое стремление в такое демократическое русло. Это было приятно наблюдать. Помните, вот в прошлом году, по-моему, были там большие такие сильные у них протесты. Отстоял народ свое мнение. Да, и Замду, но тебя все-таки. А я тоже, например, с грузинами там общался. По-русски, тебя. Грузия просто пытается сейчас
чтобы ее, как это, под шумок там, просто так за раз вот так не оттяпали, не съели. Как-то пытаются на плаву держаться, тоже ждут, они ждут, что мир как поступит Россия на фоне вот этого агрессии против Украины. İşte, ситуация будешь, ну, işte обвинять, Юр Балур братца, по-русски тебя духа будет туда-сюда. Все равно, что выжить давай, Бог, слушай. Üç hünedin ayas başık, iş tunsa oğliter, iş tunsa doy. Sa oğul şeyqam tuğas başın, keldağı tsalede, şeyqam terkavak day tsalede. Люди пытаются аккуратно. И попав под их полностью власть, под русскую, они понимают, что из них тоже пехотинцев сделают, в лучшем случае. Там. И также в лобовую цену шага опять выше дохука. И что сложная ситуация у ЦИРа. И что Эрен схаза солнце, пятидневный, то он вычишь. Их тоже в ситуации информированы. Ишь бать нах. О, типа, шли кто-с Беларусь, пойдина, там, бегал туда-сюда, бог. А вы, масить шара. Инт свой шахет шулта. Мадуй, Ордунян, хиллак, да, вот Украина, хиллак. Вообще, Восточная Европа, олш модер дала мандрашка, короче. Ара еще дек, вейл шулт, их пен шулта. Сидя дахиец бел шулта, что мадуй дала еще дек. Это тоже нам надо миру напоминать, но вот эти вот будулаки, они просто полностью нам все портят и ничего не дают. Просто лелш, они типичные члеш, буквушишь. هنا جخر شريعة قشوري هنا إسلامские государства и вот просто тугас, и они еще думают, что они спрячутся там за Джахаром, спрячут свою вот эту вот такие свою какую-то религиозную идеологию за этим, используя как бы Джахара, там вот эту нашу трагическую вот эту вот тему. И как бы за этим прятаться, там им идеи дают идеологи. И вот они используют это. По сути, они просто нам шедегой портить дешли, шмукуш, мас тумета гайдить деш, мас нахабе. Сундел Байра сказал вначале, и тем царь цаючный, и тем царь цаитич, цул дох давай, одолжение, церковь. Вот чеченскую тему они полностью басатюри имел халифатчики, шариатчики, исламизаторы. И чеченский тем царь бага полностью даю ахпари, чул дик, да диктатор царь, ночью полно. Шайнла, Лимпопо, шайнла, там, Уганда, Руанда, шанучия, лишь идеологии, цаич, на этих темах, короче. Как бы паразитировать лишь на Палестине, на Пакистане, что лучше гадать, иначе битен. Ти самолш, вой дат полутруп чеченского вот этого народа, на нем издевается цеде, что ты лабыля, чул дик, короче, чул да диктатор. Бывало там такое ощущение у людей, что они руководят государством, там такие политические деятели, что они в песочницу играют, они не замечают, понимаешь? Они по правде думают, что это, да, там имитацию в каком-нибудь форуме где-то там российское, организованное российскими
в кавычках, оппозиционерами, если они участвуют, то они считают, что они сумасшедшие там политические действия произвели. Совершенно не думают о том, что они дискредитируют политику нашего народа, вообще демонстрируют свое состояние, что они не суверенны, что восстановление государства, что они вместе с Россией там стремятся там остаться в рядах этих. В общем-то, удивительно. При этом почему-то говорят о нашей Конституции, используют наш флаг, там гимн звучит у них в начале передачи. В общем, издеваются над нашим государством оккупированным. Ну, я наблюдаю за многими людьми вот, в соцсетях, да, например, там, Facebook и так далее. Люди анонимны. Они поддерживают, например, вот эти всякие террористические движения, там, всяких Талибан, потом Хамас, Хизбуллах, исламский джихад, всякие вот эти вот прорусские или подрусские, или совместно с русскими, ну, хоть они и не русские, мне без разницы, террористические организации, что поддерживать, потом их куда-то там в угол, когда загоняют, они начинают закидывать чеченскую тему, чеченскую трагедию, Джахара Дудаева, чтобы от себя как бы, ну, очиститься, да, от вот этого. А по факту они они просто нас берут и ассоциируют с вот этим вот, извиняюсь за мусор, за натурализм, с этим дерьмом собачьим нас ассоциируют полностью. Шай Йоха, говорит, шай с открытыми забралами за свою идеологию выступает, кричат, чул она, чул он пьета, да, цацу. Вы от он проблемы, и я, да, целуешь. Ибраим, туам болушхайна тига хылма ой. Ногчи что, хылу. Ацугайна нохчиш дели дуаш тагат туам бяш хылы или демократи тагат туам бяш хылы. Сухайна, ногчи шантири гайсты был доборч, шен гайсты буй, такая международная проблема, как русский, вот и проблема, да, я был ногчи шантири. Не изам хасун, хо кинаша 96 год я отсул я дели дуаш тагат луштазершу, дел резво, дел лагда, ялс. Еще в конце концов шариат тагат бюльбел нагбар и могули. Ну, если ты имеешь в виду часть людей из сопротивления, которые уже на более поздний период войска, Бисенбол, да, их удалось убедить именно от идеологии, что. Хотя изначально Эрбил Нахбулин, Шамиль Басаев, вообще выходные цаир шварта с первой том дабельчу разница конференции, я считаю, высказываться минуты, даже уже в партизанскую войну там в Европе, например, что там баптистский, он считает, что признавается дворцу, и истории шуктунах, даже вич. Тем не менее,
всего Шамиля Басаева позиционируют как с выходной его ассоциируют. Хотя во время своего участия или уже как бы переформатирования он вообще почти активно вообще он динамичный. А сам что, как бы героически Лилингл, это до того, как он вот это вот преобразовался. Не, адуйцы крицу, хастерна, просто адуйч хольшот ах, на вука ура, и минори Закаеву, Масхадову, Удугову, Ишмелбеш, Дудаевн, Улях, Нагбу, Ишмелбеш, Тагна Шариат, Ючубу, Тавайдваш, Цейдваш, Дуалгуль, Коман, Агуштега, Вишбу, Делидваш, Тагот Булуш, Авая, какой-то демократии чудо. Хол ситуации. Ну, не смотря изначально Конституция, именно государственник, что мы именно قوم государственный حالات نرجع ديك داخل ديك قاني وقوما وزغاس قشن كور حل دولار تو كلا سويت ايدل كلا صار صداق تبيش صار وين جينا تسيديش دي بارتا هو ويسلين عندنا شادك شاكيرا دول شادك جن نخش قام إيش تنق حالات حدوخ مدو إز جخر دودا يفس إنك حباش ومسار إنك حباش именно قوم خارج демократически иншан выбор майвис جخر دودا هو دايل دوش تحوط تشو جخر دودا شمق طبعا بغداد غيري رازنا بابو إنشي شو نختار فيتهم شو نعيش ومجي دعبغتين دو ميقشي نسو صراحة تيش بوست ونوقع قينا غبون تسار أول شاش دي نوست تروي конституциям бу но шариат тиги qo'yvorsa типа tatsto o'qishanda shariat do'yach ish navg'ulda tsar ish аргументирует bu Дудаева в конце концов шариат еш хлацу в конце концов видишь мою яйца какой-то шариат ишь халдук. Да, Дудаев стана озвучивать, да на исташар ош. Дудаев си озвучивать, да что он шиннер кажа, квертелен шляпи, жуктеш шляп. Таван Дудаев и шариат, дюйч тол шариат, и хую хуш вообще дюйч молот. Из-за того нахчешь практиковать диндол, умный шлюйца шариат дубош. Инс хокер سلفيش شادك بدعة در باش دادن تا اشتات که پرهم دویچ مو اتیاد والله مزدود و دیش ویچ لا مزدن شو تا شکل حلا ایدن پا بدعة دستم دو دوت و اتیاد دیش إذا دوست بتأن اشتحلا قش شادك اشتوا إيمان دولش شرط لحوات وشور دو دايخ باش لا مزدن شو تا دو دیش это просто салафист que это вообще بدعة. Сам добавить до этого коротко. Около беш демократии ешбу какой-то, когда беш там удуга такая вот перечислить еще дельду что вот уж это поставил сравнение, как будто явно очевидно дал боги и за какой-то демократии. Вот вопрос неправильно дали. Царь дал бог дельду что вот уж больше. Царь на самом деле вот еще идеологию, которая уже столетиями разработана и идеализирована как инструмент, используется для порабощения народов. Сейчас захватите народ идеологию чутулой, чтобы она не сопротивлялась. Хокуза адия, дал Бог, что ему Бог, что любой закон чудяч, религия прикрываться, использовать идеологию. Демократия, и верование, и каждый разных верований членов. И из государственного закона подниматься еще от коман мало айтил и камбо демократии. Свободу лоцу демократию коман инструмент лоцу ши закон ша харжа ши правительство ша харжа и разные противовес вот то еще ты дал Бог дуа. Ты дал Бог биргал дуй хуш. Духал до
удать аудо. Это действительно дал Бог тут никто бы там дал ему, никто бы там не посмел бы, все четко понимали, дал Бога, дал лишь просто и да дейл дош ду бош прикрываться де специальность нахту нахтила беш шарахаться ду дейл дош да чунду алла бош использовать я хадаш ду поколение на айош тут и модейт бо да дейл дош скажем так карту достоверно дейл дош что вадинан дейл дош хричату на сомнения хряется. Но это оно уже тысячелетиями переписывается, подстраивается, как им надо. Понимаете? И разница. Поэтому сравнивать эти две вещи нельзя. Да, все. Сон агаря дел дуаши бусо бдиницига принципиально дац хандац принципиально итига дахвату угар кварт ал шуйош интерес игуй допустим не шадуалла долш итига дахвату таван хош блогер шму динчу дяч ца проблемы от десятилетиями динчу дяцца таким же образом снох чучуа систем дахвату нөтөр шмуй цер кварт ал шу дин تعال تعمل إذا راديكال شيء سكوت عشو ثنا ويقوم قام دوز تير جمش نقشو وشنا دوز دي خدو تخواتن دو تا اتكات نقشو شوشن تاع لوريات إمام تا خز دي تا يلسمني شي تا ورون عين شي تا يعيدو داخواتنا أسقوم ني عيدو يوقع كونفليكت ران اللي بوزن يرمي تاعتنا противостояние хрюцуна план хребов вспышка крю это ни для чего иного, кроме как сохранения конфликта и сами системы. Войцавы, махка. И конфликты ситуации создаться на юше чубак банхала, юше вахоша, разреши в перспективе на будущее. Хотя один вот делах тешь пеш цанец бабуш бачуш, особенно халбулаш буешь, бывший коммунист, красный мол наш бац, церь. Конфликтная ситуация сохраняется, если систем, но чисто и будет хуже. Сунат Афганистан хирует хуже. То есть та стабильнейшая шариат душ. И прекрасно раз Кремля у Амин мешбаться. Там есть еще другой фактор. Ну, в смысле, анисбах. Но вот это вот то, что там бывший на короткое время, во время вот этого становления, в смысле, российской власти на нашей территории после оккупации, первым премьер-министром там был на этой территории в оккупированный режим, когда устанавливался еще, Абрамов, по-моему, его фамилия была, там вот цитируется его высказывание, что скоро чеченцев не будет. Ну, в смысле, нет, чеченцы-то сами по себе там физически там тела эти будут, а вот духа вот этого чеченского больше не будет. И это вот Кошман, эта вот Кошман, да, да, Кошман, я все Абрамов, куда я понесло. Кошман, точно. Вот этот вот Кошман, вот такую вот фразу сказал. И вот этот вот момент, он присутствует, он реализуется, и его ни на один момент, ни на одну секунду вот эту программу реализовывать не прекращают. Они, вот эти вот институты религиозные, в смысле эти мечети, все это же звенья одной цепи. Вот эта программа, она реализуется. И вот этих эмиссаров, которые радикализируют нашу молодежь, даже в Европу вот так вот высылают там
поддерживают их финансово. Все это целенаправленно. Это звенья одной и той же цепи. Что там мечети строятся, что вот этих эмиссаров поддерживают, и все вот эти бороды, вот эти одеяния. Потом, не дай бог, какой-нибудь демократический там митинг или какие-то лозунги там рациональные будут. В этот момент обязательно какая-нибудь в черном одеянии на фотографиях должна там появиться какая-нибудь закутанная с чеченским знаменем неизвестная личность какая-нибудь сомнительная. Вот это все, это демонстрация того, что мы радикализированы, что мы, ну вот, чтобы отталкивать. Цивилизованные страны, чтобы подталкивать цивилизованные страны. Что? Создавать мнение о нас, о радикализации нашего общества. В смысле, оно и так радикализируется, но вот чтобы мнение создавалось еще покруче. Там те, кто в тени, туда те, кто молчит, это же основная масса людей. Они не радикализированы. А вот те, кто вылазит на сцену и демонстрирует там себя как представителя чеченского народа, он обязательно должен вот такого типа быть, радикализированный, там суперисламист, фундаменталист, желательно еще тупой, чтобы был. Я, кстати, процитирую этого Кошмана. Чеченцев скоро не будет, говорил Николай Кошман, будучи премьер-министром русского оккупационного режима в Чечении. В ответ на удивленные взоры присутствующих добавил: «Нет, люди будут, но они уже не будут чеченцами». То есть и политики, вот эта программа, она у них четко в силе, к сожалению. Ибраим, был. Суал гачу, я чоку групп чуа, постоянно кричер бях умхэсу. Раскиш бях бу, амелдает. Ну, масала Израиль халуут свой. Цер цаддицер дук, цер шеш критиковать бутер. Он я чу шеш тиквахил. Юм групп тамела угар интеллектуальный ю кричер гайш. А кучуа хагуштига кричер бях бу. На самом деле, вой бях бу имелдик. Вой садин лирда дюлдела, идин худут сахуш. Ю идин бехана, азгас киша, الدين الثاني ميادهم حدينو يهم وي إذا الدين بيحبوا المجر ده يحصل يعني شو بيحكوا وي دو ويا تهما بيرسن يهم هو يتسخوش يهم إذا تشات سرياش يهم تيشت ياش تعليقر بيرسن критически мышление تغلر يما يو главный проблем сюкхэч агас киш игил мигил иш просто симптом шпиять сюкхэч. Машвол, Чарльз, вы что-нибудь? Да, вот я как раз хотел добавить к тому, что Алт сказал в первый раз. Вот эти вот споры, дискуссии насчет того, что Дудаев хотел там шариат или Басаев хотел шариат, пусть даже они были супер осознанными, да, вот эти их желания установить шариат там и так далее. Я вообще не вижу смысла спорить на эту тему, хотели они, не хотели. Допустим, что они хотели, и это было на 100%, как бы они вообще там закончили какой-то египетский университет, 20 лет учились, знали, что такое шариат. Допустим, сегодня, по прошествии вот сколько, 20-30 лет, пусть каждый чеченец задастся двумя вопросами. Первый вопрос: Басаев, Дудаев, кто угодно, они могли ошибаться, то есть они
были погрешимы в этом или не были непогрешимы вот, в своих убеждениях? Они там могли ошибаться, да или нет, теоретически? Да, могли. Второй вопрос. Допустим, что вот я говорю, это было суперосознанно, это было правильное решение, вот, менять такую риторику, переходить на шариат, устанавливать шариат. Это было правильное решение сегодня по прошествии 30 лет. Пусть каждый себе ответит на эти два вопроса. Первое. Могли они ошибаться или нет? Второй вопрос. Было это правильно или нет? Все, и от этих вопросов отталкивайтесь. А сегодня просто нами пытаются манипулировать, вот этими уже погибшими, ушедшими в мир иной людьми, нами пытаются манипулировать, чтобы здесь и сейчас получить желаемый результат. Хотя, кто знает, если вы от этих двух вопросов оттолкнетесь, что если бы, может быть, Дудаев мог бы сегодня с могилы встать, он бы сказал бы, или Басаев, или кто угодно, он бы сказал бы, моих ошибок не повторяйте. Может быть, он хочет, наоборот, докричаться на нас, чтобы мы не повторяли его ошибок. Как раз-таки тут же мы обсуждаем ошибки наши, мы говорим, что нужно, какой бы он там герой великий не был, нужно говорить об его ошибках здесь, сейчас. Это потом, когда построим свободную страну, потом можно будет поставить там памятник, потом можно будет не обсуждать там его и так далее. Сейчас мы должны об этом говорить, об этих ошибках мы должны говорить. Это важно. Вот просто элементарно. Вспомните момент, где Валерия Новодворская разговаривает в 2008 году на «Эхо Москвы» с журналистом, и журналист задает вопрос, вот Валерий Новодворский, где Валерий Новодворский говорит, что Басаев был демократом изначально. И журналист говорит, а как же он так скатился к шариату? И Валерий Новодворский отвечает, скатился от великого отчаяния, видя, что Запад не помогает. И то есть это для него как бы трагедия была для Басаева, да, Валерий Новодворский имеет. Вот у меня вопрос просто к любому сегодня шариатчику, который там Басаева на аватарке ставит, да, который любит там Басаева, который говорит, что он за шариат воевал. И конкретно к розовым вот этим шариатчикам хочу обратиться. Вы согласны с формулировкой вот этого журналиста и с Валерием Новодворским? Вы согласны с тем, что Басаев скатился к этому, к шариату, скатился, вот буквально вот так и говорит. И это Валерий Новодворский также говорит, что он скатился. Или вы считаете, что это для него какой-то духовный подъем был, с Валерием Новодворским вы не согласны? Но если это для него какой-то духовный подъем был, что, как он произошел? В результате каких-то там позитивных изменений внутри него, они что, разве были у Басаева? Понимаете? Позитивные изменения внутри человека благодаря каким-то успехам происходят. Где они были? Это же явно, что Басаев просто, как есть говорить, он деградировал. Понимаете, он как загнанный зверь в лесу жил и все больше и больше радикализировался, деградировал. И поэтому он и садился на эти рельсы, что все сложилось бы по-другому, и его судьба, и судьба тысяч чеченцев. И сегодня в Сирии не было бы 1000 погибших чеченцев, если бы чеченцы изначально не встали бы на эти рельсы. Понимаете, если бы изначально нам Запад руку помощи протянул бы, то вот этот вот главный козырь русских о том, что весь мир против нас, все хотят нашей крови, как там сидел Закаев с Арби Бараевым рядом и вот это вот дичь втирал. Этот главный козырь не прошел бы, если бы нам помогли бы, потому что чеченцы от природы своей благодарные люди, мы помним добро. Понимаете? Если бы если бы нам Запад в свое время протянул бы руку помощи, этот главный козырь не прошел бы у русских, и нас не смогли бы радикализировать. Но это случилось, потому что мы один на один остались, и в такой ситуации легко было нас радикализировать. Вот поэтому сегодня вот эти дискуссии о том, Дудаев что хотел, там Басаев что хотел, я считаю, они вообще как бы неуместные, неправильные, потому что каждый из чеченец задастся вопросом, первое, могли ли они ошибаться, второй вопрос, было ли это правильно с политической точки зрения, было ли целесообразно переходить на шариат, устанавливать ислам с государства, когда весь мир, никто этого не делает. И все, и тогда вы поймете, что у вас нет вот этого морального долга перед Дудаевым там устанавливать шариат, понимаете, у вас нету, а им же внушили, что у них моральный долг перед вот муджахидами там и так далее. Нет этого морального долга. Все, кто погибал, они погибали ради свободы, ради мирного неба над головой. Понимаете, для нашего народа, ради будущего народа. Вот моральный долг. Если вы хотите, чтобы они там на том свете как-то были вами довольны, вот этим сегодня занимайтесь, устанавливайте, стройте наше государство на Конституцию 92 года, и будут вами довольны и Всевышний, и Дудаев, и Басаев, и все остальные. Ну, видишь, Чарльз, если взять
то, что ошибочно кто-то высказывался, или то если можно такую параллель провести с вот этим Ахматом Хаджи, где он сидит возле Басаева Шамиля, и Басаев дает там интервью и говорит, если надо, мы Москву захватим, Владивосток захватим, и никто нас на этом пути не остановит. Потом Ахмат Хаджи дает интервью зарубежным журналистам, где говорит, наша цель – это построить исламское государство. Наша конституция – это Коран. Потом залазит, вскарабкался на каток, встал и всех женщин там пособрал, говорит, чтобы, в такой ситуации мужья вообще слушать не надо, надо Аллаха слушать. У нас вот враг русский коварный, и все должны там на джихад, фарз айн, фарз кифая, туда-сюда выходить. То есть сначала этот человек пропагандирует вот такую позицию. Потом этот человек стоит через какое-то время там возле Пупкина, или в каком-то этом ихнем телевидении, там ему в лобовой вопрос задают, вы раньше призывали там русских убивать. Он там стоит, говорит, Владимир Владимирович все про меня знает. Потом он говорит на чеченском языке, что будь прокляты, кто этих русских даже любит. Потом его на бочку с порохом русские. Потом его сын говорит, я люблю Путина, меня позвонить достаточно из Кремля, и я сразу, чуть что, сразу в кусты. Так, на каком этапе, которому из них надо верить вот этим людям? И каким высказываниям мы должны следовать вот этих вот людей, например, если параллель провести. То есть, когда это пытаются зацепиться там за Дудаева, там, за других каких-то там политических деятелей, и параллель, вот для этих, за подрусских там, куда за них цепляться, где они правду говорят, а где неправду. Тут вот этот вопрос прозвучал, что самокритика там туда. Конечно, единственная, наверное, группа, которую мы критикуем, всех наших политических деятелей, себя критикуем. Я не видел, чтобы в других местах так критиковали, как здесь критикуют то, что в нашей среде происходило. Но при всем при этом говорить, что мы виноваты в собственном геноциде 1944 года, что мы виноваты в собственных 2 войнах, где на нас Россия напала, создала среди нас через свою литературу и сегодня через своих этих деятелей, построила нам сегодня 1500 мечетей. Конечно, если ты все эти условия создаешь, а теперь другой альтернативный вариант представь. Российская Федерация нормально демократическое европейского образца государства. Как Париж, там, как Франция возьми. Откуда бы у нас появлялись бы русские офицеры какие-то? Где бы нам радикальную литературу закидывали бы? Где бы нам 1500 мечетей строили? Где бы нам вот эти всякие похищения людей, все то, что у нас происходило? То есть, конечно, если нас оставить, мы не будем. Да, у нас есть вина в том, что то, что мы здесь и пропагандируем, что чеченский народ на протяжении всей своей истории, сколько он будет существовать, он должен бороться постоянно, не дать себя облапошить. Чтобы мы постоянно были начеку, чтобы мы сэмпли то, да? Значит, он дальше комментарий, Henstalers Lina i Wayucho, Johar Havian,
цунтата далхан яхин инцатханайца сопротивление яши волшвел хари цу и шарк дақиқич официально юаду алхуат мажуахет цун хугдер цун масхадин хыллак хдер адам тяху тардацер тергер дави вацер вот цун сопротивление хряцер und erche qomno maskhadu demokratu ta naha nuqa dunyan schmet nuqa ole moos ta adam ta halwaq yuaq ambosh khruqar el wa halwaq megal wa shuqal maskhadu halha yaqchi buqa ash maskhadu kharj buqa ash وين kha nushbar konstitutsiya tiqoyd nashi kadiravi yandarbiyevi maskhadu shi darja da'watna مسخادو كلها هريون конституция Хайлан цигах главное главное в государстве религия ислама уже лячту хитца и харж не мою хитцен так и тут такое масхаду он ничего себе хорошо тогда мне надо соответствовать оман луш хитцен моя цейла конституция стоит буга милор идигалси милор интербиевси оман фукш амши цонкшнаш дайса идош париси мелу европ мелу байнаш халюш дет ее дадюш елчхена один моду оман туду медуца уж махайся такой статья где говорится что религия отдельные государства чеченское государство это демократическое государство все по полочкам разложить джохос одобрить омну национальный конгресс одобрить хаджин омну конституцию мою таука хаос туда-сюда джохар дауак 100% масхадин сан гунха леркш так это бой сабоча ол джохос маолор шарк суд бахию джохос хихва шо шарк суд цесани qamiyadash за столом حقوش نقطو صبدي شو شو صدق تا بوصب ده بس خلبيش وقتو تك تا تنا حالو تجوهر شرط صدي شور جوهر بوصب بچاقي شور ولي تنا خلاجن 3 بورش كروش غوره هو كان كل حاطه دول بتاعش بيش так из дидаться جوهر надидер جوهر аудал خلاريق يشتغل جوهر خالص судя по всему حقوش صوت عايش كان شادك حطيل وبيش حقوقس مسادو شو مسادو شي بيات شي بلاش حاوي ان شتي هو كيتر وعايا كان كاستم خشي тут ему политик короче когда мастодон великая политика отец чеченской демократии подходит и Дигов говорит там Халитович Масхадов короче новая конституция Америка и тут уже пошла опять линия короче говоря в обратную сторону. Кстати, Ахахин должен дать где-то в интернете, там пишет кто-то, вот этот Идигов, он же занимал должность, у нас же 3 ветви власти, это исполнительная, законодательная и судебная. И вот Идигов, который с Яндарбиевым полностью подтасовал Конституцию, и под ключ, как бы, Масхаду уже Яндарбиев передал исламское государство, сейчас Юзин почал, Бусов почал, короче. Да, я лохом, представляешь, и после вот этого Идигов, который в законодательной власти, в ветви власти находится, он из-за там своих вот этих президентской кампании как бы вынудил правительство, чтобы ему и в правительстве должность министром дали, да? Министр иностранных. Полгода абсолютно на тормозах власти министерства. То есть в 2 ветвях власти человек, который про законы, конституцию сейчас нам говорит здесь, да, короче, антизаконно в 2 вообще ветвях власти одновременно как бы являлся вот этим чиновником, скажем. И там пишут, короче, вот за полгода абсолютно никакой деятельности на тормозах власти, интернет, что-то, интересная штука, вот буквально там сел. И это то ли сам Идигов, то ли его поклонники там, то ли что. Кто-то пишет, что он туда не подходил, потому что
представить могло, что есть. То есть вот это с Яндарбиевым они взяли государственная религия, исламские государства, им сюда передали вот эту вот бурду уже Масхадову, который там вынужден на себе из шкуры вылезать, чтобы доказывать, что сейчас кафир, вайцы, шабусал, буих, и ситуации создать. И здесь, когда ему там вопрос, там, ну не ему, а его там поклонникам кому-то задают вопрос, почему он туда в министерстве хотя бы себя не проявил Эльча, типа Масадов гнул шариатскую линию. Лицемерие, и вот это вот. И палбов, короче, ой. Вообще, постсоветские номенклатуры, паш номенклатура. Это вообще труба есть, а будущее очень. Иди в прохинде Уксанука самый такой ярый. И он ж Лелинда, он ж хинс в данный момент всех олцудан, это асламитша эфиричхина, закейлерг, камелдеш, хули. Шеш Лелинаг признает дин шеш Лелинин дал хашцу олцу преступление олцу. Уж признает дин войнис бол бух вой бухте ёбиш дикдарюш. Премьер-министр должность твоя вообще бош. Шадинаг яндербио си шадинаг. И нис хиячу и хинца ё и президиума из-за моя свой вообще я вой почалка. Из-за хили юма чутия инда. И умш дүйч ашука инса. Маршвол, он дико дари президиум бош дол дош дари ой пачалк юка. Алло, Сухази. Он дик хорошо. Президиум не было. У нас была чисто демократическая конституция. Вот. И этой должности вообще в истории политической жизни всех народов последних 200 лет со времен появления демократии на земле вот такой должности нет. Вот. Это Цаду, Шулгу, они все заражены одним. Ребята, не забывайте. Халкас, Бабл, абсолютно. Они все заражены идеей прихода к власти. Вот, и Кадырова, Дамавельня, ширил ситуацию, Кирлац, и период между царствия ухватить, чтобы сформировать свое правительство, чтобы выборы провести под своей эгидой. Единственная вот эта цель у них у всех. Больше у них цели нет. А вот эти вот словоблудия их, трескотня, то есть демократия, шариат, шарайсбал, больше батюш. Им Аллах не нужен. Демократия тем более не нужна. У них только вот эта идея, ребят. Вы не заблуждайтесь. Они не ошибаются. Вот они не ошибаются, они целенаправленно, каждая закаевская банда отдельно, Идиговская отдельно. Ну, Сараляпов был пекарь, он такой порядочный семенин, чей Дьюлковш Декашуй, вот, наш новый олигарх Тумсо Абдурахманов попытался его использовать в качестве знамени и создать свою собственную шарагу, но у него это не получилось. Вот, короче, политический небосклон у нас очень тусклый, к сожалению. İşte son, ребят. Söyleyelim. يا دم هر
نوخشي بتشاوق شادك شي دولاخي شوتو ديش دوق أميل قالوا دوخشم شا приемник Олсона преемственность власти дон шею бош а шуша законной властью кому хержин бош Хокари преступление шинчул я все орш ца власть я орш государственный преступник шбу. Но у них там семейный подряд, Ахьяд Игу Щич Девич ее была замужем за старшим братом Жахара, за Бекмарз. Вот на этом основании власти, что она у Жахара была, теперь мы должны Алла Дудаева из-за Юкия Хахош, вот, по поводу, без повода, там, апеллируя к ее имени, она порядочная, хорошая женщина, всю жизнь прожила нормально, верная своему мужу, но ее оставить в покое надо. И Бех, конечно, они ее туда закрутили, и семейный подряд, да, там Таифа, Муса тоже, потому что там Жахар Щичикан, вот он племянник, вот на этом основании он тоже Муса Бехмабила. Хорошо, я просто хотел уточнить, Элла, все пытаются прийти чтобы голосование было, выборы прошли в Чеченской Республике, к этому все ведут. Вот это было сказано сейчас. Я это в нескольких своих видеороликах расшифровал, в статьях расшифровал. Ситуация такая, вот как только закончится там лафа, рабовладельческая лафа этого Кадырова, будет пустота временно. Это называется период междуцарствия Алсу. Вот тот, кто оседлает вот этот период, тот сможет сформировать и выборы сформировать по своему усмотрению. Председатель избиркома Шеви Коттин, Зам Шпомш Шебер Шоттин. Как-то по-другому есть вариант, более хороший, идеальный смысл. А как по-другому, если... По-другому есть апробированный за последние 200 лет со времен Якобинской революции есть один апробированный метод, другого нету, вот один. Какой? В таких явно форс-мажорных ситуациях, когда народ на краю пропасти, вот, а мы давно уже на краю пропасти, формируют из известных людей там полуспонтанно, в общем, организационно формируют комитет национального спасения чеченского народа в данном случае. Не обязательно, что туда родственнику Али, Масада родственнику Али, по наследству. Ну, это может так на бумаге это хорошо звучит. Это получится как Дума российская там в 90-х. Середине. Нет, Дума, российская Дума совсем. Если к выборам подводит какая-то позиция, и если у этой позиции, есть какие-то силы, какие-то ресурсы, чтобы свою кандидатуру выдвинуть, разве это не есть более адекватный и... Ребята, не надо бояться неизвестности, надо бороться, надо штурмовать. Сдохнуть надо или победить надо. Вот у нас другого выбора нету. Или нормальную дорогу, если ты выбрал, вот на пути этом надо или умереть, сдохнуть, погибнуть, или достичь победы.
Не надо бояться, как это выйдет на бумаге. Не, ну, в том-то и дело, если мы какие-то большие, великие цели будем ставить, то это вот никуда, это как и сегодня, такая же ситуация будет продолжаться. Нужно конкретную цель поставить и ее добиваться. Реальную, реализуемую цель, которая в последующем будет как-то продвигать более... Сейчас на повестке дня одна цель. Прорваться к периоду между царствия, я вам объясняю. Захватить власть, временную власть. Цундел Маола Закаев как вот объясняет свои попытки. Да, я закончу. Ага. Вот он всегда говорит, вот, чтобы сохранить там преемственность власти, там, порядок, мы придем к власти временно, организуем выборы и уйдем бахцу. Он говорит, правильно говорит. Он придет к власти вот, в этот период между царствия, проведет инвентаризацию там всего, что осталось после разграблений, вот, наведет порядок по-своему. Вот, своих временно поставить, временных министров, временных там исполнителей, своих поставит обязательно. Вот, председателя избиркома своего поставит. Выборы будет проводить по-своему, своих кандидатов, большинство. Вот, и все, и уйдет в отставку красиво. Это каждый человек будет ставит на человека, которого он знает и на которого он может положиться. Он же не будет выбирать тех, кого он не знает, и тех, тем, каким он не уверен, которых он не знает и что они из себя представляют. Естественно, каждый будет, если он реально будет не напрямую выдвигать свою кандидатуру, а закулисную какую-то политику вести, чтобы контролировать. Что будет, что да, параллельно, вселенная, параллельно, реальность, что я не понял. Да. Я согласен, степ-бай-степ. Надо анализировать конкретно и хорошенько ситуацию, прежде чем что-то там предпринять. Я согласен с тем, что ты говоришь. Ибрахим, что для обсуждения не считаешь, шун уха тхон кузадол хальчи, даже если ситуация такой, хальчи какой-то Закаев нужен, Сыраляпов нужен, и Дигов нужен, и остальные. Вот дел мадатство в любой ситуации кич халдиш маду. Хорошо поиграли. Хорошо. Кира ахун уха нахчи по манхудиес. Сун üçte bezim Sun им Sun. А Путин я схорок так. Хэнс провокация, в случае такого ситуации, ситуацион бог. Шун обсужден, да, конечно. Ющики, але вообще хета шун. Хуз хокул халводжи мючо кема из-за, я как понял, гипотетически такое представление, что возможно вот такое развитие ситуации, что кефиры поверят политическим исламистам и принесут им никакие такие партии, блюдечки с голубой каемочкой. А? Не, вот вообще не хотелуется, как бы пусть халву хилдо канал, то, что здесь обсуждалось, но этот мир не допустит вот этого повторения ИГИЛ 2.0. И если кто-то это не понимает, как бы, я не думаю, что люди, сажимо грамотные люди, этого не цунахтич, боти, я не думаю. То есть люди это прекрасно, грамотные люди, это понимают. Единственное, куда отбить мировую общественность, как бы ее отпугнуть, все, и чеченский вопрос
после там переформатирования, после реформации там Русской Федерации, чтобы он оставался вот в рамках, ну как русские представляют, как бы русской вот этой конституции под русским сапогом, под русским сапогом. Да, более резко. Что он еще успехом было, что им запутать немножко. Но Запад тоже иногда любит экспериментировать, так что если вот такой эксперимент будет, я думаю, что, возможно, они это оставят эту инфекцию, а когда эта инфекция дойдет до них, тогда они будут как-то сопротивляться против инфекции. Ибрахим, это у Закаева в планах построить ИГИЛ или у кого это такие намерения? У полностью у вот этого джамаата, который сзади него находится, он у них в плену или они у него в плену, я не знаю, но вот эти вот все религиозные деятели, там, начиная Халимовы, там, Ахмадовы, Салтыхановы, там, и все остальные, все у них в планах построить вот это исламские государства. Ну, и Закаев сам говорит в своем Коран Суннат Тахват, это би'алош. Если ты хочешь ознакомиться, если ты официально хочешь ознакомиться с их концепцией, я тебе скину ссылку, Чечен Пресс, Низам 2002, их конституция. Можешь почитать и ознакомиться. Если просто самая беда от этого, это мнение Запада, что Закаев хочет построить. Когда последний раз кто-то из журналистов или каких-то западных коллег такой вопрос поднимал и задавал Закаеву? Вообще, есть можно проблема? Сабульдева, какой вопрос? Микрофон, Если такая проблема и опасность со стороны Запада существует, когда они об этом, когда это вообще поднималось? Какая проблема со стороны Запада? Со стороны Запада проблема. Что Закаев якобы собирается ИГИЛ построить. Об этом же речь, что Запад именно Запад, глазами Запада это будет очень, очень плохо, и они не будут это приветствовать, и это, естественно, они будут это сильно против. Но Запад вообще всерьез никакой ИГИЛ не воспринимает и не будет воспринимать. В том-то и проблема все. То, что нам даже исламское государство не будет принимать. Да, то, что нам Курочкины показывают вам здесь. Нет, значит, этой проблемы нету, значит, получается, я не могу понять. Ибрахим, совесть толерантности. Нет, проблемы политических исламистов у Запада нету. То есть есть она, но в формате того, что Запад построит политическим исламистам плацдарм, чтобы установить там ИГИЛ 2.0. Вот такой проблемы ни один вменяемый западный политик он не рассматривает вообще ни в каком формате. Еще, если, допустим, тот же Закаев, говоря на чеченском языке, нам на украинских каналах или на тех же каналах добрых русских говорит, мы как демократическое государство ни на букву закона не сходили и не собираемся сходить. Если он нам ведет двойную игру, то Запад далеко не дурак. Это доказала Япония, когда они туда заслали своих представителей, эмиссаров, попытки снять с них какие-то монеты в поддержку демократии. Если тут Закаев со своего колхоза думает, что он обманывает и чеченцев, и Запад, он глубоко ошибается. Запад видит его насквозь. Проблема в том, что обманываются те, кто готов обманываться. Допустим, те же украинские некоторые масс-медиа и те же некоторые хорошие русские. У него как бы две карты. Вот одна карта у него такая вот модная, как бы он в пиджаке и демократии 5-10, другая карта у него там стоят за спиной наши вот эти вот, короче говоря, мусульмане.
Вот в чем проблема. А вопрос к нему со стороны Запада и не ставится, потому что Запад его видит насквозь, Запад видит его бэкграунд, которого он там исполнял и до сих пор продолжает исполнять. У Запада к нему никакого интереса нет. Он думает, что он там обманывает Запад. Украинские, пророссийские берут у него интервью всегда, пророссийские, но сейчас телеканалы берут у него интервью, а не берут Порошенко, каналы никогда у него интервью не брали и не берут у него. Все правильно, но дело в том, что там есть такой момент, когда не то, что ему помогут сделать, или там народ там, в общем, втянут в это исламское, а дело в том, что просто нашей нации никто не будет интересоваться нашими проблемами. Никто вместо нас, нам государство строить не будет. Вот в этом цель вот этого всего, вот этой каши. Это очевидно, это естественно, эти иллюзии эти нужно забыть, что кто-то по любви что-то будет делать. Как и я-то говорю, что вот эти на мельницу льют российских интересов и Мадур царь Дешберг. Весь смысл, квинтэссенция всей работы этой. Вся политика, которая ведется с западными партнерами, западными представителями, там я не говорю, что не знаю, с президентами всех стран, но какие-то как-то колесо движется в каком-то вроде позитивном направлении, я не могу сказать, что в каком-то негативном. Но и там никакой политики, там как в кулуарах каких-то там заседают. Какая политика? На международном уровне ничего не происходит. А здесь тут в Украине там какие-то имитации там, движений, телодвижения. А то, что там отдельные поездки куда-то там в Японию, где им говорят, что у нас демократическое государство. Что в Японии, Юра, я не понял, что в Японии случилось? В Японию поехал шахматист, в смысле Васюки строит. И там ему сказали, что четко и ясно, что у нас демократическое государство. А это о чем говорит? Не, это в смысле в противовес тому, что он что-то сказал. Объясните, нормально объясните, step by step. Он поехал туда, чтобы японцы поддержали, скажем, молодое, нарождающее будущее чеченское государство, то есть попросить каких-то денег. Японцы сказали: у вас исламское государство, и пусть вам ваш мусульманский мир помогает. Мы демократическое государство. Это так было сказано? Есть такая, в смысле, где-то есть такая... Тесла, ты же понимаешь японский. Это где-то есть такая запись, видео, что вот так это было сказано. В смысле, и вот короче, он порожний приехал. Есть ответ этого. Мы не знаем, какой вопрос они задавали, то есть, но есть ответ вот этого японца. Там он говорит, что он демократический. Зачем он говорит им, что они демократические? В чем здесь мусульмане? Сказать, что мы демократические и что нам, пускай вам помогают и исламские, это же совсем разные абсолютно вещи. В смысле, как разные вещи? Нет, сказать, мы демократическая страна, государство. Да, я принципиально сейчас залезу, посмотрю, что реально. Вот это, да, другой разговор. И опять же, в смысле, никакая страна, куда бы ни поехали, с кем бы ни пытались наладить контакт, просто так ничего не будет делать, помогать. Есть здесь работа, единственное, это в налаживании контактов и поиске каких-то общих целей, каких-то возможных целей, которые будут. Только вот такая работа идет. Вот в смысле. Свободно что? С кем идет такая работа? У кого? Со всеми, куда, с кем встречаются, куда ездят. То, что в Японии им, там, не знаю, миллиарды не дали или что-то еще, там, не знаю, этого и не ожидалось. Была поездка наладить контакты и познакомиться, и
потенциально какие-то искать шансы в Для интересах. чего? Для В чего? интересах Интерес какой? того, что делает. Да. Подожди. Первоначальный интерес вот этого джамаата, он в чем заключается? Какого джамаата? Закаев, Халимов, Ахмадов, Салтыханов, Артаханов. Подожди минутку. Милура. Подожди Ты минутку. Подожди минутку. Степ-бай-степ. У них есть официальный ресурс, Чечен пресс называется. То есть вот эта вся компания имеет официальный пресс, скажем так, релиз, ресурс, где Да, они я видел. Вот и в этой самой Чечен прессе есть все это, что дозволено Аллахом, не дозволено, гуняды, джихад, массум, да, ты споришь там ни о чем. Нет, я в том-то и дело. Я посмотрю, аналдать, вот, кинь мне ссылку, вместо того, что я просто видел, у меня совсем другая... Не играет значения, что ты видел. Они устроили в этой Швеции круглый стол, и у них на их официальном сайте все написано, что тебе Ибрагим говорит. Японцы могут прочесть там с гуглом переводчиком, и все могут прочесть. Там все это написано. То есть просто хайшчан улошун. Возможно, его я не спорю, может быть, я что-то пропустил. Но с другой стороны, то, что я сейчас просто свою информацию, наоборот, как раз таки о том, что речь идет со стороны Закаева, чтобы мы не наступали на те же грабли, на которые наступили после Первой войны. Именно касательно религиозного вопроса и экстремизма. Хаджа, ты не в курсе. Еще один момент. Если бы Закаев был сторонником какого-то ислама и шариата... Свободно что? Степ by step. Ты или в дурочку играешь, или вообще ты не в курсе, что здесь происходит, понимаешь? Да. Ты сейчас мне объясняешь человеку, который был представителем этого джамаата здесь, в Австрии, который считал, что они стоят на этих позициях государственности и демократии, и как дебил здесь их популяризировал, ходил, да? Ты сейчас мне это все рассказываешь, что ли? Я не могу понять, в чем сейчас ты вот послушай, вот смотри, в дальнейшем по мере развития, я тебя сейчас выключу, ты не слушаешь, я тебе объясняю, что происходит. В дальнейшем по мере развития нашего самосознания становилось необходимым приведение основного закона государства в полное соответствие с нормами ислама. Эта работа проводилась в 94-м, 95-м, 8-м, 9-м. С начала Второй войны над проведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисуль Шура. Понимаешь, вот дальше я тебе читаю. Я тебе свободно перебивать, я тебе объясняю. Был внесен ряд изменений, дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Группы людей в кустах, в скобках. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Тем самым мы вышли к логическому завершению правовых реформ, начатых еще Джохаром Дудаевым. Ты понимаешь, что это за позиция? Это что ты прочитал? Конституцию Закаева, 2002 год. Конституцию Закаева? Ибрагим, новичок. Что он опирает? Если бы, у меня просто один тоже вопрос. Если бы Закаев ты видишь, что не послушал, и либо я ты... слушаю до конца. я тебе же говорю, был внесен ряд изменений и дополнений. Давайте выслушивать. Был внесен, да, был в истории. Закончить. Был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит:
Чеченская республика Ичкерия – суверенное независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Тем самым мы вышли к логическому завершению реформ, начатых Джохар Дудаевым. Ты не понимаешь, что ли? Понимаю я его, в смысле, то, что ты мне прочитал. Юрабас, это кем было принято, это вот эта конституция, это поправки, кем это было принято? И это Закаевская конституция, это он ее принял и вот эти законы, поправки ввел? Или да он какая все-таки разница, продолжил, или он какая разница, кто ту принял? борьбу, которая велась? Продолжил Багдади эту борьбу, когда Хамзат Битюкаев делал байат Багдади, понимаешь? Если ты всю цепочку хочешь, я тебе всю цепочку разложу. Закаев забуксовал на 2002-м. Ему надо было по Корану и Сунне идти к 2007-му и принять уже докку эмиром. Потому что по Корану и Сунне эмир может быть, и по Корану и Сунне может быть Эмират Кавказ. А дальше по Корану и Сунне, если провозглашен халифат с курейшитом во главе, то все мусульмане обязаны сделать байат. Все, закончено. Вот то, что как раз таки, то, что он был против этого, категорически этого халифата и выступил против этого, это о чем-нибудь говорит? Кто выступил против? Конечно, конечно, говорит. Спокойно говорите. Он имеет в виду вот это против Имарата, что выступил. Да, да. Если бы он был реальным сторонником и желал построить ИГИЛ и так далее. Тогда... Я тебе объясняю. Дело в том, что Имарат Кавказ – это террористическая уже организация, как бы в глазах мировой общественности. И это уже человеку, проживающему в Европе, он не может как бы за это топить. Поэтому он не виновен как бы в том, что он же объяснил всем вот этим деятелям религиозным своим, что он как бы на позиции Корана и Сунны просто надо правильно такие делать с кефирами. А сидя в Европе, как он может принять Эмират Кавказ? Его сразу, за шкирку возьмут. Ты что, не понимаешь? Степ-бай-степ. У меня вот тебе вопрос. В 94 году смогли бы вот сразу взять и Имарат объявить в Ичкерии? Просто ему надо... Ему надо правильно объяснить то, что здесь происходит, потому что он вообще, видно... Я сразу не ответил. Я не знаю, могли бы или нет. Степ-бай-степ. Знаешь, это что, вот я просто хочу объяснять. Да. Для этого нужно было создать почву. Вот такие, как Закаев и Дигов, создали почву. А то, что он потом сказал, я это не поддерживаю, то, что он начал хорошего, белого, розового, пушистого начал играть, это называется умыть руки. Понимаешь? Он начал умывать руки. Вот и все. А то, что он к этому подвел тысячи таких чеченских ребят, такие как Архип Бараев, которых он... Ты видел видео, где он стоит и радикализирует? Он создал почву для строительства Имарата Кавказ? Ты видел видео, где он говорит, что весь мир нас ненавидит? Давайте фокусироваться. Он и такие, как он, не без его это. Мы сейчас размываемся. На разные периоды. Это не играет значения... Да, конкретных решений. Вот сейчас, в данный момент, степ-бай-степ, в данный вот момент исторический, в котором мы сейчас находимся, закаевцы собрались в Швеции вместе со всеми этими джааматами, которых Ибраим называет, собрались и сказали, заключили прямо с видео, с подписями, со всей явкой повинной, что они по Корану и Сунне на вот этом с 2002 года Джаматовском соглашении по Корану и Сунне. То есть они сами, это не мы тебе говорим, у них есть и видео, да, это несколько лет назад было, да? В каком году? Да, перед вот этой украинской войной. Они там собрались в Швеции, там много ваххабистов к ним приехало. Во время украинской войны уже? Нет. Шведский стол был до... Ибраим, когда был шведский стол? Был осенью 22-го, не ошибаюсь.
Шведский стол. В 22 году, Шведский когда стол была был, война, Дайте Ибраиму сказать, он в курсе. шведский Ибраим, стол да. был и до, и после. То есть в Швеции собрались и сказали, то есть это не мы, не понимаешь, нельзя нам никак приписать, что мы Закаеву обвиняем в шариатизме там или они сами Нет, это говорят, Тесла, и в своем Тесла, официальном ресурсе пишут, Тесла. Вот смотри, еще издержки из их конституции. 2 условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков. Подготовка и джихад на пути Аллаха. Призыв к исламу, повеление одобряемого, запрещение недозволенного, оберегание исцеления общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль-Шура, правительства, а также всех мусульман. То понимаешь, есть я не пойму, что здесь непонятно. эти неверные, они какие-то мазохисты должны быть. Читая весь этот бред, Это Закаев продолжил и поддержал ту конституцию, которая была написана, да? Это как я понял. Он Степ бай степ. Можно вопрос задать? То, что была конституция, он продолжил этот путь, который был, или надо было отказаться от полностью всех там законов и что-то другое создать. Степ бай степ, зачем ему чего-то отказаться? У нас есть законная своя конституция, в которой так и написано, что эту конституцию нельзя менять, ее только референдумом можно менять. То есть он может просто раз и вернуться на законные основания, которые были приняты первой конституции, где не упоминаются никакие шариаты, Кораны. Просто так. Но он этого не сделал в силу, я не знаю, вот как Ибраим сказал, там, то ли его в плену держит, то ли он других в плену держит. Да, в общем-то, это не важно. Мы не можем там, у нас нет времени заниматься расследованием мотивов Закаева. Зачем он с этой исламской, не знаю, не слезает. Ну пусть не слезает, но он не должен тогда представлять чеченское государство. Он к этому отношения никакого. Он должен представлять каких-то, я не знаю, какое-то исламское, халифатское режим. Тогда у меня один другой вопрос. А есть, интересно, какие-то данные или предпосылки, когда, возможно, будет Чеченская республика деоккупирована и свою независимость она когда получит? Какие-нибудь ни у нас, ни у него, ни у кого-то третьего этого нету. Но когда ты будешь говорить вот это, делать такие Западу с этим шариатом и этим, то ты отдаляешь вот эту и так эфемерную, призрачную надежду. Ну вот Закаев еще вот с того, что мы начинали, как раз таки я поэтому говорю, когда это было дай заканчивать. Последний раз это обсуждалось. Дай фразу закончить. Он вот так с размахом футбольным таким киком, короче, отправляет ее еще дальше, понимаешь? Они вредят. Вот все эти жааматы в Европе, там, что Бартмаш, что Закаев, они не просто страшно вредят вот этими. Вот, они ведут народ на следующие грабли. То есть опять на грабли, исламские грабли, опять исламские грабли, опять исламские. Относительно Европы и помощи, которая, возможно, от Европы была бы. И жду об этом. Конечно. Но когда тогда вот эта проблема и обсуждалась, поднималась, это вот эта беда и имела место, чтобы ее можно было вот увидеть и оценить, что это да, вот так это реально на самом деле. Не, степ by step. Вот смотри, ты вроде нормальный, разумный человек, как бы грамотный, ну, вроде по разговору, да? Чтобы наше государство сегодня, в 21 веке, его вернуть, и вообще после вот этой деоккупации, вообще, чтобы мы во всем этом цивилизованном мире являлись там субъектом международного права, нам же надо с этими государствами всего мира как бы содействовать, иметь отношения. Или ты же понимаешь, что Афганистан это не вариант для нашего народа? Конечно, да, естественно, да. Ну, чтобы с этим миром сосуществовать, нам нужно признание этого мира и работать с этим миром. Ну, понимаешь? вот я поэтому вот эта работа как раз об этом вроде ведется по мере возможности или нет? Ну она, в том-то и дело, что она ведется именно в обратном направлении. Всему миру хотят показать, что мы строим исламское государство. То есть этот мир
Если ты и я будем сидеть и сейчас поддакивать, что вот эти джамааты, они являются представителями нашего государства, конечно, этот мир еще дальше нас когда-нибудь самый крайний угол, самый пыльный оттолкнет вот так вот, небрежно. И мы будем там находиться. Вот это же и происходит здесь. Поэтому мы всеми путями, наше общество должно, наоборот, абстрагироваться от всех политических исламистов. И мы должны сформировать гражданское общество, которое Конечно, будет да. работать с Государственного международным ислама не институтом. должно быть в речи там, с диалогом с европейскими. Но поэтому я говорю, а где это имеет место или имело место, когда это вот эта проблема вот так поднималась и мешала работе и мешала интересам? Я объясню тебе. То есть, по-твоему, Закаев в работе с кефирами должен вот эту, как бы, такие делать им, не говорить им, что он за шариат и Коран и Сунна. То есть он должен такие... А такие тупые европейцы не могут просто залезть на его сайт и прочитать вот весь этот шариатский бред. То есть ты недооцениваешь как-то этих европейцев. Мне кажется, что люди наоборот, они обидятся, оценивают... что их за идиотов держат. Ну, мне кажется, что люди оценивают не то, что в интернете где-то можно найти, а когда встречаются и обсуждают какие-то вещи, и находят общий язык или не находят общий язык. Вот по этим. И как сейчас про Японию было сказано, в конце концов, как я понял, они просто сказали, что мы демократы. Никакой больше проблемы там вроде не было. То вы не демократы, они сказали. Они сейчас удалили это видео, кстати. Это явка с повинной со своего сайта. Вы не демократы, они сказали? А как еще, как сказали? Step by step, по интернету ходишь, ты читаешь, ты Низам Закаева читал хотя бы раз в жизни, взял его, почитай, и у тебя вопросы исчезнут. В Японии, японцы со своей прямотой просто сказали прямо в глаза, что они, как народ, как государство, демократическое, где есть свободное гражданство, свобода слова и тому подобное, что мы с вами не можем иметь никаких отношений, потому что вы ислам строите. Да. Вам лучше, японцы так сказали, вам лучше обратиться к своим братьям, мусульманам. Вот так прямо ему и сказали. Я понимаю, каждый из нас может задавать бесконечно вопросы. Нет, правильно, нужно проверять. Я постараюсь найти вот это. Но ты на эти вопросы, ты ответы-то не слушаешь от людей, ты просто снова занимаешься этой тавтологией. Перекручиваешь, задаешь тот же самый вопрос снова и заново. Так зайди и проверь. Почитай Низам. Низам почитай. А почему ты этого не видел? Ты вчера родился. С Японии видел. Я все видео, которые мог найти, я видел. Но вот этого заявления я не нашел. Сейчас, если у вас есть возможность мне ссылку писать, я с удовольствием посмотрю. У нас нет возможности. У тебя есть, как у нас интернет, у тебя есть такая же голова, как у нас на плечах. Поищи, пожалуйста. Перепалку, пожалуйста. Вот смотри, step by step. Тебя смущает? У меня такое ощущение. Просто мы не должны додумывать, не надо. Нам нужно просто... Нет, он же говорит, что он видел это все, что было в Японии. Он, видимо, видел этот ролик. И он знает, что его уже убрали с сайта этого. То, что вы говорите, я не видел это. Опять же, нет, ты что мог видеть в Японии, что произошло? Еще ролики какие-то другие были? Это только ролик вот этот был. Роликов из Юга, я опять же говорю, я не видел, и не надо... Но этот ролик, не важно, мы до этого ролика доходить не должны, просто чтобы понять идеологию вот этого человека, чего он вообще хочет, чего он придерживается. Ты согласен с вот этой конституцией ихней, которую в кустах там они собрали, в которой сказано, что Чеченская республика, отныне исламское государство,
и что это является самоопределением чеченского народа, и что отныне в государстве является, властью является не народ, а Коран и Сунна. Тебе это нормально подходит или нет? Я согласен с реальными действиями, с работой, которая ведется в интересах независимости Чеченской Республики Ичкерия. То, что я вижу и могу оценить, вот с этим я согласен, с работой. А то, что президенты, которых сейчас что-то отказываются... Смотри, если ты за любой хипиш, кроме голодовки, то, конечно, ты можешь за любую движуху, за любую именно это я и сказал, опять. Да, за любую движуху, за любой какой-то за любую активность, за любое какое-то движение там, но он чеченцы во Франции напали там. Я именно и это тоже сказал, Да. Там в Сирии, видите, наши тоже нормально, мужественно себя показывают. Уже мы мужественно там себя показываем. Если ты вот таким форматом, тебя устраивает такой формат, это понятно. Если же ты сторонник чеченского независимого государства, чтобы нас во всем мире признали субъектом международного права, чтобы русских привлекли к ответственности за все преступления, то есть чтобы у нашего народа какое-то будущее было, то как ты можешь быть за вот эти вот все преступные движения? Из Мадуи, значит, ты чисто за шариат топишь, и нас здесь дураками считают. Если бы была политика, если они встречались бы вот там с Афганистаном, с талибами, да зачем мне твои встречался ты? Вот это ты я сейчас могу и сказать, что давай я тогда против сейчас этого. приведи тогда Багдади здесь, поведи, давайте вот за чеченский народ будет встречаться Багдади сейчас. И его будут там встречать где-то. И что тебе подходит? Тебе эта система подходит? Я сказал, если бы сейчас правительство встречалось бы именно с талибами, с Аль-Каидой, вот ездило только в Афганистан, там, в Сирию, я бы против этой политики был бы против. Но я, который вижу политику, которая ведется, и работу, которая ведется, эту я работу поддерживаю. Вот можно и задать все. вопрос? Все просто. Какая разница, с кем они встречают? Так откровенно, если он откровенно так будет вести себя в Афганистан, поедет и так далее, то он чеченский народ же не сможет обмануть даже 5 минут. А так можно обманывать еще там год, 2, а может и 3. Понимаешь? А то, что ты там прикидываешься таким неинформированным, все ты знаешь, а вот когда касается таких вседоступных документов, ты совершенно не в курсе. Что, на необитаемом острове живешь, что ли? Изолирован, что ли? Можно? Прямо сейчас во время беседы можешь заглянуть и посмотреть в их сайте. Если тебя это не смущает, если тебя не смущает, что нам хотят тут исламское государство установить, второй Афганистан, или ИГИЛ 2.0, то тогда, конечно, флаг тебе в руки. Конечно, я очень против этого. Кто это делает, я буду против этой политики. Естественно, я против такой работы. Хазна, куда про это пресловутое видео, которое у них на сайте висело, когда у них так называемый министр поехал в Японию. Она у них это видео, представляете, висело там несколько недель. На год повесили у себя на сайте. До тех пор, пока мы здесь не начали трубить про это видео и рассказывать людям, что на этом видео на самом деле происходит. Стали говорить, что вот так и так говорят японцы этому человеку, что это японцы просто показали рукой на дверь. Вот тогда они убрали.
А вот тогда они убрали это видео, когда мы в эту ложь ихнюю, да, стали комментировать. Ну, а когда вы это обсуждали, вы ссылку на это видео же давали, значит, ссылка должна быть. Нет? Я тогда хотя Ну бы... там, видишь, что это? Они еще послали туда вот этого гроссмейстера розового и пушистого, который весь из себя демократ, да, который шахматист. Понимаешь? Вот это джамаат, они его туда посылают, как бы шахматиста примут там, например, если туда Ахмадова или Халимова, или вот этих вот сзади сидящих, заправляющих, вот этих серых кардиналов. Если бы их бы они послали бы, серых кардиналов, там бы им бы вообще визы не дали бы. А тут весь из себя, короче, розовый пушистый, или все. Конечно, Ибрагим владеет английским языком, интеллигент. Они вот послали вот такого человека, якобы, послали в шикарную фирму, то есть. Но японцы-то не первый день живут на этой планете. Съели много соли, пуда, сразу выяснили, что за человек. Да и до этого, когда он до этого даже не приехал, они знают, чем здесь Закаев занимается, какую они политику ведут. Как Тесла давеча сказал, что европейцы прекрасно все видят и понимают. Да, Закаев и его команда может обмануть наш народ вот этим красивым. Ему даже крест нацепили там. Ну вот это сейчас о кресте будет разговор, значит, да? Вот почему... Подождите. Мы тебе говорим, как в этой пьесе, когда мальчик сказал, а король-то голый. Вот мы на это видео показали, что это видео вот такое. Вот тот же самый случай. Как Фараму тебе говорит, мы живем в 21 веке, у тебя есть интернет, электричество под рукой. Подключись к интернету, почитай о духах. А орден и вот это на медаль они дали, значит, знак оскорбления, чтобы оскорбить, или какой это был посыл, когда они... Подождите, есть еще покруче, где вот этот Закаев, там вот этот князь, вот этот усатый, который у него генеральным прокурором в их джамате, они разговаривают с этим Жалимусом, то есть конституционным судьей этого, литовским. И там уже он просто вот этому Жалимусу прямо директ в глаза возражает. То есть мы за шариат Божий. И то он степ-бай-степ. Сунгина и видео, вот это самое, которое, да, это, где Закаев его мог же быть каким-то, наверное, опять же, супер каким-то интеллектуально подойти, но в данном случае он, насколько я могу судить субъективно со своей стороны, он защитил просто свою позицию относительно своей религии и религии, которые большинство чеченцев придерживаются. Вот он защитил как мог и очистил, постарался очистить от той грязи, которую приписывали. Собор-дела. Вот как раз иудухи, короче, они заняты не судьбой чеченского народа, не судьбой чеченского государства. Для них главное, вот мейнстрим для них защитить ислам. Понимаешь? Вот его. Вот это видео, вот это интервью. Логично. Собор-дела. Я тебе дам высказаться. Собор-дела. Мы пришли к логическому выводу, о котором мы тебе уже тут целый час долдоним, что Закаев занят какой-то защитой ислама от кефиров, в данном случае от кефира Джалимуса. Согласен? Что защита? Я сказал, что он защитил и свою веру и постарался объяснить, насколько ее испачкали в грязи. Вот с этим я это я сказал. То есть он преследует цель защищать испачканный ислам, так? Но если полагать, что это видео за несколько лет, это вот это одно видео, где он высказался, если это считать, что вот это его радикальная позиция и каждодневная, то
Степ by степ. Есть Саудовская Аравия и король Бен Салман с бюджетом военным, сколько там у него, 80 миллиардов долларов или 100 миллиардов долларов, и с огромным влиянием. И он вот есть кому защитить ислам. Не за Каеву это нужно делать. Ты не согласен? Не ислам, он свою веру защитил. И веру, которой придерживаются большинство чеченцев. Вот и все. Он постарался это объяснить и рассказать, что очень сильно испачкали, как могли, чтобы дискредитировать. Вот то, что было сказано. Он каждый день это делает и защищает. Степ by степ. Ты что у них там? Ты у них идеолог там, что ли? Я не помню. Адекватные вопросы мы сейчас дискутируем. Сначала вроде я... Вот ты такие вещи говоришь идеологические, как будто бы ты толкаешь Закаева на эту защиту шариата ислама. Я хочу увидеть, вот я попросил, который видео, Степ, подожди. Увидеть, если есть знания, я объективно оценю и приму свою то, что я был неправ. Степ. Ибрагим, ты заметил, что вначале он говорил, что Закаев с этими западными, когда говорит, он никогда это не использует. Сейчас я сказал, поэтому... Спустя час назад, оказывается, он занят защитой и отмыванием ислама. Да, он еще в таком формате говорит, Тесла, как будто бы он у них там вообще, как будто бы Закаев у него в плену, да? Хорошо, я понял. Подождите одну секунду. Там кто-то нападает. Я хочу ему просто объяснить, что вот это такие, где он учился, мы там ему ехали, да, еще, что это иди он там кефиром западным всяким, и их вокруг пальца, вокруг за нос обводите там. Мы здесь прекрасно знаем эту идеологию и ваши вот эти вот штучки всякие там, за Ичкерия прятаться, за политикой, там что-то он делает активно. Это вообще, он надеется маха еще идеологии, еще такие вещи, и в халифате, что идеологии, и диндахват, и Коран, сунна, он закиевич, он хуются вообще, и шариат, и халифат. Речь идет о том, что кто-то нападает на эту религию, чтобы ее защищать. Кто говорит, мусульмане, прекратите быть мусульманами? Кто говорит? Это у нас вот проблема, у чеченцев проблема в том, что мы хотим ее убрать демократические институты и поставить во главе нашего государства какую-то муджлисуль-шуру. И руководит этим движением вот этот вот хваленный вот этот Закаев. И вот, вот этот вот товарищ, который не знаком с этим низамом, он что хочет доказать? Ну, пойди почитай низам, потом придешь и объяснишь нам, что там есть какая-то логика, какая-то там. А там такие заниматься. Зачем нас обманывать там? Вон где-то вы там пытаетесь кого-то обмануть. Думаете, что вы кого-то обманываете. Там насквозь видно, как ребенок перед родителями там пытается что-то обмануть. А гокол тиха дерга халга дерга гамаго родитель. Ишь, как школьник нашкодивший. Параму это один довод. А другой довод, Аялитлуш. Оказывается, мы за час дискуссии узнали, что все-таки Закаев защищает свой ислам. А нам нужен человек, который будет защищать национальные интересы чеченского народа. Нет, именно поэтому я говорю, на религию кто-то нападает, что ли? Кто-то этот ислам атакует, что ли? Просто Жалимов сказал, что во главу... Жалимов атакует, оказывается. Да. Он просто говорит, если вы будете строить исламское государство, то мировое сообщество от вас отвернется. Ну, он так более красиво это сказал, сформулировал. Я примитивно сейчас объясняю его слова.
А этот начал ему говорить там, типа того, что там... шариат он тоже раскритиковал, что шариат это вообще... О каких законах можно говорить, если там... Если шариат. Шариат это незаконные. Никакие законы там уже... Это уже никаких следствий, никакие там институты не работают, другие. Как вы решаете там, как в 7 веке? Чеченский народ мечтает, Барсу, о шариате. Вот смотрите, вот этот человек зашел, он нас за дебилов считает. В военном прекрасном махае есть. Отцу, короче, и он дuyuч, давным-давно ознакомиться, один хилма ези, еще был отвуртать. Да ладно, ой, аудулхич, а не он там встречается с кем-то, там ведет вот эту деятельность. То есть, чтобы свою вот эту идеологию, ее распространить. Инсгуан, еще йол имаду садоки это. Еще йол чен потенциал еще вот активный там выстрел рехтер, еще прогнать рехтер. Ишт и ночью прогнать реш бавари, уж массу метада, как этот шариат, как вот это. Вот фулдок мадацера, любой жук ты что нам мастер-класс будет рехой, да? Нет, от стих им полностью. Чуть-чуть халца боула хош, да? И бурда и ты его сейчас ковырни, он вообще его юху, да, он поплывет. Расшан юшек духцу дюцек дерцер дюцек гилев нега. Возможно, там целенаправленно, возможно, по правде человек там не особо сведущий, но по его манере говорить ощущается, что он грамотный человек и логически рассуждает, и делает вид, что логически рассуждает, уводит в сторону тебя и создает для публики видимость того, что он там отстаивает какую-то точку зрения, а фактически просто демонстрирует это, но он понимает, что он невозможно отстоять это ложь, но он сымитировал вот эту сцену для третьих лиц, не для нас и не для себя, а вот попытался, да. Там та же самая такие, только там эпизодическая такая. Вот здесь, мы уже здесь вообще, я не знаю, уже орден хайх напоен, да? Уже нам задолбало это, повторять им снова и снова. Вообще это такие, ни с нами не пройдет, ни вообще. Вы, если будете устанавливать исламское государство, шариат чеченского народа, вообще фигушки улицу нах, абсолютно шуй, экспериментировать дешь. И гумниш идеологии, что дахи то там очень цакиетош, это бесполезно, будущее, что. То есть уже еще идеология, гуча элпуза, да? Там не получится ни за Ичкерию спрятаться, ни за бедствующим, страдающим чеченским народом. Вам же говорят, что горчали, да? Спонах что, санша идеология, хаити. Что с открытым забралом, да и сун, шарка, я защищаю шариат, я защищаю религию, я защищаю ислам. Ха идеология, хаити, флаг в руки, хаити, горчал, спонах, санша, все. Что хотя бы больше, да, что не издала, что дала, что вам терять-то? Дел, да, дачок дел, и все. А что ночью там, юхай хаизуш, там встречался какие-то эти политики были там, это самое, то самое, больше, да, что за хаиза деш. Это умничать деш. И умничать, что налозывал, что это играть никто не собирается. Свою идеологию берете свой флаг в руки и устанавливаете на все 4 стороны. Коран, Сунну, Шариат, в любом виде, шанла. Не истек угор, не истек сунейшо, не истек шанлу, гидах и тадеш. Короче, на все 4 стороны. Ибрам, хазна, худугающим. Я возвращаюсь к этому пресловутому видео. Худугающим, вот эту картинку они нам продали. Красивая картинка. Человек приехал в Японию.
японцы его приняли как гостя, там даже что в парламент себя привели. Вот эту картину они продали нашему народу. А вот что в этой картинке происходит, они вот молчание. Вот те же самым они здесь в Европе продолжают заниматься. Тот же Джамбулатов, который ходит по этим парламентским зданиям, куда может каждый желающий зайти, посидеть, послушать, а это выставляет нам, как будто он какое-то официальное лицо, и кто-то его туда приглашает и тому подобное. Вот ряд это как гопники себя ведут. Неужели они думают, что я тупой, что я что-то не понимаю в этом мире? Мила, Чарльз, вистрела. Да, это называется имитация бурной деятельности. Вот, например, Аятулла, да, до исламской революции, он жил во Франции, он жил в Турции. Где гарантия? Какая разница, что там Закаев говорит, да, там, что, как, где, вот на практике, что должно получиться с вот этими бармалеями, которые его окружают, в Сирию, которые там воевали вчера, я не знаю, там они просто тиктоки снимали, что они делали, но они все просто махровые радикалы. С ними что снова должно случиться на практике? Это же понятно, что они опять какую-то кашу заварят. Это же 99,9% вероятность. И вот этому товарищу просто, даже вот с точки зрения ислама, да, есть такой хадис: оставьте все сомнительное, все, в чем вы сомневаетесь, что вызывает сомнение, оставьте. Если вы называете Закаева демократом, он у меня вызывает сомнение. Ты его конечную цель видел? Step by step. Он за шариат. Все, он как демократ у меня вызывает сомнение. Понимаешь? Поэтому я его не поддерживаю. Хотя я его до 2022 года я его поддерживал. До осени 2022 года. Вот и все. Где гарантия, что Закаев это не новый аятулла? Понимаете? Если человек откровенно, просто прямо говорит, что он за шариат. Почему я должен верить, что какой-то он там розовый шариат сделать, которого в истории никогда не было? Почему я в это должен верить? Почему я должен на честном слове помогать ему строить страну? Зачем он, если он хочет якобы какие-то выборы организовать, а потом сам уйти? Зачем он вокруг себя вот этих вот собрал вот этих вот бармалеев, вокруг себя собирает вооруженных людей? Для чего это он все делает? Понятное дело, что никуда он не уйдет. Он просто власть захватит и все. Чарльз, тут дело даже не в том, что кому ты веришь. Ты не должен никому верить. Ты должен знать, что этот человек говорит, какие идеалы, мировоззрения он тебе говорит. Вот ты должен идти вот за этим, если у вас это совпадает, если вы люди, как бы сказать, одних взглядов, одних целей. А вера это такое, сегодня она есть, завтра ее нет, потому что человек может измениться, поменять свои взгляды. И твоя вера, и ты останешься голос своей веры в этого человека. Вот я об этом и говорю. Мы не должны в них верить, мы должны смотреть, что они говорят, что они делают, как они это преподносят. Вот куда мы должны заглядывать, а не верить. Нет, вот я об этом и говорил, то есть вот степ-бай-степ зашел. Да, если можно, я вопрос один просто хотел задать. Вот насчет касательно того интервью Закаева, о котором мы говорили. Закаев имел право высказаться и защитить свою веру? Не ИГИЛ, там, не терроризм, не Аль-Каиду, а свою веру имел право? Это делай. Имеет право, но не от имени чеченского народа, не от имени чеченского государства. Защищай свою веру. Мы тут защищаем чеченские национальные интересы. Разницу. Тойзан, можно тебе ответить? Чарльз, 10 секунд, просто вставка. Если он защищает веру степ-бай-степ, то из этого исходит, что Жалимус нападал на веру. Потому что по-другому это никак нельзя объяснить. Чарльз, выстрел. Вот я только хотел сказать, что Жалимус просто говорит, не нужно строить государство на шариате. Что у вас есть прекрасная конституция 92 года. Где тут нападение на веру? Все, Жалимус просто дал совет, а Закаев ему сказал: нет, это наш, вот якобы народ хочет шариат, сам главное, опять же, умывает руки, я здесь ни при чем, это все народ. Где здесь нападение на веру, степ-бай-степ, скажи, пожалуйста.
Нет, жалился, я не видел нападения, он свою оценку объективную дал. Закаев ответил, сказав то, что, подчеркнув, что больше у него есть дезинформация имеется, которые вот нагнали и которые загрязнили российские спецслужбы, именно чеченскую веру, приписав ее с международным терроризмом. Какую чеченскую веру? Это что за вера? Бусул ночи. А при чем чеченцы здесь? Чеченцы. Мы о ком сейчас ведем речь? Мы это... Нашем государстве не о вере. Я поэтому говорю, там не было его атаки. Там просто имел он право защитить свою веру и объяснить тому человеку. Смотри, там идет разговор. Этого человека пригласили. Этот человек высказывается и дает совет чеченцам, так как он уважает чеченский народ. Все литовцы, нормальные патриоты своей страны, они, как правило, уважают чеченцев, потому что они знают, что как бы чеченцы оттянули вот эту русню там на 20 лет, и вообще наш менталитет знают, Джахари Дудаева знает. Не вот этот менталитет, такие, которые женщина вот этого легкого поведения, да, как у нее чисто арабский менталитет, когда здесь что-то одно сказал, там другое сказал. А чеченский менталитет, они его уважают, и чеченцев как нацию. И они вот, в частности, вот наш друг, он четко дает совет. Вот смотрите, вот так и так. Он же знает, чем эти занимаются, что они, их низам знает, их исламское государство знает. Он к нам приезжал, с Сендербиевым там когда-то встречался, еще молодым. Все вот эти вот, весь вот этот базар, он в курсе этого. Плюс этот человек знаток международного права. Он поэтому дает совет в будущем. У вашего народа будет обязательно возможность после вот окончания вот этого русско-украинского, где ваш вопрос обязательно должен будет стоять на повестке дня. Но чтобы это как бы совершилось, да, чтобы ваш вопрос нормально, чтобы как бы вы могли от этого пользу какую-то иметь, чтобы это действительно какой-то логический расклад там был, что вы должны держаться на вашем законе, который у вас прекрасно. В 1992 году ваш закон вашего государства, он абсолютно четкий, может конкурировать с конституциями сегодня существующих других цивилизованных стран спокойно. Даже лучше там какие-то моменты, чем в конституции литовского государства. Он объяснил, а если вы будете следовать вот этим диким законам шариата, всяких вот этих движений, там, он же тоже знает, что там расстреливали людей на площади, что били палками и так далее, вот этим занимались. Он, зная вот это все, он дает как бы совет. И потом проводит параллель. Как раз таки, что сегодня русские установили там, это и есть самое ближе всего к шариату вот эта система. И после того, как он это ему объяснил, тот ему говорит, короче, вам спасибо за беспокойство, но нет. Понимаешь, что есть потенциальный в будущем какой-то вот этот вот посредник, да, между нами и Западом в решении нашего вопроса, он ему говорит, вам спасибо, но нет. Потому что у нас шариат, спросите вон любого чеченца, а который вы знаете шариат, это не такой шариат. Шариат, он хороший. А в Джайлимус там вообще сидит, глазами моргает человек, который действительно знает, что такое шариат, в отличие от Закаева. И знает любой там, по своей профессии он должен знать все вот эти вот устройства государственные, которые исторически были. И он знает их прекрасно. Он сидит на него, моргает глазами. Что за дебил, как бы, да, там образно всегда в голове. А это говорит, нет, у нас вот шариат, и это культура нашего народа, там туда-сюда. Какая культура нашего народа, шариат? Вон спросите у любого.
Ибрahim, Христово. можно я чуть другими словами это объясню, что произошло на этом интервью? Элементарном доне. Я как слушающий, третье лицо это заметил. И такие, как я, многие тоже это заметили. Ибрahim, там в этом интервью речь шла о чеченском государственности. В своем разговоре Жалимус просто упомянул про Конституцию, которая является фундаментом нашего государства. Потому что речь, опять же, извиняюсь за тавтологию, шла о чеченском государственности. Он упомянул, что у вас есть Конституция прекрасная, ее надо придерживаться. Но Закаев в своем ответе, как вот ты правильно заметил, как человек, который защищает веру, начал защищать веру свою. То есть я как слушатель, третье лицо, прекрасно заметил, что Джалимус, например, больше защищал мою государственность, моего народа, чем Закаев. Закаев защищает интересы ислама, исламской религии, а Джалимус защищает чеченскую государственность. Вот что произошло на этом интервью. И Закаев в тот момент прекрасно показал, кто он есть и чем он занимается. Поэтому вот защищайте свои идеологии, что у вас там, хабашизм, ваххабизм, салафизм, я не знаю, ашаризм, хошкаризм, короче, да, любой шиизм. Только делайте это не на нашем трупе или на полутрупе чеченского народа. Это больше, ташу, кумаца бохшу. Пожалуйста, Ардуне, Яхкостеп, там, Афганистан, Туркменистан, и Казахстан, и там туда-сюда, вон, сколько угодно, короче, территорий, в Турции, где угодно. Но чеченский, бедствующий, страдающий народ оставьте и шайпар отохватыш, один наоборот, дел это больше бахвой. Такой довод уже, координатный довод, он такой аксиом на лбу мне пробил, как брешь, что типа все чеченцы мусульмане, и это все перемешивается государственностью, с государством, интересами народа. Шдукдаш, вера это не государство. На вере государство, тем более в 21 веке, не строят, потому что мир другой вокруг нас. Везде государства построены на гражданском обществе, на гражданских свободах. Шухи ты ждукдаш. Нигде в этом мире, даже в этих пресловутых арабских странах, этого нету. Да, записано, они записаны, но на самом деле происходит совсем другое. Или это монархия, грубо говоря, или это диктатура. Нет там никакого ислама и никаких шариатов. А мы хотим построить свободное гражданское общество, где я могу как человек высказать свое мнение, не боясь, что меня за это потом голову с плеч, всяких башка, как говорится. Я хочу жить не в мракобесии 19 века, а в 21 веке. Степ-бай-степ. И вера у тебя должна быть у тебя в душе, у тебя дома, а не в государстве. Еще один момент. Светские государства бывают переполнены религией. Если вот эти люди так переживают за духовную составляющую народа, то как раз-таки в светском государстве эти люди смогут спокойно практиковать свою религию. Если товарищ Закаев установит исламское государство, религию начнут чеченцы покидать сотнями тысячами. Понимаешь? Степ-бай-степ. Надо вот об этом думать. Ой, об этом сейчас не только может... Каким образом он построит исламское государство? Опять же, какие есть предпосылки, доказательства, факты, если даже, опять же, все может быть, но если он сдержит свое слово и свою кандидатуру не выставит на выборах, то что он там будет строить? Он дал свое слово. Какие выборы?
по Корану и Сунне, Низам 2002. И много, ты что, не слышишь, что ли? Какие выборы? Низам 2002. Ну, можно много о чем говорить, можно очень подождите. много о чем говорить. Я говорю о вещах, которые существуют и которые можно оценить, взвесить и дать оценку. Step by step. Об этом. Или если об этом так разговор не они не совсем поняли, что ты хотел сказать. Что Закаев не сможет построить исламское. В этом-то и дело, что Закаев ничего не сможет, но может помешать. Понимаешь? То есть вы исламский совсем мир. Помимо этого одного интервью... Понятно, вы согласны, что он ничего не сможет построить, это понятное дело. И то, что это как вот эти в Дагестане, дай мысли, доведу тебя. Точно так же, как и вот эти в Дагестан, Торгнуцы, Дешбари, они же тоже не могли там Иерусалим взять. Там. Это все эфирные мифические исламские цели. И мы также понимаем, что Закаев тоже никакую эфирную мифический шариат не ведет. Короче. Но он мешает, понимаешь, он мешает вот этой риторикой становлению чеченского государства. Вообще, через 10 лет хулита, через 50 лет хулита, он отодвигает, он вредит этому. И Дубов. Я его опять, где это, кроме этого интервью, где, опять же, он, если имел право защитить свою веру, это интервью, если... Подожди, хорошо. Если ты вернулся к идее, что он защищал веру, прислать видео, где он поддержал слова того беседника, что были проблемы и грабли, которые вот имели место, на них ни в коем случае нельзя наступать снова. Вот это я видел, вот это я знаю. Да, я тебе отвечаю. Ты утверждаешь, что он защищал веру. Тогда мы возвращаемся снова на эту шахматную клетку, обратно нулевую, в которой значит, Жалимус нападал на веру. Если он не нападал, то нет смысла защищать. Вопрос-ответ был, просто спросил человек, и тот ответил. Тогда ты должен поменять свое вот это слово «защищал Маалата». Если ты не считаешь, что... Те проблемы, которые тот озвучивал, Закаев об этом говорил, я это могу видео, если что, прислать как раз таки. То, что проблемы были, и на которые ни в коем случае нельзя наступать на эти грабли после Первой войны. Вот об этих проблемах он не только на эти грабли наступил, он пляшет на этих. По одному хамяде, что от этого. То, что я могу увидеть и сравнить и оценить. Но я не знаю, от чего отталкиваетесь, от таких... Step by step. Step by step. Ты знаешь, что в 1999 году Закаев возглавлял комиссию по разработке исламской конституции на основе Пакистана и Ирана. Судана. Это уголовный кодекс Судана был. Подождите. Я не знал вот это. Нет, я этого не знал, нет. Вот тебе... Я узнаю это сейчас. Тебе вот говорят, можешь узнать. Закаев в 1999 году возглавлял вот эту комиссию по разработке шариатской конституции на основе иранской и пакистанской конституции. То есть эта игра в шариат, она не сейчас, не здесь началась, оказывается. Я это постараюсь найти, почитать и узнать, но как это относится к той работе, которая ведется сегодня, и к тем интересам, которые мы достигаем или нет, мы приближаемся к нашим интересам независимости или нет. Можно задать вопрос? Шейх Малум, он задал уже вопрос. Он же вопрос задал. Не, я просто хотел знать. Потом ты задашь, просто его вопрос, я опять не пойму. Закаев строит исламское государство. Со времен вот этого, когда он возглавлял вот эту вот шариатскую, разработку шариатской конституции. И сейчас, когда он стоит на позициях конституции 2002 года и объединяется с джамаатами в Европе на вот это, именно на этих позициях, на этой концепции. Я не пойму, тебе что еще надо? Или у него какое-то декчуа, штакихум дучен, или как?
что ты хочешь сказать? Так что, таким дутсун, и он как бы этим, кому он такие делает, короче, вот этим игиловцам или кому? Зачем игиловцам такие реальные делать? действия, реальные факты и куда, какие достигаются цели. Вот какой главный вопрос поставлен. Есть цель, которую нужно достичь. Единственная, самая главная цель, если ее не достичь, то все остальное будет неважно, абсолютно ничего не важно. Все остальное будет просто исчезнет, испариться, если не добиться цели. Вот к этой цели... Не, подожди. Какую? Установление. Да подожди ты. Зачем для этого? Он создает проблему на Западе и убеждает Запад... Зачем? Какой смысл создавать исламское государство, чтобы нашу проблему решить? Зачем создавать исламское государство? Зачем себя ассоциировать с этим вообще? Вот где, где эта ассоциация, где эта проблема такая острая стоит, что его нигде не принимают, все от него отказываются. Я опять же, Япония, да, там что-то сказала, я не знаю, что конкретно это было. Это оставим, ладно. Но челлендж, что ты хотел? Челлендж, что бы делать? Челлендж. Можно проверить. То, что мои слова, я могу предоставить, на которых вещи, на которые я отталкиваюсь. Step by step. Да, вопрос. Вопрос, который задал, времени уже нет. Я тот вопрос уже задал, и уже сейчас уходим совсем не туда. Вопрос, который задал. Можно задать вопрос? Ты поддерживаешь? Он вышел, да? Вышел или он здесь? По-моему, вышел на подготовку. Там, опять же, я это возвращаюсь, знаете, к чему? Один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов не ответит. Этот человек, вот я сейчас за спиной, получается, его говорю, потому что он вышел. Просто зашел, как сюда заходят нам некоторые, методички свои прочитайте. Зашел, прочитал методичку закаевскую, сказал, я не знаю, что там в Японии произошло, типа, что-то вы там сказали, непонятно что-то. Конечно, он не знает, потому что он не хочет об этом знать. Или делает вид, что об этом не знает. Еще знаешь, что? Зашел, мы тут такие, получается, смутьяны, тут все глупые, он зашел такой умный, почему вы тут Закаева все не поддерживаете? В итоге слушаешь его, выясняется, он то, что ему японцы сказали, он не знает. Про Низам 2002, там джихад, подготовка на пути Аллаха против кафиров, он не знает. То, что Конституция Ичкерии, которую Закаев подготавливал, то, что он ее списал с Ирана, этого и Пакистана, он тоже не знает. То, что Уголовный кодекс Яндарбиев списал с этого суданского, он тоже не знает. Понимаете, такие вот ключевые вещи, которые демократ, он ярый, я как демократ, он этого почему-то не знает. И по итогу все равно получается, тут все мы не правы, а он все-таки получается, по итогу он прав. Понимаете? Хотя он, получает этот вопрос, вообще не знает. То, что он обсуждает, этот предмет, который он обсуждает, он вообще не знает, получается. Это понятно, сейчас, но мы с тобой знаем, что это вот такая фоновый шум, который они создают. Вот для этого фонового шума он и зашел. Но я не могу принять тот факт, что этот человек не знает те вещи, которые я только что перечислил. Он, как мы с тобой, умеет читать, умеет этим интернетом, в конце концов, пользоваться. Потому что он к нам зашел. Значит, он об этих вещах знает прекрасно. Но его задача зайти сюда, создать этот фоновый шум на ровном месте и каким-то людям показать, вот какие они смутьяны. Не могут ни на один вопрос ответить. Вот его задача. Там еще есть обстоятельства. Допустим, среди вот этого закаевцев, не шариатчиков, там, не джамата Ибрахим Индей, а есть какая-то, скажем так, интеллигенция или там, скажем, такие аналитики, такие люди, так, как бы, скажем так,
не связанные с этими жаматами, там, с исламом, как вот и шахмат существует, изи, там, и другие, и которым Закаев сказал, что я раб обстоятельств, что просто сейчас за него просто имитация, что я раб обстоятельств, мне нужны воины, чтобы военной силой так бы этот режим Кадырова убрать в случае, что Россия развалит Цединца на белых конях, там они ворвутся и снесут местный режим. А для этого мне нужны эти Ибрагим гайцы газазата, короче, а вы, смутьяны, не даете мне это ими рулить с такие. То есть, типа, я на самом деле им такие делаю, короче, и ислам поддерживать тоже. А вы этому мешаете, как бы, процессу, короче. И вот завуалированно, и алгар, короче. Нет, там... Проблема в том, что Закаев эту исламскую Ибрагим точно подметит модель, что выбивает всю почву под эти его завуалированные спекуляции. Это то, что Закаев с самого начала этой исламской теме и никогда с нее не сходил. То есть это убивает все это. Плюс еще Закаев считал, что Россия никогда не развяжет полномасштабную войну в Украине, и именно исходя из этого готовил всю свою эту зарубежную политику. Там Халимов, Ахмадович, там на контактах, все это, вот это Низам 2002 года в Швеции, он всю свою политику, всю эту правительство в эксиле, он ее под это подгонял, под то обстоятельство, что Россия никогда не вторгнется полномасштабно в Украину, следовательно, ждать рассвала можно там, как у моря погоды, очень долго. То есть с этого исходя. И резко там обстоятельства изменить Цедин, оказался его аналитика неправильная, Путин вторгся, и нужно под это дело как бы срочно велосипед изобретать. Короче. В том деле это все там нелепо выглядит, вот все эти движения, куда идут сахуш, короче. Тесла, вот знаешь, там еще, что интересно, вот такой нюанс, вот человек, который вот то, что ты только что все сказал, он знаешь, что отвечает тебе вот на это? Я вот сейчас перевожу весь его этот часовой, вот этот фоновый шум на простой человеческий язык. Он нам говорит, вы все врете, а вы докажите. Видите? И еще такой довод от них часто слышим, якобы, а кто еще другой, если не Закаев? Его везде принимают, с ним все встречаются якобы, хотя никто там с ним не встречается, не принимает это шушер, да, заболотное, принимает его где-то. Мне это напоминает русских, которые тоже говорят, а кто, если не Путин? Вот то же самое понимание вещей, та же самая идеология, пропаганда идет у нас в среде нашем. Не мы должны доказывать, что Закаев что-то делает. Если он зашел, защищает этого человека, защищает то, что он говорит, его политику, ведение его политики, это он нам должен доказывать, что Закаев на правильном пути, приводить доводы, аргументы. Если есть доказательства, приведи доказательства. В этом интервью он вот так и сказал. А не пытаться мне тут через вот это свое словоблудие пропихнуть свою пропаганду. Нет, не получится. Ну, он как бы говорит, что он за любой хипиш, кроме голодовки. То есть там какая-то бурная, активная деятельность у Курочкина на канале идет. Значит, это в Западе, там на Западе встречаются, там в Японии где-то там туда-сюда. В Японии шахматист может встретиться и в Японии, и в Германии, там, и в Америке. Ибрем, понятно, вот но при чем здесь? Там еще этот представитель этого во Франции, этот Албаков тоже куда-то едет, там такой шорох подняли, как будто бы там чуть ли не президент Соединенных Штатов Америки его принимает. Рам, я вот тоже ездил в Японию, со многими японцами встречался, разговаривал и отвечал на вопросы, говорил, что я чеченец, гражданин Ичкерии, но когда я приехал обратно, не стал об этом по всем
каналам трубить, что я был в Японии. И что он там был, Ибрахим надел. Кто не был в Японии, кто-то не ездит. Что в этом такого, например, Абайсу? Мне интересно, что они там говорили, к чему они там пришли, какие договоренности, в конце концов, были заключены с японцами. А не было ничего. Японцы ему показали рукой на дверь. Пожалуйста, вам туда. Гамагина интервью. Вы же это слышали. Имеем уши и имеем мозги, чтобы все это анализировать. Да. Сун жалкие понты эти, сун вала, сун бехма бил ночи, сун цей понты шат вот эти жалкие гопотницы, вот гопота, и понты шат, мне они надоели уже. Я смеюсь уже, когда их вижу. Того же самого Джамбулат, который ходит по этим коридорам. Я цахит цанк анбел нах, и он елда. Артисты одни собрались, вот, клоуны. Сейчас уверен, бехма била. В принципе, какая разница, кто помогает? Вот он говорит, вот он там встречается, с этими встречается. Какая разница, кто умышленно или неумышленно помогает петлю надеть на шею твоего народа? Вот ты сам шариат не поддерживаешь. Ты, наоборот, этих людей должен воспринимать как пособников. Понимаешь? Да, из-за уже гушмадуиста, нормальной вменяемости, который не сидит на этих рельсах политического ислама, он полностью будет от этого абстрагироваться. Но я тоже там допустимо ихбаш. Например, но до определенной точки, когда я уже начал видеть вот эти заигрывания в исламизм, все уже тяга. Я уже вижу, до минуты, битукая вин награды, я короче. Байатину в Багдаде. Я сразу в одном из эфиров у Арцуева я сразу высказался. Да, у нас в правительстве люди разных мнений, я придерживаюсь сторонник, что религия должна быть отделена от государства. Я сразу там. Ищет, короче. Как бы дайскайстан, что уже там его, то ли его задавили, то ли он, короче, кто там у кого в плену, там непонятно. В принципе, Амина Цаиева, когда она выступила, где это, в Бельгии была конференция, четко она высказала свою демократическую позицию. После этого ее они тоже отстранили аккуратно. Пожалуйста, что политический ислам дахват тут есть, только ночишь ассоциироваться ценишь. Он просто дал четкое определение действиям Закаева. Он же сказал, что Закаев защищает ислам. Закаев защищает ислам, а не народ. В защите нуждается народ чеченский. На ислам никто не посягает. Потом сказал, чеченский ислам он защищал, уже Ахмед Тегерович. То есть есть какой-то ислам и Закаев. И, кстати, на чеченский ислам Жалимус нападал, получается. Ну, представь, Тесла, какой-то демократ, да, грамотный человек, ты ему объяснишь, что этот, короче, защищал ислам туда, вообще канал, да, то есть тут уже явно же видно. Все. Ну, он грамотный Тагор, просто мелкого грамотный, валя, если ты ложь собрался защищать, то получишь на орехи. Это совсем баранш хилбиеш бог, чтобы такую очевидную эту глупость, короче, не опровергнуть. Ну, даже на что он рассчитывал? Себя высоко ценить, низко
планка от то, что он чувствовал. И если он действительно рассчитывал на хоть какую-то даже видимость какой-то, я не знаю, дискуссии продуктивной, даже видимость. 2 секунды его просто-таки размазать можно от сумки. Тесло Хаздя, вот в этом пресловутом интервью, где Джалимус и Закаев говорили, и до этого интервью, до этого Джалимус вот как-то слышал, да, но вот никогда вот так не был знаком с ним. Вот после этого интервью я этого Джалимуса зауважал, не знаю, на все 1000%. В этом интервью Джалимус для меня был патриотом моего народа, защитником моего народа, моих интересов моего народа. А Закаев выступил как защитник исламской религии, и как этот человек сказал, то есть Закаев защищает, оказывается, свою религию, а не мой народ и не мою государственность. В данном случае Джалимус для меня огромный патриот, чем Закаев. Закаев является вредителем, противником моей государственности и на моих национальных интересов. Вот какой я вывод вынес из этого интервью. И солнцен и сорт гинер духнаб алхиетсон. Чеченские религии, я тебя Закаев защищать тысячик. Хабашизм. Чувам, я говорю, что чеченская религия. Тиран выстрелит. Маршал тиран выстрелил. Баркал дедер маршал. Юка Цаволич, короче. И давок чена сансахта, давок шумуни, спорт атыр варсу. Короче. Ну, все равно крутится короче, именно ладно, надо со стороны сейн обсуждения алиас. И на вас просто юавела, что дастанно вари, что примерно элерка, что четко элерство зауэлировано, как будто он ничего не понимает, он просто такая как-то прорекламировать через вас ходерка, он все понимал, он все догонял. Вот и до. Примерно алхицун ищу. Критик принимает что я мнение соответствовал вашу сторону, что я партию примерно вот голос, допустим, Россия ушла, чеченский народ остался сам. И когда он остался сам, почему вы не думаете, что здесь есть те люди, которые будут сами заниматься построением своего государства? И здесь не думают об этом, не обсуждают. И надо будет, за оружие возьмутся. И если в крайнем случае, бас, примерно учу интервенции, сам чудовищ, мое мнение, я не согласен с этим. Кто-то там пришел, привел. Кузаму бунах, хока Закаев юшват, хока Тумсу юшват, хока писин иснаш юшват. Куза шу юшдат бая. Хока угар халчхена, аргал окружение, он очень надо говорить, дух, боч буко кула хокин, хока амил шлешбеш. Варез дух, а что конституция мюга крюала. С того времени. Закон мюга крюала, хаала так, муху ялхит он. Допустим, Эрдукас, из-за закон демократический, целый дер даст, маслатер даст, ночи омунюа. Вая имел чох, деза деш, бусул дин шариат, тхилди шариат, люк дахч, противоречишь духу, так, из-за готовый ламбу, готовый резняю.
Только, наверное, демократическим путем. Нормально, доктор, хабях начальник, выбор шильчанчак долез. Доли, выбор, ели там еще процессы временные, умадина раз взяла, на быструю руку, нахетина, умдечи укрыдуйте сюда. تيران بيحكم باللاسون قاين صار دويش خبرات شو دقيقة شوني حانتي دالوش هون بوغو вообще шейн ишкетам ладу سؤال غير شو خاون تيران حجلا هن تسانونا قيتلا شو نسقيت حجلا بسياكي خيت ليشنس يوم داتون إذا بوغ тхо вот и тхо бога я сейчас не воспринимаю никак он я что ханцо ашвал подчалка под оккупацию, где нету ни свободы слова, никаких гражданских прав. То есть люди находятся в заключении. Ты не можешь говорить со словом «тхо». Там нету нас. Тут сейчас может быть твое сугубо личное мнение. Ты не можешь выступать за всех в тюрьме, в клетке. Говорить за всех. Это аксиома. Вот Суи, например, здесь я свободно живу. Здесь я могу, сказать, и то стараюсь не говорить, заметь, могу сказать от имени какого-то определенного количества людей. Но я этого тоже даже не делаю, находясь в свободной стране. Но находясь в клетке, в тюрьме, ты не можешь говорить за нас, за всех кого-то. Ты даже за двоих человека не можешь сказать. Ты можешь сказать свое сугубо личное мнение. Я немного поправлю. Поправить, где Тесла поправить, где тебя, о чем говоришь? Он может как бы и от чеченского народа или от себя говорить, но в эту мнение не кредите лишать, потому что маршал вешу и цена, если бы он действительно Европе, аваля, и Канаде, аваля, цена, Австралия, аваля, так мы понимали бы, что что у него есть карт-бланш говорить свобода слова. Но действительно в диктаторском государстве, в оккупированном государстве, да, можно принять к сведению, что он говорит, но кредитоспособный Можно я тоже прокомментирую? Бог, в принципе, абсолютно противоречит, потому что в том-то и дело, что мы как раз таки и говорим, и стремимся к этому. Большая Болнихбат – это то, что чеченский народ должен выбирать, как ему жить. Не русский Ваня, не его ставленник какой-то с дубинкой, не их какие-то там джамааты, мамааты, Бен Салманы там и так далее. Ахлюль Хали валь Ахли. А чеченский народ. То есть от ногчи ому эллаг никакой, ни Европе, шиконогчи, ни Турция шиконогчи, ни Америке ногчи. А именно ногчи камдуй в целом. Шин выборюй и зибем. Вот и духвайн важно. Вот свой ногчи камма меш. Ажат унхарадиес, ел шендезек паржит. Там один фрагмент такой самый существенный. Дело в том, что он очень спокойно и хладнокровно говорит о том, что Иштраска, Даурбу, так и Херду, Вашхерду и так далее. Мы будем Раска ему Даурбу. Как он себе это представляет? Он, в смысле, Асхриб Хэтк, вот, тиран, я тебе задаю вопрос. Не задавай вопросы. Логично. Нет, дело в том, что я не закончил. Подожди. Дело в том, что там категорическое в смысле отвержение помощи международного сообщества. Абсолютно человек самостоятельно, независимо может установить в государстве порядок. С его точки зрения. Я так его понимаю. Как он это собирается при вот этом сегодняшнем положении своем и при завтрашнем, как этот переходный период, как он себе представляет вот эти разные интересы,
вот эти вот прорусские, вот эти вот строители исламского государства там, и прочие интересы. Как этот консенсус у него получается? Вот ногчи, тхо там, туда. Тодать ногчи, ты как это, так, просто так. Шуцигах, тхо типа мы разделились. Мы-то выехали не потому, что тебя отвергаем или не любим свою родину. Это же совсем другая история. Подчеркнуть, что да, диктатизм, что продать куда, отдать целостно, ненавистность сюда. Саак амел да отсюн, что яджас, as ellet яджас, ариенс беш масон беш санах бог, шун иштерять батаре, ни в коем случае. Сунцара, оно забросит воли. Инцбах, как раз мы будем решать Болшвер. Это же не другой человек говорит. Это же можно запись. Объяснить. Хорошо, можно объяснить. Как будто тут никого нету, какой-то народ стоит, ждет, что кто-то придет, что-то тут поставит, сделает, и потом нам научит нас жить, Бог. Мы предлагаем, мы советуем, мы хотим, чтобы ты участвовал в этом. Мы не говорим, что мы вот это сделаем, то сделаем. Мы говорим, давайте вот так сделаем. А ты предлагай другое, если ты считаешь, что это не так. Но реально, не сказки там это тысячи и одной ночи, а конкретно. Хорошо, допустим, конкретно предлагать, допустим, Россия разрушилась, или чеченский народ остался вообще без власти, без всего этого, то, что есть Бог. Ишмаэлер, Алладюаха. А дальше бас, то осолштега. И будет без власти, просто так Россия не уйдет. Это так не бывает. Ну, примерно Украина победила, ушла она. Просто так, Мацабасуя. То осбога, Чехада, например, страна власти, там где-то человек 21, уже то. Арвеш, давеш, уликетеш, кивик, швег, мнение, обсуждение, цедяш мацато. Дуко иди байдует, шумадович ма, те, кто политизирован, кто-то прошел все это движение. Это понятно, я же не об этом говорю. Я не об этом совсем. Это понятно, что обсуждается. Наша задача, вот мы чем занимаемся, чтобы вы это обсуждали и говорили о реалиях, чтобы вы с нами в одно целое. Если действительно советского, Закаева, советский век, реалии уходят настоящие. Я ислам. Вот и реалии. Иран, я задам вопрос. Вот и абсолютно вот так мы хотим, чтобы вы и мы все вместе. Вот на твой субъективный взгляд, вот эти закаевцы, тумсы, все они за чеченский народ всегда отвечают, говорят, он хочет шариат, мы здесь ни при чем, он хочет шариат. Вот на твой субъективный взгляд, даже если не Закаев, кто-то другой, если он начнет устанавливать шариат, народ это примет, вот, чисто свое личное мнение, сможешь сказать? А здесь сейчас моя. Ну, народ очень, сейчас понял я. Народ очень устал от всех этих партий, от всех этих движений, всех этих фамилий, от всего. Народ, если сам останется готов уже по правилам жить. Он не хочет мусорить, бардак наводить. Хочет правильно жить, зарабатывать, чтобы его оставили жить. Ездить на дорогах, хоть и не все, но по правилам.
чтобы наши дети тоже аварии не делали, чтобы без правил не ездили. Я своего ребенка, только когда он прошел автошколу, тогда только ему автомобиль купил. Он лучше меня эти знаки знает. Я до сих пор езжу по-ичкерински. Вот Тирани. чу. Доцач, хочешь жить как в Европе, Бог. Доцач, Подождите, все-таки вы не понимаете вопрос, вот в чем состоит. Дело в том, что для того, чтобы вот эта Россия, вот ты говоришь, Россия уйдет, там суд, Россию оставят такой, какая она есть. Ее судить будут, заставят выплачивать там Украине, то другое, а мы останемся. Вот если вот эта политика будет продолжаться, вот то, что там вот этот вот товарищ там поддерживает, там этих Закаев, там другой, третий, мы перед мировым сообществом выглядим вот такими, какими нас представляют наши якобы лидеры, в кавычках. И ты, когда говоришь, что там есть другое общество, и мы это знаем, что есть общество, но оно такое, загнанное, задавленное и так далее. В общем, сидит у себя тихо дома. Вот это вот общество есть, мы знаем, но для мирового сообщества с кем-то же нужно вступать в контакт, да? Вот, допустим, Конечно. Очень даже нужно. Все связи со всеми республиками, государствами мира надо. И вот этот парень, который там, он говорит, что есть у нас вот лидеры, которые там на международном уровне встречи какие-то идут туда, про Закаева он говорит. А в результате эти все встречи, вот это все ведется для того, чтобы сохраниться в составе вот этой России, чтобы отвернулись, чтобы не помогало международное сообщество. И когда ты говоришь о том, что нам не нужно никакое международное сообщество, то ты тоже сохраняешься там же, в России. И никакой независимости не получается у тебя. Там ты оказываешься в своем собственном соку, опять там же ты оказываешься. И будешь выплачивать этой Украине вместе в составе с остальными. Когда ты когда ты отказываешься от международной помощи, когда ты не апеллируешь. Почему? Пожалуйста, миллиарды долларов вагонами хадает. Пожалуйста. Но мне интервенция не надо, мне другое не надо. Примерно что такое интервенция? Может быть, вам неправильно. Интервенция, такие войска на нашей территории. Мне никакие войска в Модинянте, Цааса, Дилсон, сомнений есть, его бах, что идеальный Уцебос. Мир как ты будешь поддерживать у себя на территории? Как Россия у тебя уйдет? Если миротворческих сил там не будет временно, как ты в себе, сказкнешь? Я говорю, не сказки, не 1001 ночь, а просто реально ты проснись, что в этом, на территории, на твоей, 100 тысяч войск российских вместе с российскими, в том числе твоими земляками. Я тебе сказал уже. Понятно, а просто уже законно, я тебе говорю, четко, 100 тысяч вооруженных людей
которые... Мадуас, я никакие не хочу Бог. Мадуас, примерно Божий. Вот, допустим, Россия полностью, ях Бог, да, что? Вы же там уж смысл, ждете нам, раз вы думаете, что вам кто-то придет, поможет, с войсками зайдет туда, устанавливает порядок, это вообще сказка настоящая. Там, где поехали... Если ты не обратишься, то вот нет. Таджикистан, Афганистан, Sтой, Кюхайла. Sтой, Кюхайла, var. Бяк мы было, что хэш вацари. Хэш Ja, уйцу. Бяк мы было, тиран бош, чуверчик, международный высказывает, что Хагубел от Гаспиш поддержки Таджикистана, Афганистана, Кабардай, Мабардай, Хагубел чувствовал, он шерп судил, тиран. Üç hukuk sahalita, ha demokratik ya вы демократик ya do. Çünkü iş soğukça ve demokratik ve partnership западный. Це сами хазхаб якан це комиссия yoch ve barşı iş tuvaturdu aydo. Так давудуис. Бяк мобилашо. Слушай, Сахалич мухли тахи выборш, как ты подготовился? Ирайский дамо цебел, свободе и ирайский почалкой и победить и разоружить Ирию и так далее. Ну иш хачур дамо цебел, иш шеш мабар аш мабу, от ирайский юбкой вьюч мау да, от тебя виш мау. Хорошо. Навечно-то хабалаш будете говорить, чтобы нас там охраняли кто-то. Вообще, все мы такие. Нет, как раз таки, если мы обращаемся к международному сообществу, то мы восстанавливаем нашу государственность. А когда ты не обращаешься к международному сообществу, то кто тебе государство восстановит? Ты сам восстановишь государство свое? Как это получится? Нет. Это невозможно. И войска, миротворческие войска, Сахалич, и Тир-Ах, Мир-Ах, и даже войнах Читер-Бух, чтобы преступление совершать там, чтобы бардак. Как бы ни надоело, как бы тебе это ни надоело, как бы там ни было, если там экономически налаживать все это не будет, с помощью международного сообщества, то не получится этого. Ну, цеху это. А там, что там кто-то тебе будет помогать, потому что там за красивые глаза такого не бывает. Вот порядок ты наводишь, ты восстанавливаешь демократическое государство по Конституции, которая у тебя есть сегодня. Вот тогда только на тебя начинают обращать. И то это уже под вопросом после всех этих исторических событий, которые мы вот демонстрируем последние годы. Надо этого добиваться. Надо сплотиться всему народу вокруг нашей Конституции и доказывать еще мировому сообществу, что мы по правде хотим, мы именно на чеченских законах, на Конституции чеченской хотим восстановить чеченское государство. Не исламское, не и так далее, там, не сказки хотим. Я добавить хочу, как будто и международное сообщество пылает желанием там, войска нам, если нам придется еще их и упрашивать. То есть вы и я, как будто мы им одолжение делаем, короче, войска ждать. Они так им и хочется куда-то свои войска, короче, оккупировать что-то. Это не, западная система не работает так, короче. Ну, я исхожу из того, что с Тиран, сумасом, Кретон, я не требую от тебя ответа, я чисто так понял, я понятен,
Бога надо восстанавливать как Тукумы, как раньше, просто по-современному, не как Решать, Тиран. Это не мы, не ты, не я, это как бы весь народ будет решать тут, как, что. Да. И дождиться. Просто я не к тебе обращаюсь, что нас, короче, там Запад так и мечтает, то зайти на всех, короче, и не уйти. Да нет, какой там, короче, они из Афганистана ушли. Они ушли из Афганистана, просто взяли, ушли, короче, плюнув ушли, да, нам еще просить международное сообщество, помогите нам, бади, штуку, не то, что там кого-то там, это, кто-то стремится нас там, короче, у них сталкиваться, и у них салтивать, он застрахован на $1 миллион. Они разорятся, что салти больше. Они очень неохотно вводят эти салты. Это просто такие фантазии, что Раска очень любит, и там НАТО оккупировал. И НАТО, короче, это надо их долго очень просить и долго очень, короче, к каким-то критериям удовлетворять там и натовские стандарты. Там, ну, приходить десятками лет к этому, да, понятно. Да, норм стоит ваш. Европа свобода, реально, это не арабский мир, не азиатский мир, не Китай со своим коммунизмом, не Северная Корея. Запад, именно вот Европы, реально, Америка, идея, то, дир, даться, уж, короче, нет, мы вот свое вот так больше. Я что Америка там сидит, как русня, со сателлитным государством, говорит, иди вожде больше. У них есть законы, и по парламенту, и Элли, все, Америка, да, они это желают. Америка вела войны и воевала с диктатурами. То есть Саддам Хусейн и Талибан, то есть именно насильственно и государство власть захватить. Выбирать власть, суды, что международные организации, связи, что США в жизни даже в голову не придет им военной силой угрожать или нападать. Вот Канада, 25 миллионов населения, и очень вторая по площади государства Юшина после Русни. Вторая. То есть почти Русня Саньёккушу. Америка с 300 миллионов, самые сильные армии, ни голову им не приходит забрать Канаду, там, оккупировать ее. Они же могут это на раз-два сделать. А Русня давно уже это сделала. Русня постоянно это делает. То есть я там действительно на законах, на разные, просто эту систему, вы наладите эту систему, точно так же эта система будет нас защищать. Не ислам будет защищать, который Закаев зачем-то защищает, который почему-то, оказывается, нуждается в защите от литовцев. А вот эта система нас будет защищать, что у нас свобода и выбираемая власть. Все, американцы, дахом дачу. Когда вы выбираете, будь там какие-то у них планы даже, гипотетически, у свободного государства, у Франции, у Англии, воин дахом дачу, если у нас идет, выбирается власть, контролируется и меняется по определенным нашим законам. Ну вот, идут, иштрыч, воим, амабахар, дюлиш бардиш, положение, скетч был, хах был, абахкин, вахошин, воин укла, швартер бац, примерно даже, личиба, тоже понятно. Ну, разве мы сами, дуса, ötsel nochtjal utsoy ötsel nochtjal lahwattu yoni apodnятела он ел бахаюк что неужели мы не сумеем или раньше не могли уживаться друг с другом и на современный лад построить свое государство? Ну, с помощью материальной помощи там. Я тебе отвечу, почему мы вот в данный исторический момент
не можем как бы это сами с усами справиться. Нас сделали заложниками украинских этих событий, войны русско-украинской. То есть потому что Западу Русня очень четко, очень хитро предоставила картинку, Путин вместе с Кадыровым напали на Украину. И картинка западной медиа, когда она влезла в голову всего западного зрителя через их медиа. И картинка мы идем в паре с ними. То есть даже эти хитрые осетины, там хитрые вот эти сюли, ингуши, они не светятся. То есть сколько офицеров, сколько генералов этих осетинских там, да, или армянских, например, в руснявой армии. Да в 100 раз больше чеченских. 100 раз, если не больше. Они вообще не светятся. Да, украинский генерал, Цаунялин Мамедов, Цаунялин Мансур, убил больше осетинских фамилий, что это? То есть вы отец Бохоч, их раз, хушах, витран, идешь, будешь. Они нас, как человек, тонущий в болото, утягивают за собой. И Ахмабар, если мы самостоятельно попытаемся, вы самостоятельно воспринимать дать. И дать, пока вот эта компания ходит, и шариат в Европе, шариат чудячий. Нас и не будут так воспринимать. То есть мы идем за пару, как бы этого отцанах. Айдалдарах, жюльгавать, вообще по-хамски, поддержки, но были такие гады, которые и других ногчи этим подставлял. Типа, когда за ним полиция идет, то уже всех берут. Вы от вас на пару бухуч буцарвай. Хухуш. Они нас очень не любят. Они нас специально были. И хум дадах. Это очень трудно. И я вот сам не знаю, как это сделать. Способы избавиться вот от этого ярлыка, который продолжает это делать. Но все равно вы до пару бухоч бухцар. Понятно, в случае чего потянуть в себя болото было. Но для даму ситуации шхрюца, вообще сейчас дичти все равно как-то, как после Первой войны, не сумели прожить хорошо по этим ошибкам. Чувствовал алгам бючда зарешен, все равно и тайп шлючду, тухом шлючду, человек шамич тайпану, меч шейхуламбу, шамич рахавелла, объединяться, деш групп, шешки, шо, болбеш, бу, встречаться, деш. На этой основе ответственно полностью холмоез демократическое государство должно внутри чеченского народа ногчел конкретно туда институт Пуалбович мелхалдала, вы чохал я амюш, 10 лет, а идала, ишти, айнивай, 20-30, демушьяч. Сами, когда начнем, что вот все увидят, что мы живем нормально, например, масална наксана инстасас мабо, если мы будем соответствовать сегодняшним реальным стандартам мирового устройства, вот нам не придется 10 лет там жить в каких-то лишениях. Если мы будем соответствовать этим стандартам, венчу инвестор шбордо, бон, хазахич, соответственно, у нас появятся и заводы, и фабрики, и другие технологии. То есть, наоборот, свобод будет настолько много, чем они сегодня у нас дома, у нашего народа. Там это будет идти считанные годы, а не десятилетия. Это будет очень быстро. То есть как бы в таком мрачном состоянии положения бонус, все, не светло.
خيتون دلع تاعهم ما داس خذ ولدكي ولد رزق بس просто дёхари чё элагиш допустим элмадводали шуна если вот начитанные политизированные шадриги дюнянтер хума дойдуш долде шу так если вот так вот если из-за шун ойле метклейтел я даже с вождем общего рассеял ваш Дастинсон, он думал, что я с ним как-то ассоциируюсь, я вообще с ним и слушать не хотел, я со стороны видел, что он как толкает, что он толкает, примерно бас. И что он тут амел дать, да, мола, ночи цахл безал, цахла, цахмах дать, борцала, уграл борт буен безаг. Сам навязать, не милхак дала, митчаур дала, сам навязывать дашь, кечаур, борт боч, опять же, ничего хорошего не будет с этого, борт бог Барталять, дождь, да, тиран, бадыгас, дух дейтсан, масара, на каждый. Квардин бая, Дождь, хасть и жокул. Аз бог буду суалач, и бат свайн юшпега, но им что дуи, но аз бог вен дохат юшекую, хор ночи, должен вернуться своему наследию, вспомнить своих предков, свою историю. Слух долгого, и то же самое касается нашей Конституции. Вот вернуться в русло Конституции, которая была, которая воля изменения народа была. Да. И таким же образом вернуться своим истокам, своему наследию, прибартию, шундацию, и все в одной части как бы устаканится. Надо понять, посмотреть, что является яблоком раздора, чтобы вот это яблоко устранить. А я это знаю. А я исламофобу, атеисту, ЛГБТшнику, что черт, наверное. Я знаю, в чем наша проблема. Я бы хотел добавить вот про государственность, когда говорим, мы же говорим о государстве, да, чтобы восстановить на Конституции государства. Это значит на законах, на чеченских законах, разрабатывать эти чеченские законы. Они должны быть для всех. Тукумуш там, тейп, ниш, семьи, это все живите как хотите. Я имею в виду, лишь бы вы не нарушали законы государства, которые разрабатываются вместе. В смысле парламент, там все это выбирают самых лучших, отзывают, если не нравится. Там все открыто и прозрачно, но по законам. Отдельно Тукум никого не судит и не решает в государстве, если это чеченское государство. И вот когда ты говоришь о том, что там Тукум как было и так далее, это сегодня у нас государство еще вот такого вот независимого, суверенного, которое мы хотим построить, у нас его не было еще. Ну, во всяком случае, в новейшей истории мы не были самостоятельные. А предки наши, видимо, далекой, глубокой истории входили, в цивилизации такие, которые, в смысле, составляли каких-то там, от которых произошли много народов там. Если начинать шумеров там и так далее, Хуриты, ура, там, одним словом, получается, от этих предков наших воймот сохранится днях молодых, фактически. А вот что касается сегодня, это государство должно, значит, по международному существует, отвечать должно требованиям международного сообщества, не нарушать свободы и права граждан этой страны, они должны соответствовать международным стандартам.
вот в этом отношении никто, кроме государства, судить людей не имеет права. И Алерцо. Вот к этому нужно стремиться. Фараму. Переходный период, вот Тиран говорил про иностранные войска. На переходный период они нам нужны будут, Тиран. Для чего они будут, на какие функции они будут выполнять? То есть направлены на безопасность и порядок, на временно, чтобы чеченцы не переубивали друг друга, чтобы гражданской войны не было. Как бы мы сегодня, не говорили бы, да, о том, что чеченцы друг другом договорятся, поймут друг друга, все равно есть высокая вероятность, что начнут друг друга кровь проливать. Понимаешь, чтобы этого не было временно, не на долгосрочную перспективу, там, не на контроль какой-то там вековой, да, не на оккупацию, а временно. Это нормальная практика в истории государств, народов. Вот. А эта интервенция, она будет как раз-таки, про которую ты говоришь, она будет возможна, если этого не будет, если мы международный контингент не пригласим, ограниченный, да, временно, то как раз-таки, когда закаевцы, тунстузики, вот эти Абдурахманов, все эти бармалеи, которые ни к чему хорошему, как вот Ибраим говорит, с какими они там стройными сальто бы там не воевали бы в Украине, ни к чему хорошему, к добру они наш народ не приведут. Обязательно они там какую-то, что-то они там, в общем, хаос опять начнется из-за них, и потом уже или международная коалиция в составе, где будет русня уже, вот эта новая, прикинувшаяся, да, демократическая, либо сама просто Россия скажет, мы эту грязную работу давайте выполним сами. Эта интервенция снова произойдет. 3-4 года, 5 лет, 10 лет, это ничто, они быстро пролетают. Понимаешь? Вот поэтому нам важно очень на вот переходный период, нам нужно будет какой-то международный контингент войск на временно пригласить и далее начать строить государство, избрать правительство и так далее. Как ты представляешь, этот контингент приедет, потом посты выставляют или просто где-то части они будут? Вот на этот вопрос Тесла ответил. Если это произойдет, это вообще это для нас подарок судьбы будет. Не факт, возможно, что чеченцам своими силами придется справляться, поэтому нам как бы не нужно на это сильно надеяться. Если это произойдет, для чего? Для того, чтобы если это произойдет, это будет приятная неожиданность. Если не произойдет, чтобы у нас не было сильного разочарования, понимаешь? Это предотвращение крови, Лукас. Вот это вот то, о чем мы говорим. Я как бы не в розовых. Ибраим, что полностью. Чарльз, Хуэллера, я просто дополнить тебя хотел. Вообще военные факторы и как бы предотвращение крови войнов выходе. Не из-за того, что шахтарлурду и тарлурду дервай, просто война, еще преступник швой, которые не хотят, чтобы чеченский народ стал чеченским народом, и их нужно будет как бы обезвредить. Так, обезвредить, бешать свою контингент есть. И высчитать и айна до тебя. Опять выставлять посты, да, вот так вот, контингент должен работать же. Да. Вот я говорю, Тесла на этот вопрос ответил. Если это произойдет, это хорошо будет. Я говорю, я на это сильно не надеюсь. Почему? Потому что сегодня Соединенные Штаты Америки, да, вот они 3 года назад вышли с Афганистана, их общество, оно устало от постоянного вот этого вмешательства в восточные страны, пытаться вот как на корову седло надеть, там, насадить демократию. Европа к демократии 1000 лет шла, революции, войны, кровь они проливали свою, чтобы сегодня жить в таких свободных государствах. И взять и вот так вот искусственно насадить каким-то восточным народом. И они сегодня, Россия, она создает картинку чеченцам вот этого восточного народа, хотя мы не восточный народ, там 1500 минаретов, понимаешь, и само общество не захочет, чтобы их армия куда-то приходила к нам на помощь. Вот поэтому, если это произойдет, мы должны будем этому радоваться. Но я в этом как бы на процентов вероятность 10-20%. Я как бы верю. Чарльз, придется хотя бы из-за собственной европейской безопасности. Да, вот, согласен. Что есть у нас в этом надежда и даже уверенность. Если мы начинаем говорить о государстве,
и по правде народ демонстрирует это, сплачивается вокруг своей конституции, то теоретически это возможно. А других вариантов просто нету. Другого варианта-то нету. Ты остаешься в России, понимаешь? В любом раскладе. Когда ты радикальный, так, это все, вот этот имидж, который нам придают, он нас сохраняет там, потому что никто не... Как вмешиваться во внутренние дела там, государства, туда-сюда. Это с одной стороны. Разваливаться будет Россия там как-то или не разваливаться, это уже второе дело. Это непосредственно инструментом никто из внешней среды не будет. Просто экономически способствует этому, а действо вот этого развала, оно должно внутри этого государства произойти. Ну, в смысле, по международным. И в связи с этим самоопределение, туда-сюда, у нас в этом отношении все фундамент капитальный. Но без международного сообщества это просто невозможно. Но нету такого варианта. Как мы это сделаем при таком противоречивом состоянии нашего народа? Вообще, честно говоря, гражданское общество развалено, полностью на нет сведено за эти 20 с лишним лет. А те, кто якобы представляет там наш народ как там руководство там государственное и так далее, все это такое сомнительное. Ну, мы уже говорили много раз об этом. Цунде Окузя. Очень серьезное положение о том, чтобы определиться, что мы выбираем. Вот мы выбрали вот эту конституцию, вот это вот стержень наш, вот на нее нанизываем все остальное. Вот это стержень, на который может отреагировать международное сообщество. На другие посулы, там, ля-ля-ля, ни на что не... Ну, нужно же быть реалистом. Других вариантов нету просто. Поэтому... Шунам войдучена Северный Кавказ полностью отделится дальше. Вожухши, юга-югш. Бахна чувства. Я ночью чуем так и так не будет. Ночью Хулил Мудат, Шаца Хогу Беккен, моего наш республик, который ходит в состав. Еге Северный Кавказ, Айошевич Бог Мадуас. Я чунтиран бяхмабилс, ашидваш эбирас. It's too hal faramo вистхиле элэргаш. Бяхмабила швал вокфлочо. Терадо амуш цбогон амуш цбог. Хирка чуалсо. Интакул хал элэр. Опять эти посты, техника, армия, у них докладин извожил. Хажлат, он барх, дагдох, он Сербии, Македонии, тигасайштаса, резняешься, геноцидеш, от сербш. От страна, миротворческий контингент дух и гуартна, и сохпитарях, этот миротворческий контингент установил там несколько баз, и вот мест, такие там населенные пункты оставил там, шей парготдаш, шей уже Мэш бахит, тига техник стахарит военный, стахарит провокации, стахарит эл, шаюс таборд на окраине баз нашин, сашику баз дахватын, еще мир дахватын международный контингенту. Так что на хугалар, это сербский бан наш хочу лилган очередной резня установить их, так весь мир так цестер, что тига амадар, что миш хрюштер, шун бай это эл, нах цестер, уроки прошлого изучать те шумцедыч. Ак наксан международный контингент, Дай веймаду, мягкой царь эймаду. По какой системе? Вот предлагаем вам вот такую систему, такую. Хотите, мы там в горах одну базу, там в лесу одну базу, все. Этого достаточно, вы считаете? Хотите, что по-другому никак не получится. Царь штата война шхибу, и постыш война шхирю. Наксан уеш шхила. Наксан война шла уж саули, вот цей пост хватит. Хажим та дача, или бочал, та мет хватилось. И сулхал сингату сагатте чуман
я дорос, да, вы что, Кавказ, або там Чечня, отрезать, вы отрезать, вы дек, Грузию, отдала Цанаур. И тут аура еще вот там налаживать, дальше багарварду, та проблема ночь. Но отрезать кусок от Сауль. Кавказ пока проснется, пока они там политически созреют, там хотят, не хотят, они должны еще долгий процесс проходить. Хули дикду, давай шеш дуэл, ош сагбалат свой доцак, мершу еш, шеца демократический почах еш, распри кюкла, дадол реч, хагуш, цават, расприш, ахшно что, провокатор, экстремист, хагуш, политические движения. Суневый Кавказе, хрещется, без ахерцу. Вы признать не меняется, ичкери, массация мир, ну, потихоньку там, все процесс ходят, признать еду, вы отрезанный кусок цехулова, не сюк и раяхан. Вы гуржич дозу, как минимум, клюма даца. И что бог сунешь, бяхман было свою кварту. Так, инца, он махкой, аж бяхца была. Dayer zorero, tajim tema tiera, tajim dik tema tiera, tada no que uhum tadit no kuchwa. Yuh kuchwa duqa nah bambu hinta dela urkhanya ситуацию. Сразу один раз чувствовал, я швейцар, что все равно воеваешь полмалю паш, постоянно общение, что мосты налаживать, я был в Вишку. Юха дайер зельде юх основной теме, сажим юха вен опозлички чваезен до сахундуй от семашка инах цента резалди луш омскет тигер ублюд шуиш цер отличиться дым хилла. И вот как раз как очередную годовщину, да, вот этого. В этом Омске мы наблюдаем такую ответку от природы, скажем так, да, которая сейчас затопила вот этот регион. Ишь мою цель, ишь сами ответка в любом там формате. Но опять-таки жизнь, духал хил, очень сатисфиешься свой. Именно в сатисфие закоду и хум осудитель хоккоза преступление, хоккоза геноцидию из-за войца топитва целлер, ца хибухова целлер, ца короче, цервой зудри беш, дэг мадер цер зудри беш, дэг дай целлер, вот сюда йохим шат, зудри беш, миснах, бех боцнах, короче, два халбы шесть, им вот сум на сетуй шлят, ушсан бьюхум шат, эресхсан. Только вей сетуй сокуду, даже бьюхум ел даю лехат. Четкие оценки, вот произошел акт геноцида, акт массового убийства людей. Какой совершил? Вот этот ублюдок Сидоров из Омска, вот этот ублюдок какой-то там из Томска, там, вот этот ублюдок там из Сибири, откуда-то, с Урала, с Москвы, без разницы нам, с Воронежа там. И именно вот этих ублюдков. И вот это четко подчеркнуто их преступление, которое они совершили, убив более 200 человек вот в этом селении Самашки, где они там огнеметами, гранатами, просто в подвале люди, которые кричали там, ребята, ну не убивайте нас, лошадь. Туда закидывали эти гранаты, там отбегали в сторону, поджигали, вот это, занимались вот этим вот русской культурой. И вот эта русская культура, она должна быть привлечена к ответственности. И когда русских всем миром наконец созреет мир и решит, что надо все-таки денацифицировать вот это образование, вот это вот
банду, вот эту, я не знаю, как ее назвать, орду, и из них как-то людей, чтобы сделал весь мир, поспособствовал, мировая общественность, чтобы выбить из них вот эту вот ненависть к людям, ненависть к гражданским людям, ненависть к людям, которые им не покоряются, ненависть к людям, которые не хотят на себе признать их величие, их там имперское вот это хозяйничество там и так далее. Вот такой вот, короче, комментарий. Aš vērts bija tā ierzuri, ko tā, ko elpiešu. مبرم عقلك هردوق شون если останвашься на апенде дол так вы махка полню та саймашка кайчина дади та хайба ха вот эрдаган и бяхке мелбеш далалак вэлуш وين تعمد Del hallaka boil, vai del ertu boil. Например, melol nohčišana del ertu boil. Iša cērdinak duji, cērdinak šun atcenka elitin, ogdunenik, priznать beitin. شون بيقم بيش Жюпе уоздуй, вайн цавьеш, это цабьез вайн, байго цавьеш, но и оценка портим, чухуман чулшак, чулан. Там 20, более 20 тысяч, там, оно, чешуа бахкуши, там, по всяким надуманным, высосанным из пальцев статьям, там, при том, что 300 тысяч ночи населения и наехали. Из-за этого, кроме там Буданова какого-то, еще 2-3 каких-то человек, вообще никто, никакую ответственность не да, там. Короче, İbrahim, ne oldu doksan edrevne o dokçu hük şu kanjın çünkü vistal ayaz etçudur diye. древний юг эфира обязательно выступит руку государства до канала. Древний помашных фобул до мастеры его помашных фобул до Марша ай канал раздел хаба даста до мокшалой. Amin. Masana. Adik öyle şey. Adik da öyle. Marş oy.